Юрий Петухов. Бойня. Даже самая распоследняя божья тварь, я думаю, имеет какую-то, пускай даже самую ничтожную и бессмысленную для окружающих, но все-таки свою, собственную цель в жизни. Ведь правда, даже если это и не жизнь вовсе, а одно мучительное недоразумение, даже если это не цель, а один туман на палочке, все равно, ведь не может же быть иначе. Меня, я думаю, божьей тварью навряд ли кто назовет. Уж скорее наоборот. Только мне это без разницы. Мне наплевать на них, на всех. Они это они, а я это я. И у меня тоже есть своя цель. И я так думаю, она не хуже, чем у других. Ведь я живу только ею. Этой, своей, мерцающей впереди целью. Если она и покажется кому-то бессмысленной и ничтожной, так пусть подавится своим смыслом. Черт с ним. А я делал это и буду делать. Я буду бить их, крушить, расколачивать вдребезги. Я разобью их все до единого на самые мелкие осколки. Разобью. Когда это будет? Не знаю. Потому что я вообще ничего не знаю. Откуда я взялся в этом мире? Зачем этот мир? Зачем все его обитатели? Я не знаю даже, сколько живут такие, как я. Почему? Да потому что я никогда не видел себе подобных. И не слышал о них. Моя мать совсем другой была, не такой, как я. Она говорила, что и отец у меня был другой, пока он не сварился живьем у какой-то трубы. Все были, все есть, но все другие. Но я думаю, что не подохну до тех самых пор, пока хотя бы одно из них будет стоять целехоньким. Где бы оно ни стояло, где бы оно ни лежало, хоть на самом краю нашей бескрайней резервации. И не может быть иначе, и не будет иначе. И вот когда я сокрушу последнее, и мир перестанет двоиться, тогда я выберу самый большой и самый острый осколок и перережу им собственную глотку. Я думаю, что все это случится не скоро. Пускай пройдут годы, ничего. Но я сумею это. Я вытерплю все мучения на пути к своей цели. Пусть хихикают болваны и недоумки. Им не понять меня. Я сделаю это. И с радостью, и с надеждой уйду из этой мерзкой, поганой жизни. И пусть они тогда смеются над бессмысленностью моей цели. Мне уже будет все равно. В нашем распроклятом местечке я обошел все уцелевшие дома и облазил все развалины. До сих пор мои конечности и нижние, и верхние дрожат от напряжения. Ах, как я их бил, как я их колотил. Поредался даже. Вон, сочится какая-то пакость из третьего левого щупальца. Зеленая, вонючая. Фу, мерзость. Самому противно. Ну да ничего, я думаю, заживет. А нет, так и к лучшему. Чего мне ждать? На что надеяться? Какие я радости вижу? Ни черта. Эти хоть по вечерам получают свою порцию, присасываются к краникам у труб и всю ночь балдеют. А я? Для меня даже трубы не нашлось. А чем я хуже? Что, я не умею, что ли, краны вертеть? Да за швами присматривать? Да это любой оболтус, любой мальчуган сможет, если у него хотя бы одна конечность имеется. А у меня их 11. Да я бы за десятком труб мог следить. Так нет, рожей, видать, не вышел. Слишком уж я не такой, как все. Чихать хотел. Катитесь вы куда подальше. Кстати, о мальчуганах. Распустили молодежь. Вчера привязалась свора. Куда я, туда и они. Улюлюкают, свистят, камнями бросаются. Им и невдомек, что я боль только изнутри чувствую. Грозят. А чего грозить-то? Напугали. Один маленький совсем колобком катится, двумя ножками по земле скребет. Клоп, вонючка. А туда же. Да мне его коготком подцепить и все. Хана, крышка клопу. Нет, не отстает, не понимает. А жалко ведь, мелочь пузатую. Мне их жалко, а им меня нет. Хотя чего жалеть-то? Их всех у труп пристроят. Коль не передохнут, конечно, до 6 лет, до совершеннолетия. Всем местечко достанется. Каждый будет свой краник посасывать, и никто их не назовет чудовищем.
Никто не бросит камня вслед. Они нормальные, обычные. Им хорошо на этом свете. Ну да ничего, я в этом вшивом местечке не задержусь. Вот переколочу завтра оставшиеся в наипоследнем домишке в руинах на окраине и в путь. Только меня и видели. А на новом месте, глядишь, по-новому заживем. Только я одно могу сказать точно. Если меня там и приставят к трубе, и даже свой крантик к ней подключат, я дела не брошу. Цели своей не оставлю. Нет. И в гробу я всех видел. Пускай потешаются. А я бил их, бил и буду бить, колотить, Они застукали его на развалинах старого еще дореформенного дома Громадины, в котором уже много поколений никто не жил. Был день, и поэтому они отлично просматривали всю местность метров на 8. Дальше силуэты и очертания терялись в пелене, но грех было жаловаться. Денек стоял ясный, не то что обычно. Чудовище, выставив, видно для обороны на всякий непредвиденный случай 4 щупальца назад, и мерно раскачиваясь из стороны в сторону, вытаскивало что-то большое и плоское из груды камней, кирпичей и прочего строительного мусора. Пак, самый старший из них и самый хитрый, зажал клешней хобот, чтобы не сопеть, как обычно, трубно и надрывно, и медленно, не спуская глаз с чудовища, отполз назад. «Попалась гадина!» – заговорщически сообщил он остальным и пригрозил другой клешней. «Ща!» Коротышка Чук взвизгнул было от восторга, засучил хилыми лапками, но Пак тут же огрел его по загривку, зашипел озлобленно. «Где Грюня?» – спросил он, убедившись, что оплеуха подействовала и дополнительных мер принимать не надо. Волосатого Грюни нигде не было. Могло сорваться все дело. Близнецы Сидоровы в нетерпении кусали друг друга за уши и хищно скребли когтями землю. На ней оставались глубокие борозды, но шума не было. Каждый понимал ответственность момента. Даже безмозглый и безязыкий перестарок Бандыра с этого момента скалил обломки жестких зубов и мелко подергивал прозрачными веками. Никто не знал, что надо делать. «Я сбегаю поищу», — предложил шепотком Гурыня-младший, изгибая длинную шею и заглядывая в глаза хитрому Паку. «Только втихаря», — согласился Пак и трубнул таки хоботом. На минуту все припали к земле и напряглись. Но чудовище, скорее всего, не расслышало. Хитрый Пак вздохнул тихо с облегчением и закатил, видно от избытка чувств, еще одну оплеуху коротышке Чуку. Тот беззвучно захныкал, зажимая лапкой пухлый рот-клювик. Гурыня-младший пополз, не оглядываясь, огибая камни. Но далеко ему оползти не далось. Волосатый Грюня, будто с него уже содрали шкуру и расстелили ее на земле, лежал за ближайшей обвалившейся стеной, раскинув лапы в разные стороны, и спал. Причем блаженно и безмятежно похрапывал при этом. Гурыня кусанул его за пятку и тут же зажал Грюне рот, чтобы не развопился. Грюня был голосист. «Ты чё, падла?» — шепнул в ухо Гурыня. «Завалить всех удумал!» Волосатый Грюня бешено вращал единственным глазом, пытаясь вырваться. «Пак тебе рожу поколбасит ты сейчас!» — заверил Гурыня-младший на полном серьезе. И волосатый Грюня затих. Он жал мохнатую голову в не менее мохнатые плечи, поджал лапы и оттого превратился в поблескивающий шерстью клубок. «Где сеть?» Грюня затрясся, повел неопределенно глазом. Вечно он спал, и вечно не мог толком проснуться. Даже теперь, в такую ответственную минуту, Гурыня-младший кусанул его еще разок, посильнее. «Мероприятию срываешь, жлобина!» – прохрипел на ухо, помня наказ Пака. «Убью!» Впрочем, убивать перепуганного, но все еще заспанного Грюню не пришлось. Гурыня-младший сам увидел серую сумму, в которой лежала свернутая сеть. Она валялась в 3 метрах на куче щебня и песка. Видимо, Грюня потерял ее, засыпая на ходу. Выяснять обстоятельства дела времени не было. Гурыня-младший подхватил сумму, по тяжести почувствовав, что сеть на месте. «А ну живо, падла! И чтоб молчком!» Они быстренько доползли до основной группы, получив по затрещине от вожака Пака. «Чё застряли? Сейчас уйдет!» Роли они расписали заранее, но хитрый Пак вкратце напомнил каждому, что надо делать и как, для выразительности пощелкав легонько перед носами своей клешней.
Все поняли. Легче всего было близнецам Сидоровым. Их поставили охранять выход из развалин, а точнее в силу ширины и неповоротливости просто заслонять путь, если чудовище вырвется и бросится убегать. Правда, близнецы по своей простоте не понимали, что им может угрожать, если чудовище наткнется на них. Но Пак сказал, что все будет нормально. И Сидоровы поверили. Остальные разделились на 3 группы. В первую входил самолично хитрый Пак. И более никто. Он брал на себя основную тяжесть, не слишком-то доверяясь товарищам. Размотанную, но еще не свитую в трубку сеть он положил на плечи и теперь выравнивал, расправляя ее, помогая себе хоботом. Сеть была металлопластиковая, газовым резаком не порежешь. Во вторую группу входили Гурыня-младший, Гурыня-старший, Бумба-пеликан и Балбес-бандыра. В общем-то, с их заданием мог бы справиться и один надежный парень, но Пак решил подстраховаться. Народец в его ватаге был хлипкий, попробуй доверься им, обалдуем. В третью группу отвлечения входили коротышка Чук, волосатый Грюня и пузатый трехногий подмастерье переросток Хряпова. А руны визжало неслыханный. Его и взяли с собой только из-за луженой глотки. Роль этой группы была совсем проста, но и достаточно опасна. И хотя хитрый Пак говорил, что не было еще такого случая, чтобы чудище обидело кого-нибудь, пристукнуло или еще хуже сожрало с потрохами, но кто его знает, ведь на такое поглядишь, и этого с лихвой хватит. Ощущение, будто тебя наполовину уже переживали. Хитрый Пак не зря отбирал тех, кто зрением послабее. Да и ценности из себя особо не представляет ни для его ватаги, ни для будущей работенки у заветной трубы. Как крикну в голос, так и начали. Ясно? Пак всмотрелся напоследок в каждого, и каждый кивнул. Они осторожненько поползли вперед, а чудище, дрожа, хлюпая и хряпая, распространяя вокруг себя зловоние и мокроту, ковырялось в обломках и никак не могло вытащить застрявшего в искореженной ржавой арматуре большого в старинной массивной раме зеркала. Оно поворачивалось и так, и эдак, изгибаясь, раздуваясь, отчаянно манипулировало всеми конечностями, включая и нижней, но вытащить зеркало не удавалось. Хитрец Пак уже давным-давно заметил эту страсть к зеркалам у чудища, эту какую-то непонятную ненависть к ним. Все в местечке прекрасно обходились вообще без зеркал, всем было просто наплевать на эти тусклые стекляшки. О чем бы голова болела? Тем более, что и без них все прекрасно видно, а битого хлама и так предостаточно, хоть завались им. Но на этой вот ненормальной страсти и было построено. Недаром Пака звали хитрым. Само место располагало к действию. С 3 сторон чудовище было загорожено обломками каменных стен, и лишь с 4-й оставался проход, правда довольно-таки широкий. Между стенами было метров 6. Многовато, конечно, но ничего, если действовать слаженно, все пройдет отлично. Стены вот только обросли склизким противным мхом, можно и навернуться с них. Но совсем-то без риска не бывает, ведь так? Пак готов был рискнуть ради небольшого развлечения. И почему бы и не поразвлечься немного, пока к кранику не подпустят, кроме как по особо торжественным дням? Нет, можно и поразвлечься. Не спуская глаз с чудовища, он стал карабкаться на стену, на этот каменный обломок, торчащий справа и такой скользкий. Не так-то легко это было сделать. Пак даже порвал свой новенький комбинезон, а какой-то крюк, который торчал прямо из мха. И очень расстроился этим, но горевать было некогда. Обломок был 4 метра вышиной, на верхушке его росло чахленькое деревце без листвы. В его ствол Пак и вцепился клешней, когда основной путь уже был позади. Подтянулся, чуть не упустив сеть с плеч, но вовремя успел придержать ее хоботом. Сверху все было отлично видно, да и чудовище не казалось отсюда столь страшным, как снизу. Пак обернулся. Близнецы Сидоровы стояли на посту живым двуголовым изваянием, растопырив по сторонам руки ласты. Они всегда относились к порочному делу серьезно, иногда даже чересчур серьезно. Пак не сдержал улыбки. Но за тылы можно было не беспокоиться. Он снял сеть с плеч, расправил ее в широко расставленных клешнях.
Противоположная стена была на полметра ниже, но Гурыни, Пеликан и Бандыра что-то явно не спешили. «Чертовы олухи!» – подумал про них Пак. Он начинал нервничать. Краем глаза он заметил, что Хряпало, Чук и Грюня заняли свои места. Даже отсюда было видно, как всем телом дрожал волосатый Грюня, Толстяк и Соня. Ну да ничего, пускай попривыкнет. Наконец, над краем противоположной стены появилась глуповатая рожа Бандыры. Он вертел головой и все время стукался костистым подбородком о каменный край. Видимо, оскальзывался. Из-за Бандыры неожиданно показалась змееобразная голова Гурыни-младшего, потом его тело. Следом на стену влезли Гурыня-старший, отличавшийся от брата лишь толщиной и неповоротливостью, и Хряпало. Судя по всему, Бандыры они пользовались как лестницей, но и ему Хряпало протянул лапу и помог вскарабкаться. Надо было начинать. Чудовище, ничего не подозревая, копошилось внизу. Оно уже почти высвободило свою находку. Оставались минуты, если не секунды. Пак напряг свои бугристые мышцы, закинул клешни с сетью за голову, вскинул хобот вверх. Но не успел он подать знака, как произошло совсем непредусмотренное событие. Балбес Бандыра с воплями и визгами, размахивая двухметровыми суставчатыми руконогами и изгибаясь так, будто у него нету позвоночника, сверзся вниз. Прямо на чудовище! То резко передернулось, колыхнулось всем своим волдыристо-бородавчатым зеленым телом, но перепуганный и истошно вопящий, не помнящий себя от ужаса Бандыра, размахивая своими складными граблями, подскочил на его спине, оттолкнулся, что было мочи, и помчался прочь из каменной ограды напрямую на близнецов Сидоровых. Близнецы исправно выполнили поставленную перед ними задачу. И Бандыры не пропустили. Образовался жуткий живой ком, из которого торчали руконоги, костистые лапы, ласты, головы, и неслись хрипы, писки, крики и угрозы, и жуткий, леденящий сердце вой. Видимо, Бандыре-балбесу почудилось, что он таки попался в лапы жуткого чудовища. Все это произошло в доли секунды. Само чудовище не успело даже шевельнуть своими выставленными за спину конечностями и повернуть бугристую слонообразную голову. И только Пак собирался подать наконец свой сигнал, ведь надо было делать дело, как с трех сторон завопили на разные голоса. Коротышка Чук, визгливый Нытик, ревун волосатый Грюня и заменитель сирены Хряпало. Но именно они и спасли положение. Потому что чудище, уже поднимавшее голову вверх, вместо того, чтобы заметить свою главную опасность и среагировать, отвлеклось. А ведь это и решило дело. «Эхей!» – заорал, перекрикивая всех, хитроумный Пак и бросил конец сети на противоположную стену. Команду он подал раньше, чем надо. Но теперь это уже не имело ровным счетом никакого значения. Обоих Гурынь тяжелым концом сети опрокинуло за стену. Они мгновенно исчезли, будто там их и не было. Пеликан Бумба, правда, устоял. Он вцепился в сеть одновременно обоими когтистыми лапами и широким хрящеватым клювом. И так, вместе с зажатым концом сети, громыхнулся вниз. Следом за ним сиганул и Пак. Чудовище было накрыто, и оно еще могло выпутаться, сбросить с себя металлопластиковую крупноячеистую сеть. Конечности его напряглись, выпрямились, само оно вскинулось во весь рост. Но не оплошали братья Гурыни. Выскочили из-за стены. Все в ссадинах, синяках от падения вцепились в сеть с разных сторон и принялись бегать по кругу, окончательно запутывая молчаливо сопротивляющееся чудовище. Вместе с ним они чуть было не запутали и Бумбу Пеликана, но тот вывернулся, чудом успел выскочить, расцарапав весь свой широченный клювище и измазав до невозможности в грязи и без того несвежий комбинезон. Дело было сделано. Хитрый Пак торжествовал. Еще бы, такая победа! Предания о ней будут переходить из поколения в поколение, а значит, и его имя не исчезнет вместе с ним. Теперь можно было не суетиться. Опутанное чудовище лежало на земле, даже не пытаясь освободиться. «Соображает», — подумал про него Пак. «С металлопластиком шутки плохи, нечего и трепыхаться».
Он отступил на несколько шагов полюбоваться на дело рук своих. Но спокойно любоваться ему не дали. Дикий ор, доносившийся снаружи из-за стен, отвлек его. Пак выглянул. Там происходило невообразимое. Близнецы Сидоровы, что было сил, мутузили балбеса Бандеру. Тот яростно отбивался. Коротышка Чук и волосатый Грюня дубасили близнецов. Хряпало лежал рядом, на вид бездыханный. Ему было уже все равно, он получил, видно, свое. Конца мордобою не предвиделось. «Отставить!» – заорал Пак. Его трубный глаз возымел действие. Куча мала распалась. Все тяжело дышали, обливаясь потом, и глазели на Пака. Пак в четверть силушки треснул клешней балбеса Бандеру прямо по темечку. Тот, похоже, не почувствовал, но почтительно присел на полусогнутых. Близнецам Сидоровым Пак сказал: «Объявляю благодарность за службу!» И похлопал их по плечу. Сидоровы зарделись от счастья, победно поглядели на поникшего Бандеру. «Операция прошла на славу!» – продекламировал хитрый Пак, водя хоботом из стороны в сторону. «Все держались молодцами, ни единой осечки, как по маслу, все поняли?» Он помолчал для выразительности, давая оценить торжественность момента, и добавил: «Лютое чудовище, терроризировавшее всю округу и готовившее подлый злодейский план по прорыву наших всенародных труп поймано! Всех поздравляю!» Ответом было громоподобное ликование. Особенно старались герои дня, близнецы Сидоровы. Хоть и одна пара лап была у них на двоих, и лишь одна пара рук, зато глотки было две. «Ладно, пошли!» — сказал Пак уже неофициально. И они побежали к добыче. Вокруг чудовища суетились оба Гурыни и пеликан Бумба. Непростое это было дело — расправлять концы сети и закреплять их. Попробуй, вбей крючья в стены и пол кривыми обрубками, которые не то что крюка, и камни толком удержать не могут. Но Гурыни старались, помогая себе и ногами, и зубами. Дело клеилось. Чудовище сопело, пыхтело и воняло. Несколько раз оно попыталось вырваться. Не получилось. И все равно было страшно. Волосатый Грюня дрожал вовсю. Ну ладно, Грюня, он всегда дрожит. Не по себе было и самому Паку. Мурашки так и бегали у него по спине. Близнецы и те ступали будто настороженно, по-куриному. И даже безмозглый и бесчувственный балбес Бандера был не в своей тарелке и чаще обычного моргал прозрачными веками и скалился. Но чем прочнее крепили сеть, тем смелее становились, тем разговорчивее. Ободранный и грязный пеликан Бумба гоготал, захлебываясь и роняя слюну. «А ловко я его! Ловко!» Гурыня-младший считал, что главную роль сыграл он, и поэтому огрызнулся. «Ловко грабанулся ты со стены! Вот и вся ловкость твоя! Тут не до дураков рассчитано, тут с умом надо!» Впрочем, до выяснения отношений дело не дошло. По той причине, что всех объединила неприязнь к чудовищу. И эта неприязнь становилась тем сильнее, чем беззащитнее делалось вздрагивающее чудище. Первым бросил камень коротышка Чук. «Получай, падла!» — метнул свой Гурыня-младший. Старший слепо повторил бросок брата. Камни грудой посыпались в пленника. «Во как! Держи подарок! Хэк! Ловко я ему! Хорошо! Прямо сейчас забьем, падлу! Что с ним возиться? Забьем!» Распаляясь на глазах, подзуживая друг друга, передергиваясь, переглядываясь и перемигиваясь, толкаясь локтями и путаясь в распяленных концах сети, «Ща я его приложу! Ща!» — взъярился Гурыня-младший, размахивая подобранной железякой и намереваясь воткнуть ее прямо в зеленый бородавчатый горб. «Брось!» — цыкнул на Гурыню хитрец Пак. Он один не принимал участия в процедуре побития камнями. «Брось, тварь! Кому говорю?»
Обиженный Гурыня отбросил железяку и ухватил булыжник поздоровее. Чудище на камни почти не реагировало, лишь вздрагивало чуть-чуть, когда были особо сильные и меткие броски. И все же, выбрав коротенький миг затишья, оно бросило обидчикам. «Дураки вы все! Да плевать я на вас хотел!» Паковская команда взъярилась пуще прежнего. Безмозглый бандыра от избытка чувств вспрыгнул чудищу на горб и принялся дубасить его своими складными граблями. Кончилось тем, что он запутался, его пришлось тащить из сети будто репку. Бандыра выл, словно пришел конец света. Но ни одна из его граблей не оторвалась при вытягивании. Скорее всего, они оказались покрепче металлопластика. Вытащив балбеса Бандыру, все уцепились за руки, клешни, лапы, ласты и закружились в бешеном дикарском хороводе вокруг огромной жертвы, попавшейся в их селки. Восторг был неописуемый, особенно предавался ему коротышка Чук. Он визжал как никогда в жизни, не поспевая своими хлипкими лапками за другими, и оттого то взлетая в воздух, то волочась по грубым грудам разбросанного мусора, он орал. Остановились лишь тогда, когда вымотались все до единого, когда окончательно лишились сил. Так и попадали на землю вокруг чудовища, тяжело отдуваясь, закидывая головы и закатывая глаза. К этому времени приполз и искалеченный Хряпало. Он был не в лучшем состоянии, чем другие, но ему захотелось хоть немного поторжествовать. Хряпало запустил камень в чудовище и ополз его в этком медленном, но выразительном круге почета. Затем и он распластался, перевернувшись на спину. «Как есть дураки!» — заключило опутанное чудовище. Припираться с ним не стали. «Ну, взялись, что ли?» — предложил Гурыня-младший. «Чего?» — не понял его Пеликан. «Чего? Кончать его, падлу!» Пеликан Бумба промолчал. «А чего, глядеть на него, что ли?» — не унимался Гурыня. «Стало быть, пора», — неуверенно согласился с братом Гурыня-старший. «Эй, Пак, ты у нас самый умный, ты и говори». Хитрый Пак многозначительно оглядел всех, повздыхал, посопел, потрубил слегка своим хоботом для важности и сказал, переворачиваясь на другой бок: «Кончим, не волнуйтесь, только попозже немного». По правде говоря, Пак и сам не знал, как им прикончить чудовище. Камни его не брали, резака им никто не даст своего, да и утащить навряд ли получится. Долбить его арматурой или ковырять острой железякой, как собирался Гурыня-младший. Так ведь неизвестно, проковыряешь ли, вон он какой здоровый и толстый. А как начнешь ковырять да колоть, так сразу зеленая дрянь какая-то чуть не фонтаном бьет, аж не продохнешь. Эх, голова, вари, кумекай, соображай. А чего это позже?» — заволновался Хряпало. «Когда это позже? Я, может, к вечеру уже окочурюсь. Чего ж ты мне, и помирать так, что ли? Я даром орал громче всех». Хряпало уже привстал, раззявился, обращаясь ко всем сразу. «А вы тоже, думаете вечные, что ли? Вон, мартышка тоже так думал, а все о кранике мечтал, а вчера коньки отбросил. А Гугоря с Болявкой забыли? Или не вы их на той неделе в отстойник отволакивали? Все сдохли, и мы сдохнем. Чего тянуть-то?» «Правду говорит», — поддержал Хряпало Гурыня-младший. «Верно». «Да и чего там, засыпем камнями с головой, само сдохнет!» — взвизгнул коротышка Чук. «Цыц!» Пак встал и щелкнул сразу обеими клешнями. «Мы его просто на тот свет не отпустим!» — проговорил он то бледнее, то зеленее. «Мы ему пытку устроим!» Все замерли, ловя каждое слово. «А ну, Грюня, Бумба, близнецы!» Названные поскакали с мест, подошли ближе, выражая готовность, граничащую с покорностью. «А принесите-ка сюда ту штуковину, что оно вытащить хотело!» — скомандовал Пак-хитрец. Никто не понимал затеваемого, но Паку поверили. Огромное, в 2 роста зеркало, обрамленное в резную массивную раму, несли все, кроме побитого и ослабленного Хряпалы. Поставили перед хитрым Паком. Зеркало было мутное, запыленное, ничего в нем видно не было. Пак ухватил клешней за шкирку волосатого Грюню.
который уже умудрился заснуть, и протер им гладкую, матово-поблескивающую поверхность. Грюня толком проснуться не успел, как дело было сделано. Но ему пришлось долго и мелко трястись, очищая свою шкуру. Пак поглядел в зеркало. На него смотрело лицо как лицо, ничуть не хуже, чем у других, даже посимпатичнее. Высокий, абсолютно лысый лоб, до самого темени 2 ряда круглых умных глазок, морщинистый широкий хоботок, свисающий чуть ниже подбородка. Пак от удовольствия шевельнул сходящимися на макушке ушами и широко улыбнулся, раздвигая серые толстые губы. Из-за хобота улыбка почти была не видна. Но все равно Пак себе понравился. Сейчас все меньше остается таких, как он, и все больше рождались самых настоящих уродцев, на вроде обоих Гурынь, близнецов Сидоровых или же коротышки Чука. Во всяком случае, в их местечке. Ждали его слова, и Пак не задержался. «Тупари вы все!» — сказал он с линцой. «Кретины безмозглые!» Безмозглый бандыра обидчиво заворочился и поежился, но Паку до него дела не было. «Кончить! Да это любой обалдуй сможет, а мы над ним опыт проделаем. Думаете, он что, просто так зеркала по всему городишку колотит? Отчего он это делает, а? Остолопы вы, вот что я вам всем скажу!» «Да ладно ты уж», — пробурчал пеликан Бумба. Он был второй по уму в их компании, но скромный. «Не тяни». «А чё тянуть?» — покладисто провозгласил Пак. «Мы ща зеркальце перед ним поставим, да поглядим, в чем дело. Ясно, тупари?» До большинства не дошло, но они закивали. Огромное зеркало водрузили прямо перед невыносимо мерзкой, пакостной рожей чудовища. Пошевельнуться, отпихнуть зеркало, да и просто отвернуться оно не могло. Путы мешали. Когда зеркало установили, все расступились, словно по команде, хотя ее и не было. С полминуты чудовище перекатывало водянисто-желтые мутные глазные яблоки под сырой прозрачной кожей отвратительной морды. Потом кожа полопалась, источая вонючую зелень сразу в 3 местах, и глазища прорвались наружу, налившись красным. Бесчисленные жвала задергались, задрожали, покрываясь желтой, пузырящейся массой. Распахнулся смрадный багровый зев, усеянный зеленоватыми бородавками и блестящими шевелящимися полипами. И чудовище дико, надрывно взревело. Но длилось это недолго. Глаза тут же пропали под кожей, зев закрылся, из сомкнутых жвал пробулькало: «Дураки вы все-таки! И гады порядочные!» Гурыня-младший громко расхохотался. На него реакция чудовища произвела самое приятное впечатление. «Ура, Паку, молодчага! Это ж надо умыслить такое! Вот голова, вот ум!» Умный Пак помалкивал. Он был доволен собой. Знал, что чудовище выбрало самую простую тактику — не смотреть в зеркало. Так, будто его и нет совсем. Но Пак знал и другое. Всю жизнь не просидишь с закрытыми глазами. И они решили ждать. Устроившись поудобнее, послали волосатого Грюню в поселок разжиться чем-нибудь съестным. Но Грюня совсем пропал. Видимо, заснул где-то по дороге. Ничего, терпели. Развлекались, подбрасывая камушки в чудовище, пересказывали давно всем знакомые истории и байки. До вечера чудовище лишь дважды выкатывало свои бельма и жутко ревело. Дергалось, пыталось вырваться, но не получалось. Веселью не было ни конца, ни края. Но к ночи все устали и решили отложить развлечения до утра. Утомленные и довольные разбрелись по домам. Ушлепали, дурачье. И этого недобитка своего хряпало уволокли. Подонки, ублюдки. И все же чего взять с этих мальчуганов? Они хоть говорить не разучились, не то что их папаши и мамаши. Те долокались, да присасывались, последние мозги порастеряли. А впрочем, какое мне дело? Наплевать. Чудовище медленно высвободило одну конечность, пропихнуло ее в ячейку и с легкостью выдернуло из заросшего землей пола ближайший крюк. Все это оно проделало закрытыми глазами, на ощупь. Следом за первым
Повыскакивали из стен и пола еще несколько крюков. Натяжение сети ослабло. Чудовище тяжело и прерывисто вздохнуло. Судороги прокатились по его крупному телу. Умники, хитрецы. Другой надавал бы вам тумаков до шлепков, чтоб неповадно было. Да теперь уж ладно, чего там. Попробуй-ка я побушевать в этом каменном ущелье, помахать щупальцами, да половина из них костей бы не собрала. Пришлось бы потом соскребать со стен. Но не понимают, не соображают. Думают, победили, поймали, мелюзга. Злобные растут. Дикие, беспощадные. Но других-то нет, и этих осталось по пальцам перечесть. А чего они народят? Поди-ка угадай. Глядишь, и я со временем в красавцах ходить буду. Да что с них возьмешь? Кто из них читать выучился? Да никто. Хоть тот хитренький с хоботом. И он не смог сладить. Да и кто бы их научить смог? Так и я думаю, еще 2, от силы 3 поколения, и некому будет у труп вахту нести. Хотя черт их знает. Бабка говорила, время от времени снаружи к нам подбрасывают всяких там. Сброд разный, что во внешнем мире по своей пакостности до ублюдства не удержался. Вот их-то к нам под колпак на развод. А кто знает, может, на этом только и держимся. Может, никого уже давным-давно и не осталось в резервации, кроме механизмов да всяких там автоприслужничков на подземных заводах и хранилищах. Никто ничего толком не знает. А они, мальчишки эти, и вовсе слыхом не слыхивали про внешний мир. Да и кто им расскажет? Если и видели, так туристов одних, когда те по трапам разгуливают. Да и то наверняка ничего не поняли. Только я их в этом не виню. Им кажется, что все здесь так и должно быть. Так и было, так и есть, так и везде есть. Олухи несчастные. Откуда им знать? Никогда не прощу своим, что выродили меня такого на свет. И то, что жизнь оставили. А пуще всего, что бабка с матерью читать научили. Да порассказали много всего разного. Они-то сохранили кое-что. Они-то сами к краникам не присасывались тем, что у труп. Только таких ведь больше не найти. Уж в нашем местечке точно. Выучили, рассказали. Дескать, чтоб хоть кто-то память хранил. А зачем? Кому это надо? Я когда читал всю эту муть, а я ведь читал и днями, и ночами, и подбирал в развалинах книжки, журналы и читал. Так вот, когда я грезил над этими желтыми страничками, я себя таким же ощущал, как те, что это писали, и как те, что на картинках были. И как же иначе, ведь в голове-то у нас одно, а когда-то у всех у нас было одно. За что? За что мне это? Я же после этих грез ненавидеть не только себя стал. Всех. Всех до единого. Но больше всего я ненавижу свое отражение. Мир не видывал ничего пакостнее и страшнее. Меня начинает трясти, рвать, когда я вижу себя в зеркале. Меня выворачивает наизнанку, и я не могу терпеть. И потому я буду их разыскивать. Разыскивать везде, где только можно. Повсюду. Находить, вытаскивать, выкапывать и бить, 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 бить. Пускай смеются и издеваются. Я знаю, что меня не то что любить. Терпеть, да и просто выносить невозможно. Но разве я в этом виноват? Пока я был маленьким, мама и бабка еще терпели меня, ходили за мной. А потом и они сказали, чтобы я убирался из дома. Кто хочет жить вместе с чудовищем? Под одной дранкой, в одной тесной землянке. Кто? Ну да ничего. Наплевать. Я уже знаю, что буду делать. А вот эти несмышленыши, они-то что будут делать дальше? У них нет ничего, ни прошлого, ни будущего. И откуда им знать, что раньше здесь была большая страна, жило много народу, росли леса, текли реки? Конечно, и я не видел ничего из этого. Но я столько прочитал и просмотрел, что как будто бы и видел. Во всяком случае, я знаю. Но мне это трудно представить. Мне трудно представить, чтобы здесь, среди развалин, потекла вдруг река. Голубая чистая вода? Да тут и цветов таких нет. Тут развалины и трубы, трубы, трубы. Нахрена им столько труб? Все что-то гонят, гонят из-под земли, из хранилищ. Все гонят и гонят. И я даже не знаю толком что. Когда прорвало отцову трубу,
Его 100-метровый участочек, они вдвоем с матерью обихаживали, прорвало-то всего ничего, струйка одна и пшикнула, а папашу заживо сварила. Вот так. Только у него штуковина-то это, что с рождения всаживают под кожу и при совершеннолетии подправляют, когда к трубе уже допущен. Так вот она и сработала. Мигом железный прислужничек приперся, мигом все заварил. А нахрена тогда папаша нужен был, я вас спрашиваю? За каким чертом? Хотя и чего ему свет коптить надо было? Он ведь из краника своего исправно высасывал порцию. Уже и не говорил, и не пел, лишь хихикал все, да на карачках вдоль трубы ползал. Так мать говорила, сам не помню. Зато рассказывал нам, за колпаками никаких труб, все чистенько, все свеженько, никаких заводов, никаких хранилищ, красота. Я, правда, в эти байки не очень-то верю. Это как без труб? Такого не бывает. Но мало ли чего. И в книгах тоже разное пишут. Было же раньше, что везде были и трубы, и заводы, и бункера, и фабрики там какие-то. А потом к нам переводить стали. Сначала одно, потом другое. Потихоньку, полегоньку, но все сюда, все сюда. Так решили, видимо. Им виднее было. И еще до этого всякие разные появляться на свет стали. Вначале никто даже и не знал почему. А потом, хотя и знали, да молчали. Чего панику сеять? И все сюда, все сюда. Хотя, может, и верно. Зачем всем подыхать-то? Наверное, так оно и надо было. Тогда и к трубам приставлять начали, и к краникам присасывать, чтобы от труб не убежали. Хотя какая польза, в толк не возьму. Так и приспособились. Кто пошустрее, так те умотали во внешний мир. Там получше житух-то, ясное дело. Вот они и переселились. А кто у краника, куда же ему? Ему и тут хорошо. Правда, колпак позже появился. Намного позже. Когда поползли облачка прямо из сердцевины резервации на внешний мир. И то не сразу дело делалось-то. А большая страна была. Даже не одна, говорят, страна. Много разных народов жило непохожих. Не знаю, верить, не верить. Теперь все разные, все не похожи. Ну чего же, скажем, общего у хряпалы с этим клопом на ножках? Ничего. А у меня с этим хитрецом ноль. Только теперь-то по-другому деление. Теперь два народца-то. Те, что за колпаком, и те, что тута. А может, тут и лучше. Может, там вообще жизни нету. Ведь никто из наших там не бывал. Они-то да, они тут бывают. Редко, но бывает. Я на них зла не держу. Ведь и в самом деле, не всем же подыхать в одной яме. Чудовище освободилось полностью, но сеть с уродливого горба не сбросила. И так колыхалась на нем дырявой накидкой, шалью. Осторожно, чтобы не разбить, чудовище приподняло зеркало в раме, поднесло его к стене и повернуло стеклом к камню. Пускай постоит. В темнотище ты его расколачивать и радости-то никакой. Не увидишь, как мерзкое отражение рассыпается на мириады кусочков и исчезает. А это надо видеть, иначе и смысла нет. А вот рассветет, и тогда... Чудище почувствовало мягкое ворсистое прикосновение и замерло. Кто-то подошел совсем близко и на ощупь попытался тянуть на себя сеть. Краешком глаза, перекатившегося под кожей почти к самому горбу, чудище увидело одного из своих давешних мучителей, того, которого называли волосатый Грюня, и которому за день от вожака и прочих доставалось немало оплеух. Грюня нащупывал крюки, отбрасывая их. Почти ничего не видел, мало того, что он был соней, так еще и слепышом. Те чего? Не утерпело чудище. Грюня с перепугу заорал благим матом, упав лицом на землю, его трясло такой дрожью, что становилось страшно за него. Еще выскочит из своей ворсистой шкуры. «Ты не бойся», — произнесло чудовище мягко. «Ты чё вообще боишься?» Волосатый Грюня лежал ни жив, ни мертв. Во всяком случае, дар речи он потерял надолго. «Ну ладно, не хочешь — не отвечай». Чудище засопело. Стало устраиваться на ночлег прямо там же, на развалинах, на том месте, где его мальчишки опутали сетью. Но Грюня через некоторое время пришел в себя и осмелел. «Я только хотел крючи повыдергивать», — сказал он, приподнимая заросшее шерстью лицо. «Не все, штук 8, чтоб ты сам потом выпутался. А я бы убежал». Чудище засопело сильнее. «Ну, спасибо».
«А чего это ты так вдруг? Чуть ты подобрел-то?» – спросило оно. Грюня не нашелся. Но он уже почти не дрожал. В темнотище чудище было совсем и не страшным, и с ним можно было запросто побеседовать. Оно совсем не собиралось, похоже, проглатывать его, разжевывать, топтать, рвать когтями, ну или еще как-то уродовать. Хитрец Пак сказал, что завтра приведет сюда туристов, промямлил нерешительно Грюня. Или послезавтра, ну когда они придут. Мне страшно стало, и я не знаю, зачем он хочет их позвать, но мне очень страшно. Да ладно уж, не бойся, проговорило чудовище. Ты их вообще видел когда-нибудь? Угу. Но только раз. Ну и что? Ничего. Вот и на этот раз ничего не будет. И не надо бояться. Они сюда глазеть приезжают. Чего их бояться? Ну иди, согласилось чудовище. Волосатый Грюня, оглядываясь ежесекундно и втягивая голову в плечи, а также натыкаясь на мшистые каменные обломки стен, поплелся в сторону поселка. «И не бойся ничего! И никого!» — крикнуло ему вслед чудовище. Оно еще долго не могло после этого уснуть. Думало: хороший мальчуган, добрый. Сколько-то он тут протянет. Его можно было научить читать, рассказать обо всем. А потом он бы научил кого-нибудь из мальчуганов, следующего. Ведь память должна храниться. Ведь должна. Или обрекать на мучение еще одного? А чего ради? Каких таких целей? Вот свою цель я понимаю. Пускай не все с ней согласятся, но она понятная. А вот память. Память зачем? Нет, лучше, наверное, не стоит. Добра в мире от нее что-то не прибавляется. Но и без нее не так-то много на свете этого продукта. Поди разберись, что лучше. И к чему это он упомянул про туристов? Ведь они же никогда не сходят со своих трапов, натянутых прямо над трубами. Ведь они же всего на свете боятся. Как это они придут сюда? Бред. Не придет никто. У них свои дела, у нас свои. И никто не придет, кроме самих мальчуганов. А они заслуживают того, чтобы их попугать немножко. Попугаем. Вот только пусть заявятся. Я думаю, они сделаются подобрее после этого. Хотя... Начинало холодать, и чудовище ежилось под сетью. Ему было зябко и неуютно на этих продуваемых мокрыми ветрами развалинах. Ведь и оно было живым существом. Хитрый Пак проснулся еще до рассвета. Папаши в лачуге не было, он сегодня дежурил в ночную. Это означало, что он не получил очередной порции из крантика вечером и должен был бродить по всему участку всю ночь, до тех пор, пока его не сменят. А как сменят, сразу можно будет хлебнуть горячащего и забыться. Хуже всего были вот такие вот пересменки, раз в полгода, когда приходилось выдерживать больше суток без пойла. Пак это уже понимал, по состоянию своего молчаливого драчуна родителя. Хотя и сам мало в это вникал, ведь к крантику-то его не подпускали. И поэтому он поднялся сразу, без бучений, был бодр и свеж. Первым делом он вылизал вчерашние миски, в которых оставалось немного баланды. Раздача откроется лишь днем, поэтому ждать нечего. Он выскочил на улицу. Голова закружилась от тошнотворных аммиачных испарений. Снова прорвало где-то, решил он, и побежал будить пеликана Бумбу и братьев Гурынь. Они жили ближе всех. К рассвету ватага была уже в сборе. Протирали глаза, жмурились, зевали, кряхтели. Волосатый Грюня пошатывался, норовил плюхнуться прямо на землю. Его поддерживали, щипали за мясистые ляжки и прочие места. Переросток хряпало, как и ожидал, ночью окочурился. Тело отволокли вниз, через 2 пролета, к отстойнику и сбросили его в люк. А хряпали тут же забыли. Были дела поважнее. «Пошли кончать гадину!» – предложил Гурыня-младший, вытягивая длинную шею и покачивая своей змеиной головкой. «Успеется!» – ответил Пак-хитрец. «Есть новости!» Все навострились. В их местечке новостей почти не бывало. «Дочью с пересметки приходил доходяга-трезвяк. Сами знаете этого болвана. Он вкалывает за просто так, за миску баланды. Да слыхали о придурке». Так вот он и сказал, что завтра туристы приедут. Вон Грюнь слыхал, не даст соврать. Грюнь испуганно вытаращил глаз, круглый и заспанный. Промолчал, но кивнул. Да вы вообще про туристов-то слыхали?
презрительно скривил хобот Пак. «Балакососы! Ну чё помалкиваете?» Выяснилось, что кроме пеликана Бумбы и Гурыни-старшего никто толком не представлял, что это за существа такие, туристы. «Ладно, увидите», — сказал Пак. «Объездять долго. Ходят тут по трапам, глазеют. Им у нас тут интересно. Трезвяк сказал, что они сегодня в нашем местечке будут отлавливать уродов всяких. Тех, кто к трубам не приписан, сами знаете». «Давно пора», — согласился Гурыня-младший. «Развелось дряни поганой». «Ага», — встрял коротышка Чук. «Сам видел, рычит, плюется, говорить не могут». Он скособочился и вымолвил. «Да чего там, у меня брательник такой, вон из дому сбежал. Давно пора поймать гаденыша». «Резаками их надо резать, вот что», — сказал Гурыня-младший. Безмозглый и безязыкий Бандыра хлопал своими жабьими веками, тряс головой и помалкивал. Ему явно не нравилось то, о чем говорил умный Пак, но и уйти из ватаги побаивался. «Короче, отведем туристов к чудищу, поглядим, как они с ним. Если не околеет, конечно, за ночь», — заверещал Пак. Ватага, как и обычно, согласилась со своим главарем. Близнецы Сидоровы озабоченно гоготали, похлопывали руками ластами, Гурыни приплясывали в присядку, сплетались шеями, пеликан Бумба щелкал клювом и корчил рожи. Волосатый Грюня мирно похрапывал в ногах у балбеса Бандыры. Одного Пак не рассчитал. Он устроил сборище невдалеке от папашиной трубы, на пути к лачуге. Папаша Пуга возвращался с работы. Его качало из стороны в сторону, руками свисавшими до земли папаша придерживал равновесие. Шел целенаправленно, глядя в одну точку. «Веселый!» — воскликнул коротышка Чук. Тогда, когда хитрый Пак заметил родителей и обернулся, было уже поздно. Папаша подскочил к нему и, упершись в землю тремя конечностями, четвертый выдал сыночку такую затрещину, что тот полетел прямиком в канаву. Утробно порадовался папаша Пуга и пошел своим путем. «Принял из краника», — завистливо проговорил Бумба. Вылезший из канавы Пак врезал хорошенько ему и коротышке Чуку, погрозил вслед папе клешней. «Вот его бы первым под отлов!» – прохрипел он. «Его нельзя!» – рассудил Бумба. «Он работник!» Туристы появились лишь после того, как открылась раздача, и всем выдали по миске баланды. Грюня, будто завороженный, смотрел снизу вверх на трапы и на тех, кто по ним шел. Он никогда в жизни не видел таких прекрасных существ. Сегодня ночью, в развалинах, он соврал чудовищу. И теперь стоял и любовался, забыв про сон. Туристы были все совершенно одинаковые. У них не было ни хоботов, ни змеиных шеи, ни даже когтистых лап. Все они были высокие, стройные. У каждого было по паре длинных ног и по паре коротковатых, на Грюнин взгляд, рук. Головы и лица же вообще были абсолютно сходны. Те, кто наблюдал такое единообразие, поражались. И каких только чудес не бывает на свете. Правда, умный Пак пояснил. «Не знаю, врет доходяга-трезвяк или нет, но у каждого на роже баска допялена, такая дыхательная. Воздух им наш не нравится». «Падлы!» — возмутился Гурыня-младший. Один из туристов приостановился и бросил что-то в ватагу. Пак кинулся первым, подобрал кругляк в бумажке и запихнул его за щеку. Вкус был неприятный, необычный. Но Пак жевал, а потом проглотил. Раз съедобное, надо сожрать. Ему завидовали все. Туристы водили из стороны в сторону какими-то поблескивающими штуковинами, останавливались, приседали, кидали еще какие-то кругляки и прочие вещи. Но Паку больше не досталось. Староста согнал к трапу чуть ли не весь поселок. Толчья была невообразимая. Народ любопытствовал, глазел на туристов, те глазели на согнанный народ. Все время показывали то на одного, то на другого, приседали, подскакивали, раскачивались и, похоже, были очень довольны и веселы. Как ни кричал им Пак, как ни размахивал клешнями, то бия себя в грудь, то указывая в сторону развалин, все было напрасно. Туристы не спускались вниз. Они лишь кидали да кидали кругляки, да вертели своими штуковинами.
Обдурил трезвяк, сделал вывод Пак-Хитрец. Доходяга хренов. Еще посчитаемся, сказал Гурыня-младший. Со всеми посчитаем. Туристы ушли к башне, от которой шел трап, и скрылись в ней. Нагляделись. Народ стал потихоньку расходиться. Многим в ночь надо было идти. Ничего не поделаешь, смена, работа. Повеселившись немного, отведши душу, но пора и честь знать. «Ай да к чудищу!» – скомандовал Пак. Близнецы Сидоровы возбужденно загоготали. Коротышка Чук прижал лапки к груди и от избытка чувств испортил воздух. «А я не пойду!» – прошипел Гурыня-младший. «Надоело в бирюльке играть, цацкаться!» Он резко развернулся и стал быстро удаляться. «Пожалеешь!» – крикнул ему вслед Пак. Гурыня не ответил. Его старший брат не посмел уйти, а может и не захотел просто. И они все направились к развалинам. Но они не нашли чудовище на месте. Между тремя каменными стенами лежала брошенная сеть, да поблескивали мелкие осколки разбитого зеркала. По этим осколкам было сразу видно, что зеркало не само упало, что его еще долго и старательно расколачивали, чуть ли не в пыль. «Бушла гадина!» – зло выкрикнул Пак и выругался. Безмозглый бандыра захлопал своими складными лапами высоко над головой и завыл протяжно. «Живо обыскать все!» – дал команду Пак. Облазили все окрестности, но чудовища нигде не было. Начинало смеркаться. Идти по домам не хотелось, и Пак решил устроить на развалинах короткий привал. Улеглись прямо на грудах мусора. Спешить было некуда. Каждый знал, что лучше прийти немного попозже, когда родичи вернутся от труп, забудутся под действием своего каждодневного пойла и уснут. И поэтому лежали, отдыхали и думали о своем. Паку представлялось, что его назначат старостой, и он будет важный такой, толстый, станет покрикивать не только лишь на эту малышню, но и на всех обитателей поселка. Близнецам Сидоровым грезилась огромная скорыта миска баланды. Грюня спал, и ему ничего не снилось. Темнота и пустота парили в его мозгу. Старший Гурыня думал о брате и о том, что у них не сегодня, так завтра обязательно будет стычка, и придется младшенькому накидать хорошенько, чтобы не своевольничал. Коротышка Чук мечтал о том, что вырастет в великана и всем покажет. Бумбе представлялось, что он справился бы с обязанностями главаря в атаге ничуть не хуже хитреца Пака, а может быть и лучше. Бандыра ни о чем не думал, ему и так было хорошо. Стемнело. Чудище выставило глаза из своего укрытия. Оно могло их вытягивать на стебельках-ножках, но не слишком далеко. В подвале, о котором из жителей поселка никто и не знал, было сыро. Но чудовище терпело. Оно ждало ребятню, с самого утра намереваясь, как и было задумано, немного попугать нахальных и жестоких мальчишек. Но не дождалось, а решило спрятаться. Перед этим легко расправилось с зеркалом, с самым ненавистным своим врагом. И уже сидя в подвале, оно решило, если уж пугать, так в темноте. При свете от такого пугания кого-нибудь из мальчуганов могла и контрашка хватить. А чудище никому не хотело зла. И вот, наконец, стемнело. Самая пора была выскочить из укрытия и с ревом броситься на них, размахивая щупальцами, топача. Тот-то они в рассыпную кинутся. Пора. Чего ждать? Неужели за все мучения и унижения я не имею права немного поволновать этих сорванцов? Имею. Глядишь, и проснется в ком-нибудь из них хоть какое-нибудь сострадание. Поймут, что не только лишь в силе и злобе мир. Пора. Хотя нет. Надо выждать. Пусть отдохнут. Пускай встанут и начнут собираться. Эх, плюнуть бы на них на всех и по делам идти. Чего мне в этом городишке делать? А нечего. Сегодня вот последний раскокал. Не хватало еще с мелюзгой связываться. Чудовище собиралось уже вылезти, но вдруг замелькали какие-то вспышки. Пробивались откуда-то лучи. Широкие и яркие. Явно не те, что днем иногда пробиваются сквозь свинцовые тучи. В одном из таких лучей пробежал змееголовый Гурыня-младший. Своими корявыми обрубками он указал на кого-то. Кому?
Это было непонятно. Лишь мгновение позже чудовище разглядело странные машины на гусеницах. Но не те, что доводилось видеть на пожелтевших картинках, а совсем другие, приземистые, обтекаемые, с башенками и торчащими вперед стволами. Чудище решило, что вылезать пока не надо. То, что произошло дальше, уложилось в 1-2 минуты. Свет стал до невыносимости ярким, и Гурыня-младший нырнул из одного лучей во тьму. Лишь вопль его сотряс воздух. «Все, падла! Каюк!» В этом ярком свете заметались с 3 сторон фигуры, отбрасывающие резкие причудливые тени. Пружинистый четырехлапый бандыра первым почувствовал опасность и прыгнул прямо на стену. Тут же раздался отрывистый треск, и бандыра, обливаясь черной на свету кровью, сразу перестал мигать и хлопать своими прозрачными веками. Его удивленно глупая морда была обращена к машинам. Остекленевшие выпученные глаза просвечивали словно пуговицы. «Шухер!» – завопил хитрый Пак и метнулся к выходу из западни. Из первой машины выскочили 2 фигуры, стройные, длинноногие, в одинаковых дыхательных, как и было сказано Паку, масках. В руках туристов были зажаты короткие трубки с рукоятками. Из них полыхнуло, снова раздался треск. Но Пак выскользнул. Он был уже в темноте. Одна из машин, резко подав вперед, принялась шарить прожекторами, выискивая беглеца. Стреляли наугад. От безумной пальбы, сопровождавшейся невероятным треском, можно было сойти с ума. Оцепеневшее чудовище не верило ни глазам своим, ни ушам. То, что происходило, не укладывалось ни в какие рамки. Оно видело, как в луч прожектора внезапно попал Гурыня-младший, словно привидение, вырванное из тьмы. Его тут же скосила отрывистая очередь. Гурыня привел их, Гурыня погиб от них. Непонятное происходило дело. Совсем далеко, на пределе, нащупали прожекторами Пака. И погнали. Одна из машин пропала в темноте, оставшиеся 2 осветили каменный тупик. Туристов было уже 4. Они стояли полукругом, преграждая выход, но не стреляли. В каменном тупике собивались в кучу, сжались к стенке волосатый Грюня, глуповато-доверчивые близнецы Сидоровы, Бумба-пеликан, вовсе не радующийся исчезновению вожака, смирный Гурыня-старший и съежившийся колобком коротышка Чук. Бежать им было некуда. Издалека доносились приглушенные выстрелы. Туристы что-то выжидали. Чудовище поглядывало из своего подвала. Ему было как никогда жутко. Первая очередь раскрошила камни над головой и заставила пригнуться и опуститься на колени. Вторая фонтанчиком ударила перед стоящими в загоне и обдала их осколками гравия и щебня. «Не надо!» – выкрикнул Бумба-пеликан. «Вы ошибаетесь! Это не нас надо отлавливать! Мы из поселка!» – пробубнил Грюня. «Ну не надо!» Третья очередь заставила опуститься их еще ниже. Первым не выдержал Гурыня-старший. Он дернулся в сторону, потом вперед, норовя перевернуться на лету через голову и кубарем выскочить в темноту. У самой границы света и тьмы он распластался, вытягивая в последний раз свою шею и судорожно подергивая обрубками. Его тело зацепили крючьями и забросили в большой металлический короб на корме машины. Туда же последовал и мертвый, полуодервеневший бандыра. Машины чуть отъехали назад, высвобождая поход пошире, но не ослабляя света прожекторов. Доверчивые близнецы Сидоровы, расставив свои ласты, пошли следом, пригибая головы пониже, на полусогнутых. Сначала убили одного. Голова его совсем свесилась, изо рта на комбинезон потекла густая кровь. Но тело, управляемое второй головой, еще шло, и ласты также топорщились. Дико заверещал коротышка Чук, вжимаясь в стенку, захрипел Бумба. Но снова раздался треск, и вторая голова закинулась назад. Близнецы немного постояли на опористых когтистых лапах и обмякли, словно опустевший внезапно мешок. Тело их съежилось и запрокинулось на бок. В этот момент чудовище выскочило из своего укрытия. Оно даже успело заметить, что не все из туристов стреляли, что 2 водили какими-то штуковинами, лежащими у них на плечах. И из этих штуковин не вырывалось пламя, и не трещало, и не гремело. Но было не до мелочей и не до деталей. В один прыжок, не помня себя от ярости, чудовище смяло своим тяжелым телом 2 стоящих в центре. Их трубки не успели даже повернуться в его сторону. Захватив боковым щупальцем 3, чудовище размозжило его об стену. 4 резко развернулся лицом к нападавшему и стрелял прямо в дрожащий зеленовато-серый бок, усеянный бородавками.
Понадобилось доля мгновения, чтобы обратить его в кусок жижи, трепыхающейся у гусеницы машины. Боли чудовище не почувствовало, лишь онемели два щупальца. И тогда начали стрелять из башенки, но не по чудовищу. Оно стояло слишком близко, и ствол мог упереться в него боковиной, но никак не отверстием. Завизжал пуще прежнего коротышка Чук, молча упал пеликан Бумба, пополз, оставляя кровавую дорожку волосатой Грюня. Он был, наверное, сильно ранен, но полз к выходу. Единственный, круглый, широко открытый глаз смотрел с мольбой. Чудовище чуть качнулось, и ствол уперся в броню машины. Теперь он был скорее не стволом, а крюком. Во всяком случае, стрелять из него было нельзя. Грюни еще дышал, когда чудовище подошло ближе. «Зачем? Кому мы мешали?» – пролепетал он. «Да ничего, все пройдет. Ты ж живой?» – проговорило чудовище. «Пак сказал, что будут отлавливать тех, кто негоден». Из огромного глаза текли слезы. Чудовище хотело сказать еще что-то, но оно заметило, что глаз начинает стекленеть, и отвернулось. «Несчастный Грюня, его-то за что? Отлавливать? Врете, не отлавливать, и даже не отстреливать особо деградировавших. Враки все это, ложь чистая. А чего ж не поохотиться, коли тут резервация, коли тут все для охоты есть? А какие трофеи? У вас там во внешнем мире за колпаком такие-то поди не водятся. Так вот вы какие. Раньше вы на нас смотрели, как на племя уродцев, как на дармовых работников, за глоток сивухи и миску баланды, как на рабов. А теперь и так перестали. Теперь как на зверей смотрите, позабыв, что предки-то у нас одни были, что прапрадедушки и прапрабабушки наши были сестрами и братьями. Ну ладно, давай, тешьте себя, поглядим еще, кто на кого охотиться будет. Погнавшаяся за Паком машина возвращалась. В тишине ее лязг был особенно слышен. Наверное, находившиеся в ней уже сообразили, что дело неладно. Чудовище спряталось за стеной. Оно знало, что надо делать. Когда машина подъехала поближе и остановилась, чудовище подпрыгнуло и обрушилось всей своей массой на башенку. Броня выдержала, но ствол, торчащий из нее, превратился в кривую загогулину. Почти сразу чудовище отползло назад, и не ошиблось. Люки откинулись, и наверх выскочили трое с трубками. Они ничего и никого не боялись здесь. Они знали, что обитатели резервации не имеют никакого оружия, что это вырождающиеся мутанты, не способные толком защитить себя. Но они просчитались. Их смерть была мгновенной и почти безболезненной. Все, с туристами было покончено. Чудовище заглянуло в короб на корме. Там лежал скрюченный Гурыня-младший в изодранном очередями комбинезоне со свернутой шеей. Рядом полусидел умный и хитрый Пак. Хобот его был рассечен надвое. На лысом огромном лбу зияла дыра. Видимо, в последний момент Пак успел повернуться к преследователям лицом. Но теперь это не имело ровным счетом никакого значения. Сволочи. Они всегда были сволочами. И мы тоже в этом виноваты. Чудовище по одному отнесло тела мальчуганов к потайному подвалу, спустило их вниз и завалило камнями, обломками кирпичей и прочим мусором. Сверху накатило огромный сцементированный кусок стены. Чужаков-туристов оставило так, как они и были. Потом она немного передохнула и, не оглядываясь, побрело прочь из городка. Все теперь будет как прежде. В поселке и не заметят пропавших. Кому какое дело до них? Ну и пусть. Они сами по себе, а я сам по себе. У них там свои дела, своя работа, а у меня все свое, собственное. Нам рядом не ужиться. Эти, конечно, придут еще, все расследуют, все определят, искать будут. Ну и пусть ищут. Плевать на них. Пускай отстреливают, отлавливают, пускай охотятся. И пускай знают, что и на охотников охотник сыщется. Нет, я не пугаю. Мне до них дела нет. У меня своя цель. И я ее не собираюсь менять.
У меня нет другой цели. Я их буду бить, крушить, расколачивать вдребезги. По всем городкам, по всем местечкам, по всей нашей бескрайней резервации. А когда я расколочу последнее, и мир перестанет двоиться, я выберу самый большой, самый острый осколок и перережу им собственную глотку. Все вы тут безмозглые кретины, недоумки, обалдуи, дурачье! Орал, разбрызгивая по сторонам слюну, Буба чокнутый. Олухи дерьмом набитые, недоноски! Да потише ты, разговорился. Попробовал его унять доходяга-трезвяк. Но Буб-то разве уймешь? Это лет 20 назад, когда его перешвырнули из внешнего мира сюда, с ним можно было сладить. Но и тогда он был самым настоящим чокнутым, а теперь и вовсе свихнулся. Да я за вас за всех глотка пойла не дам, сучьи потрохи. Вы ж, падлы, туристов не знаете. Да они через 2 часа здесь будут. Да они вас всех и нас, и вас всех передавят, как щенят, вы поняли? Семиногий котособачонок Пипка обиженно всхлипнул под лапой Бубы, но выскользнул и отполз подальше от греха. Даже он понимал, что с чокнутым лучше не связываться. «У-ай-ю!» – тихонечко пропел из угла папаша Пуга. Он лежал прямо на полу в луже собственной мочи, несло от папаши псиной и еще какой-то дрянью. И надо было выкинуть его из дома собраний, да только пачкаться никому не хотелось. Лежит, ну и пусть себе лежит. Это все-таки работник, заслуженный обходчик, мастеровой. Вот продрыхнется и опять на смену заступит. Лучше него знатока своего делать не найдешь. Ты потолковее разобъясняй, ядрен кочерыга, вставил инвалид Хренаредьев. Я тебя, почитай, битый час слушаю, а в ум никак не возьму. Во-во, я и говорю, тупари, идиоты, взъярился пуще прежнего Буба. Пока вы тут прочухаетесь, туристы здесь будут. Кранты нам всем. Они за своих посчитают, перебьют всех до единого, ясно вам? Бубу слушали. Да и как не слушать? В поселке давно не было никого из того мира. Один Буба только и знал повадки тамошних. Правда, болтал иногда такое об этом самом внешнем мире, что хоть стой, хоть падай. Трезвяк Бубе не доверял. Хотя кто его знает? Так, давай сначала. И поразборчивей. Буба налился кровью. Стал багровым и страшным. Вот-вот не то лопнет, не то покалечит всех. Нервишки у него были расшатаны еще с тех пор. Хотя и подлечился здесь немного, без Ширева-то. Ведь загибался 20 лет назад, до последней стадии дошел. Его когда перешвыривали, так и думали, подохнет здесь, точно подохнет. Да он и сам так думал. Но оклемался. За год всего-навсего. Выправился. Еще 5 лет ходил и не мог поверить, что он без Ширева ходит. Возврату из зоны назад нет. Это и чокнутый понимал. Потому и не просился назад. Чего возникать попусту? От этих рож его поначалу тошнило. Он их за галлюцинации принимал. За продолжение своего горячечного бреда. А потом привык. Ко всему привыкнуть можно. Особенно тут. Так вот, дорогие посельчане, продолжал чокнутый, они из своих пушек нас всех как солому пережгут. И на развод не оставят. За каждого ихнего по 1000 наших ухлопают. Ясно, оболтусы? Больно ядрено, вставил Хренаредьев. В одночасье ты не скумекаешь, кочерыш чачись полено. Бубов спрыгнул на стол, топнул сапогом, что есть мочи. Потом еще раз. Пяток он не жалел. Молчать! Всем молчать! От дикого шума проснулся папаша Пуга. Не разобравшись, в чем дело, он с воем и визгом пронесся через всю комнату из своего угла прямо к окну и сиганул в него. Через мгновение округу потряс истошный вопль. Видимо, приземлился папаша не слишком удачно. «Матерый человечище!» задумчиво проговорил в тишине бегемот Коко и скрестил на груди все 4 руки. «Одно слово. Работник!» поддержал его Хренаредьев. «Но таких не осталось, повымерли все.
Буба сразу как-то успокоился, спихнул со стола пипку, выпил воды из жестянки, вода была ржавой и отдавала керосином. «Думайте, придурки, или всем загибаться, или...» «Чего примолк? Договаривай». Бегемот был настроен решительно. «Или будем сообща отыскивать виноватых. Понятно?» «Мазуту объелся, что ли?» — не выдержал Хренаредьев. «И где же мы его виноватого-то сыщем теперь? Она, гадина, умодала это, как ее, горбатая. Да и не возьмешь ведь голыми руками, ядрить тебя дубошлепа!» Бегемот кивнул. В такт движением его огромной головы покачивалась мясистая на полпуда губа. Глаза были туманны. «Инвалид прав. Дурак ты, Коко недоделанный. И Хренаредьев твой, остолоп, тупица, дебил!» Буба был готов выпрыгнуть вслед за папашей Пуга в окошко. Он с трудом сдерживал тебя, чтобы не перейти в рукопашную с членами поселкового совета. «Дегенераты! Не надо никого искать и ловить, это дохлый номер. Выдвинем своего, нашинского виновного, обяжем и сдадим туристам. Дескать, весь спрос с него». «Понятно». В комнате стало совсем тихо. «Ну, какие будут предложения? Чью кандидатуру кто выдвинет?» «Так, пошевеливайте мозгами, кретины». Тишина стала зловещей. «Иначе всем крышка!» В эту минуту что-то зачавкало, захрюкало, завоняло псиной. Сначала появились две огромные мохнатые лапы. Они вцепились в края подоконника из-за окна. Потом показался и сам обладатель лап, папаша Пуга. Он залез внутрь, уселся на подоконник, поскреб волосатую грудь и радостно осклабился. Все как один уставились на него. «Выбирать надо лучших», — твердо произнес инвалид Хренаредьев. И добавил от полноты чувств: «Ядрен-матрен». Кота-собачонок Пипка, осторожно, оставляя мокрые следы, пополз к выходу. Папаша Пуга поймал его длиннющей своей лапой, поднес к обезьяньим губам, поцеловал слюняво, потом прижал к груди и стал медленно и тяжеловесно поглаживать. «Лучше обходчика Пуга в поселке никого нету», — сказал бегемот Коко. Папаша Пуга любил, когда его хвалили. Буба чокнутый слез со стола, поправил комбинезон на впалой груди, откашлялся и, стараясь придать голосу солидное звучание, вопросил: «Будем голосовать? А как же хитрить тяга Чергою? Я попросил воздержаться от реплик. Кто за нашего доблестного и достойнейшего посельчанина, передовика и трудягу папашу Пуга, поднять руки!» Бегемот задрал вверх все четыре. Инвалид Хренаредьев махнул своим обрубком. Доходяга-трезвяк проголосовал не сразу, будто было о чем думать. Молчавшую до того мастерицу и активистку Мочалкину среднюю на силу добудились. Но и она, озираясь помутневшим сиреневым глазом, позевывая и роняя слюну, последовала общему примеру. Буба чокнутый, с притворной улыбкой на синюшных губах, направился было к избранному, но остановился на полдороги. Уж больно от того воняло. И торжественно провозгласил: «Это большая честь! Поздравляю!» Папаша снова осклабился и на радостях напустил еще одну лужу. Но теперь это не имело уже никакого. Хитрый Пак очнулся от холода. Никогда в жизни он так не замерзал. Пробрало до самых костей, до позвоночника. Его мелко, но неудержимо трясло. Кроме того, было совершенно темно. Почему-то невероятно тесно и сыро. Он ничего не помнил, ничего не мог понять. Первое же движение доставило ему лютую боль от мизинцев в ногах до кончика хобота. Будто его бросили на горящие угли. «Эй!» – тихо позвал он, но никто не откликнулся. Надо было что-то делать. Превозмогая боль, Пак качнулся вправо, потом влево. Он был зажат между каких-то ледяных тел. Каких именно, в темноте невозможно было разобрать. «Неужели в отстойник выбросили?» – подумалось Паку. «Вот ведь гады!» «За что? Ведь он такой здоровый, такой сильный. Ведь из него выйдет отличный работник. Ничуть не хуже папаши, а может быть даже и лучше.
Оскальзываясь, опираясь о камни, отпихивая от себя окоченевшие тела, он полез наверх. Он знал, надо лезть именно наверх, там мир, там жизнь, там все. А здесь смерть, удушливый смрад, трупы, трупы, трупы. Через час, совершенно обессилев, он выполз из подвала и тут же потерял сознание. Он не знал, сколько пребывал в беспамятстве, но когда открыл глаза, увидел над собой змеиную головку Гурыни-младшего. Тот был весь в кровище, ободранный и страшный, но глазки холодные и злые не глядели осмысленно. «Прочухался!» — Гурыня пнул Пака ногой в бок. Тот застонал. «Это ты, гаденыш?» — спросил Пак, кривясь от боли. «Выжил, сволочь!» Он вдруг сразу все вспомнил, неожиданно, в одно мгновение. И развалины, и поиски чудовища, которые они пленили за день до этого, и длинноногих туристов на трапе, а потом ужасную ночь, выстрелы, погоню. Он вспомнил все. Но ему показалось, что было это давным-давно, 100 лет назад, и было совсем не с ним, а с кем-то другим. И все же первым вернулось главное. Предательство Гурыни-младшего. Это он привел туристов. «Уйди, тварь поганая!» – прохрипел Пак. Гурыня снова ударил его ногой в бок, помешков, пнул в висок, но не слишком сильно. «Они думали, я окочурюсь!» – прошипел он и рассмеялся мелко и нервно. «На-ка-ща, выкуси!» «Уй, уходи!» – повторил Пак. «Ага, ща, побежал!» Гурыня неожиданно цепко и сильно ухватил хитрого Пака за щиколотки и поволок. Пак даже не видел, куда его тащат. Он лишь вздрагивал на каждом камешке, на каждом обломке, попадавшем под спину. «Хрена им всем! Вот что я скажу! Не на того, сука, напали!» — приговаривал Гурыня на ходу. «На мне все заживет в 5 минут, понял? Я как-то брюхо пропорол арматурой, ржавый падла, как терка иззубренной. Так что думаешь, сдох? Хрена! Я тебя переживу, я всех переживу. Всех в отстойник отволокут, а я только сверху подпихивать буду, понял?» «Ты тоже живучий, я знаю. Вон как засадили в 5 очередей. А вон и гляди, 3 железяки уже вышли, и ран не видно, пятнышки одни. Не боись, к вечеру оклемаешься. А нет, так я тебе все бока отобью и рожу расквашу. Теперь я сильней, я вожак, понял?» «Сука!» Пак не мог говорить. «Давай, давай, я тебе за каждую обиду отвешу». Гурыня не шел, а почти бежал, волоча за собой Пака. Он совсем не разбирал дороги, и поэтому спина Пака уже начинала кровоточить. На грунте оставались темные, маслянистые пятнышки. «Уматывать надо, по-быстрому, Павел. Ты же у нас самым умным был, самым хитрым. Шо ж ты, падла, не соображаешь, что ли? Совсем мозги отсырели в подвале своем. Застукают на месте, 2-й раз на тот свет отправил. Павел, падла!» «Они все равно дойдут, дурак! Поговори еще!» Гурыня остановился на секунду и, не оборачиваясь, врезал Паку пяткой. Тот охнул и снова потерял сознание. Последнего своего любовника Эда Огрызкина задушила ночью. В собственной постели, прямо посреди старого, пыльного и дырявого, но огромного матраса, доставшегося ей от бабки, сошедшей с ума. И не то, чтобы она на него держала зло. Нет. Просто он ей надоел до предела, опротивил. Это он-то и прозвал ее Огрызкиной. А какая она Огрызкина? Никакая вовсе не Огрызкина, а милая женщина средних лет, хорошенькая, пухленькая. Таких баб мужики любят. Предыдущие 2 мордовали ее каждый божий день, по вечерам. Как приходили со смены, так и принимались лупцевать. Но зато как потом любили. Вдвоем, до слепоты, до поросячьего визга, до судорог, до колик. Нет, тех 2 Эда никогда бы не придушила. Но они ушли сами. Один к этой уродине, Мочалкиной средней, расплывшейся мокрице, а другой вообще сгинул, из поселка пропал. Иди свищи его. Когда Гурыня-младший приволок нехитрого Пака, Эда готовила тюрю для детишек. Ей было наплевать, сколько ртов в хибаре, 28 или 29, хотя нет. Она припомнила, что троих недавно отволока к отстойнику. Отмучились 3. Стало быть, меньше дармоедов. «Пускай отлежится», — сказал Гурыня,
а для подкрепления своих слов треснул Огрызкину по лбу, так что та плюхнулась на задницу. Тут его хрен найдут. Но гляди, продашь, падла, я тебе 8 зенок по очереди выдавлю вот этим. Горыня растопырил на обрубке свои 4 крючковатые костяшки. «А мне-то чё?» — ответил Огрызкин. «Мне все дофига». «Соображаешь». Горыня убежал. Даже среди обитателей поселка Эда Огрызкина выделялась своими необычайными способностями. Она рожала по 6 раз в год, и всегда тройнями. Большинство ее детенышей, правда, погибало. Кто-то уползал в развалины. Она никого не прогоняла, но никого и не удерживала. Да она и не помнила всех в лицо. Поди, запомни этих паразитов проклятущих. Каждый ни в папаш, ни в мамаш, а в черта с дьяволом и всех их сотрапезничков. Эда ничего не знала, да и никогда не слыхивала даже о мутациях и прочих ученых вещах. Для нее что было, то и было. То значит и должно было быть. Ей вправду все было дофига. «А ты еще дышишь?» — спросила она у Пака. «Или околел случаем?» Пак дышал. Ему становилось лучше. Прав был Горыня. Предатель подлый, наведший на ватагу туристов, решивших малость поохотиться в экзотических условиях. Прав он был. Огрызкина оглядела Пака и, решив, что не такой уж он и маленький, положила с собой рядышком прямо на старый бабкин матрас. Только толка из этого не вышло. Селенок у раненого явно пока не доставало. К обеду Огрызкина сбегала на площадь, посудачила с хозяйками. На площади сегодня было совсем пустынно, но кое-что удалось выведать. «Слышь ты, хитрец!» — скороговоркой пробубнила она, в самое ухо лежащему, склонившись над ним, нависая шарообразным оплывшимся телом и беспрестанно мигая всеми своими колючими, поросячьими глазками. «Слушай, что говорят-то? Твоего папеньку, работника Пуга, сегодня туристам на расправу отдадут. Усек? Говорят, вчерась ихних пришлепали, тех самых, что в развалинах выродков ловили. Усек?» Пак ничего не понимал. «Так это, оказывается, папанька Пуга их придавил? О, дела! Не, ты только подумай, хитрюга, это ж как это надо? Такой скромный на вид, такой честный, такой работящий, передовик, и вот что отмочил?» «Бранье!» — отрезал Пак. «Я тебе точно говорю, зуб даю». Огрызкина лязгнула челюстями, и один зуб, черный, изогнутый, зелеными прожилками, выпал Паку прямо на грудь. «Ой, что это?» Огрызкина сама перепугалась, но потом смахнула зуб на пол, в груду мусора у матраса. «Старею, старею!» — кокетливо проговорила она и захихикала. «Все бранье!» — повторил Пак. «Ну и не верь, а мне-то что?» Пак приподнялся на локтях и прислонился к стене. Силы пребывали, тело почти не болело. Он даже сам сумел ощупать себя клешнями. Вроде все было на местах. Хотелось пить, но он терпел. «Че еще болтают?» Огрызкина оживилась и захихикала. «Болтают! Болтают! Болтают, что все равно побьют народец. Всех под корешок срежут. Вот чего. Ты, хитрец, этого не поймешь. Тут в погреб надо лезть. Вот что я скажу». Пак сморщился. «Дура ты!» Огрызкина повернулась к нему и выдала хорошенькую оплеуху. Пак полетел с матраса прямо в кучу мусора. Но теперь он мог сам подняться и вскарабкаться на тряпье. И он даже не обиделся на эту туповатую, но простодушную Эду. Чего на нее обижаться? Как ей дура! Огрызкина вышла, покачивая крутыми мясистыми боками и волоча за собой жирный тюленей хвост, который помелом гнал по углам пыль, но пол не расчищал. Огрызкина в подпитии говаривала, что хвост ей достался по прямой линии от дедушки. Но никто не видел его живьем, даже старожилы поселка. Да и какая разница, тоже мне фамильное наследство. Дед сошел с ума прежде бабки. И Эда якобы самолично отволокла его еще полуживого к отстойнику, будучи совсем девчонкой. Но это были явные враки, потому что никто ее девчонкой не помнил, она всегда была матерой и ядреной бабищей. Только она исчезла, как появился загнанный и мокрый от пота Горыня. Он без разговоров подбежал к матрасу, выдернул из-за спины что-то длинное и поблескивающее и прибольно стукнул этой штуковиной прямиком по лбу Паку. «А гляди, что у меня!» Пак ткнул клешней в брюхо Горыни. Тот отшатнулся. «Ого, оживаешь, падла! Может, тебя кокнуть, пока не ожил совсем, а?»
Гурни навел на Пака железяку с маленьким раструбом на конце, но на спусковой крючок не нажал, лишь затарахтел громко и неумело, подражая ночным выстрелам. «Кончай боясничать!» — сказал Пак. «Дай сюда!» Гурни понял, что вожак не собирается уступать своих прав, и обиженно зашипел, отступая на шажок. «Обожди, падла! Я тебе чего? Я тебя вытащил оттуда, забыл, что ли, м?» Гурни взмахнул железякой, но тут же размяк. «Да ладно, не боись. Видал, что нашел, а? На пустыре поднял, падла. Там еще припрятал для тебя, понял? Нет, ты понял, падла?» Пак закряхтел и снова наморщился. «Да и дурак ты! Чего того? Дудак, говорю! Да я тебе сейчас, падла...» «Не шурши, щенок. Она же сейчас сама не стреляет. Ты к ней вот такие вот штуковины видел? Говорю тебе, дудак ты и есть дудак!» Гурни расхохотался, откинув далеко назад длинную шею и покачивая змеиной головкой. «Все есть, умник. Ты думаешь, один ты хитрец, падла. Нет, врешь. А будешь возникать, я тебя, падла, в ватагу не приму. Понял?» Пак горько усмехнулся. «Ватага? Какая там батага? Дудак, все парни полегли в подвальчике. Друг дружку там они греют. Ты, сука, продажная!» Гурни изловчился и еще раз треснул его по огромному лысому до самой макушки лбу. Да так, что у Пака звезды из глаз посыпались. «Я б тебя мог там придавить, падла, понял?» «Да ладно», — отрезал Пак. Больше всего ему сейчас не хотелось вступать в длительные и бесполезные споры. «Ну и ништяк», — обрадовался Гурни. Он был отходчивым малым. «Что там про папеньку мою?» Гурни вытянул шею. «А их поймешь, что ли? Охренели вообще, падла. То ли наградить собираются, то ли повесить. Да хрен разберешь. Таскают по поселку, каждый по глоточку ему из запасов дает. Но разве ж эту бочку, падла, напоишь? Да он всю трубу высосет и не охренеет». Паку было наплевать на папеньку. Но раз уж за него взялись, могут и до самого хитреца добраться. А доберутся, тогда все, тогда кранты. И больше не оживешь. «А ты кокни его из железяки. Слабо?» Пак смотрел прямо в глаза Гурни. «Помнишь, как он тебе в зубы дал?» Гурни поковырял указательной костяшкой во рту, пробубнил нечто неопределенное, а потом глазки его загорелись. «А чё, сейчас пойду и кокну», — сказал он, зверея на глазах. «Кокну, падлу, сучару вонючую, я его давно собирался кокнуть. Тебя только боялся, это все-таки папенька, а вот кокну, а сукой буду, кокну». Пак привстал с матраса и дал Гурни увесистую затрещину. Тот опешил. «Еще раз сучишься, дешевка, я тебе шею твою змеиную узлом завяжу. Усек?» Гурни кивнул. Он все усек. Он вообще был очень понятливым. Он сообразил, что Пак оклемался, и уступать место вожака вовсе не собирается. Но все же он счел нужным напомнить. «А кто тебя, падла, спас? Кто, а? Ты не забывай, хитрец, не забывай, ладно? Это ж я тебя выручил. Другой бы бросил подыхать, точняк бы бросил». «Да ладно, сочтемся», — сказал Пак как-то двусмысленно. Но Гурни все-таки полегчало на душе. «Надо когти рвать», — прошептал он на ухо вожаку. «Тут-то все равно захомутают, падлы. Долго на дне не пролежишь, а они и со дна достанут». В комнату вполз один из детенышей Эды Огрызкиной. Должно быть, выбрался как-то из хлева. Осмелел с голодухи. Детеныш был противный, гадкий, весь зелененький такой, сыренький, пухленький, на 6 тонюсеньких ножках. Головы у него не было. Прямо из жирного брюшка смотрели мутненькие глазки. Один зеленый, другой красный. Детеныш причмокивал, верещал, жрать просил. «Вот ведь гады нарождаются», — подумалось Паку. «И что за молодежь пошла такая? Кто работать станет лет через 5? А ну-ка, испробуй на гниде», — сказал он Гурни. Тот встрепенулся, обрадовался, повернул ствол к детенышу. И уже тогда Пак сообразил, что железяка-то у Гурни была заряжена. Он, хитрый Пак, самый умный в округе, малый с огнем играл.
Получай, падла! Раздался хлопок, совсем тихий, не похожий на ночные. И детеныша разнесло в клочья. Стены, пол, потолок хибара, а заодно и Пака с Гурыней забрызгало желтой вонючей дрянью. Похоже, кроме ее ничего во внутренностях детеныши Эды Огрызкиной и не было. «Нормалек», — сказал Пак и протянул клешню. «Дай-ка пушку». «Чё?» Пак молчал. «Чё, падла, чё? Я нашел! Моя она, моя!» Пак вырвал железяку, ударил Гурыню ногой в пах. Тот скрючился, потом уселся на пол, стал качать головой из стороны в сторону и тихонько подвывать. «Да, ты плачь! Чё ты там? У тебя же еще есть, сам говорил. Наврал, что ли?» «Есть», — ответил Гурыня. «Есть. А зачем отнял?» Пак ударил его по голове железякой, чтобы не возникал. И Гурыня опять все понял. «Что делать-то будем?» — поинтересовался он совершенно обыденно и спокойно, без нытья. «Поглядим еще», — ответил Пак. Рассвело в этот день позже обычного. Наверное, опять нагнало большую тучу с востока. А там, говорят, совсем дела плохие. Там и не светает уже много лет. Так и стоит, дым с копотью. Хошь дыши, хошь не дыши, твоя воля. Но чудовище брело именно в этом направлении, на восток. Какая разница, где бить эту мерзость? А найти везде найдут. По дороге оно вытащило из заплечного мешка малюсенькое карманное зеркальце, погляделось в него искоса в полглаза, а потом медленно и сладострастно растоптало в пыль. Вот как, всем так, вот как. Изрешеченная пулями конечность немного побаливала, но совсем немного. Ранки на волдыристой коже затянулись, так, бередило слегка, кость, сухожилие, как от дурной погоды. Только ведь погода здесь всегда дурная, а куда денешься? Было жаль погибшую малышню, даже туристов становилось жаль. И они ведь не рассчитывали, что могут найти могилы в этой поганой дыре. Да что ж поделаешь, сами напросились. Чудовище все понимало, все чувствовало, но плакать оно не умело. После расправы над туристами надо было улепетывать как можно быстрее, заметать следы, прятаться, а может уйти на глубины, на второй, третий ярус, а то и в самую преисподнюю, туда, где в переплетении труб черт ногу сломит. За 200 лет было столько понастроено, понапроложено, понавязано и поназапутано, что и разбираться бессмысленно, все одно не разберешься. И все ж на глубины не манило. Идти напролом через пустыню было опасно, и чудовище решило заглянуть к отшельнику, посоветоваться. Когда-то отшельник давал ему самые толстые и самые интересные книги, но он давненько не показывал носа из своей берлоги, может болел, а может и помер. Берлога была километров за 30 от поселка, у самых холмов, и чудовище без долгих раздумий свернуло к ней. В прошлый раз то ли лаз был пошире, то ли само чудовище поуже да порезвее. Короче, протиснуться сразу не удалось. Пришлось расширять дыру, оббивать спекшиеся края лаза, закаменевшие и глинистые. Раза 2 или 3 чудовище отвлекалось от этой нудной работенки. Наверху, там где должно было быть небо, что-то начинало трещать. Трещало, а потом и смолкало. Что бы там могло быть? В небе никого не было. Шум стихал, пропадал, но и тишина не несла душевного равновесия. Муторно как-то было. Наконец удалось протиснуться в дыру. Выдохнув из себя остатки воздуха, чудовище проползло несколько метров по темноте лаза, оттолкнулось от внутреннего края и мягко перевалилось в воду, почти не ощущая ее теплого, нежного касания. Все здесь было как встарь. Вот ведь устроился отшельник. Живет себе, не тужит. Всем бы так жить. И за каким дьяволом меня носят по поверхности? Им там хорошо, в поселочках у труб. Они насосутся из крантиков, похлебают баланды у разливочной и счастливы до следующей смены. А мне-то там чего делать? Любоваться на их счастливые рожи? На папашу Пуга любоваться? Что? На этого облезлого дегенерата, так и не научившегося разговаривать? Однако выполняющего двойные нормы по обходу труб. Так что ли? Да и что это вообще такое, двойные нормы обхода труб? Разве от того, что обойдешь что-нибудь там в 2 или в 3 или в 4 раза больше станет? Лучше станет? Или вообще просто что-то изменится? Ведь нет же. Все они там чокнуты. Не только один лишь этот Буба. Подумаешь, он из внешнего мира.
Не помнит он ни хрена. Он в своем мире в бреду жил, только здесь-то и прочухался. А тоже мне председатель поселкового совета. Сам себя выбрал, сам себе всю эту канитель затеял. И кому она нужна? Тому же папаше Пуга? Или, может, дуре Мочалкиной? Им на все наплевать. Даже хренареде его, как бы он ни пыжился и не корчил из себя ветерана, наплевать ровным счетом на всех до единого. Но все равно, они-то они. Пускай сходят с ума. Хотя исходить-то вроде бы не с чего. Ладно, короче, пускай развлекаются как хотят. Мне ничего. Все. Все. Пора в глубины. Пора самому в отшельнике. С такими мыслями чудовище вздохнуло поглубже и погрузилось в воду с головой. И хотя чудовище неплохо видело в темноте, в этой кромешной подводной тьме ориентироваться приходилось в основном на ощупь, по стеночкам, шершавым, обросшим полипами и водорослями. У самого дна протиснулось еще в одну дыру, пошире первой, проползло несколько метров, там начинался подъем. Потом снова по стеночке, впритык. Но здесь уже было посветлее. Сверху пробивался свет лампочки. Пусть и совсем слабо, но все-таки пробивался. Вынырнув, чудовище огляделось и медленно прямо из воды начало подниматься по скользким ступенькам к большой железной двери. Над ней висела совсем крохотная, тусклая лампочка. Горела себе как могла, как получалось. Освещала путь. А значит, отшельник был жив. Поднявшись на площадку перед дверью, чудовище тем же манером, что стряхивают с себя воду собаки, передернулось от головы до кончиков щупалец и замерло. Отшельник обычно открывал сам. Надо было подождать. Пришел в гости, так веди себя как гость. Интересно, как они там, в поселке? Небось вовсю шуруют, разыскивают виновных. Еще достанется олухам этим. Они понять-то ведь не смогут, за что их наказывать хотят. Точно не пойму. А может и обойдется. Буба чокнутый остатками мозгов своих пораскинет, может быть сумеет вывернуться. А нет, так это их личное дело. Мне-то что? Но скорее всего никого обижать не станут. Ведь они-то там, за куполом, за стеночками, за барьерчиками, они-то ведь нормальные. Должны ведь понять, что, к чему. Должны. Хотя кто их знает. Если облаву устраивают, так может быть и они свихнулись. Ладно, отшельник умный, он все растолкует. Чудовище, поразмыслив немного, подняло с площадки обломок кирпича и постучало по ржавеющей, покрытой множеством мелких капелек металлической поверхности. Дверь поддалась и чуть сдвинулась. Она была не запертой. Чудовище удивилось. Обычно отшельник не страдал забывчивостью, всегда запирал за собой. Но надо было идти, куда теперь деваться? В коридоре с потолка капало, видимо, прорвало какую-то трубу. Капала явно не вода, а какая-то мерзкая жижа с сильным отвратительным запахом. Коридор был длинным и пустынным. Каждый шаг отдавался эхом под его сводчатыми потолками. Но это была еще не сама пещера. Это были только подступы к пещере. Чудовище отмерило нужное количество шагов до потайного люка, прижалось к нему всем телом, крышка люка сползла на бок. Теперь оставалось подняться по винтовой лестнице в 3 пролета, миновав 3 площадки. А там пещера. «Это ты, Биг?» Голос прозвучал неожиданно прямо из стены. И это был вовсе не голос отшельника, а какой-то старческий сип, тусклый и невыразительный. Чудовище вздрогнуло. Мышцы буграми перекатились под сырой пористой кожей. Большой горб, соединявший голову за спиной, напрягся, вздыбился еще сильнее и круче. «Это я, отшельник!» — ответило оно так же тихо. «Ну, проходи! Чего встал? Забываешь старых друзей!» Голос совершенно не вязался с шутливым тоном, и это настораживало. «Да проходи!» Сделав еще несколько шагов, чудовище оказалось перед деревянной перекошенной дверцей, висящей на старинных бронзовых петлях. На дверце была прибита одним гнутым ржавым гвоздем табличка с кругленьким благообразненьким черепочком, пронзенной зигзагом молнии. Табличка была старинной, теперь такие делать уже не умели, по крайней мере здесь, под куполом. За дверцей находилась пещера, обиталище отшельника, его берлога. «Ты заснул там, что ли?» — вопросил старческий голос, но уже бодрее. «Да нет, иду я.
ответило чудовище и дернуло на себя ручку дверцы. Пещера была огромная, не пещера, а целый зал с высоченными, увешанными каменными сосульками всех цветов, потолками или сводами, с уходящими во тьму стенами, с гладкими, будто мозаичной плиткой выложенными полами. Посреди этого пустынного зала стоял грубо сколоченный деревянный стол, заставленный пустыми пыльными бутылками. Рядышком валялся колченогий стул с гнутой спинкой, явно не самодельный, но за столом никого не было. На этот раз берлога отшельника поражала своим запущением. «Ну чё ты там застрял, Биг?» Голос доносился из угла, и чудовище пошло на этот голос, такой знакомый и совсем неузнаваемый. Теперь оно разбирало в полутьме нишу, занавешенную странными то ли водорослями, то ли обрывками. «Не включай свет, глаза болят». Отшельник сидел в нише, скрестив ноги и поджав их под себя. Голова у него стала еще больше, чем она была в их последнюю встречу, и напоминала она теперь не кастрюлю с просвечивающими тонкими стенками, а целый котел, в котором что-то бурлило, кипело и переливалось. Лишь свечение вокруг этого котла оставалось прежним, нежно-розовым, еле заметным. «Ты молчи», — сказал отшельник, — «я и так все знаю». Агрычкина не заметила утраты одного из своих отпрысков. Да если бы и заметила, ей-то что? Ей все дофига. Надеюсь, она повторяла любимое присловие раз по 100, наверное, чтобы ни у кого сомнений по этой части не возникало. Но никто, в принципе-то, и не сомневался. Тем более хитрый Пак с Гурыней. «Вы чего тут, жить будете?» — спросила их Эда, одновременно обмакивая пальцы в желтую слизь на стене и поднося их к носу. «Поглядим еще!» — повторил Пак на иной лад. Эда попробовала слизь на вкус. «Фу, гадость какая! Это вы, что ли, нагадили?» «Заткнись!» — ответил Гурыня. Эда погрозила им кулаком, но не расстроилась. «Ладно, вы тут как хотите, а я в подпол полезла!» И ушла. Пак нацелился ей в спину железякой и сказал вяло: «А ведь не промахнешься!» «Это точно!» — поддакнул Гурыня. Как бы не хотелось Паку сохранить репутацию умного малого и хитреца, ему ничто не шло на ум. Ничего-то он не мог придумать. Больно непривычная раскладка получалась. Куда ни плюнь, в себя попадешь. И от Гурыни этого придурочного толку не будет. Какой от него пустоголового толк? И бежать некуда, и посоветоваться не с кем, да и поплакаться тоже. Прям хоть иди и сдавайся. Ты сбегал бы пока за своей железякой. Да и не забудь эти вон хреновинки, ладно? Без них тут не выстрелишь. Да понял, падла. Я мигом обернусь, гадом буду. Только туда и сюда, падла. Гурыня сорвался с места, как ошпаренный. Он и вообще-то был заводной, а в последние 2 суток совсем очумел. Пак достал из кармана комбинезона осколок зеркала, долго рассматривал себя. Лицо его при этом кривилось. Глаза слезились, но не все, а лишь 2 верхних. Те, что были под вмятиной на лбу, оставшиеся на память от туристов. Сама дыра уже практически заросла. Пак ощупал затылок. Выходного отверстия не было. Значит, этот комочек железа застрял где-то в башке. Ну и хрен бы с ним. Не очень-то Пак расстроился от такого приобретения. Если что и задело за живое, так это краса, гордость его. Широкий морщинистый хоботок, свивавшийся чуть ниже подбородка и невероятно изуродованный теперь багровым водянистым рубцом. Вот ведь сволочи! Он был готов тут же сразиться с десятком этих наглых охотничков. Он бы их собственными клешнями на клочки бы порвал, в капусту бы искрошил. Однако долго предаваться отчаянию не стоило. Пак спрятал осколок обратно, присел, встал, потом еще раз, помахал клешнями, согнулся, поднатужившись, перевернул тяжеленный сырой матрас. Хоть и не жрал ничего весь день, изранен, избит, искалечен, а все-таки молодой организм брал свое, восстанавливал силы. А селенка ныне, ох, как нужна была Паку. «Поглядимще!» – процедил он в 3-й раз, совсем зловеще. Вышел из комнатки, осторожно, стараясь не шуметь, заглянул в хлев. Там, с запрогнившей и почерневшей от старости бревенчатой перегородкой в метр высотой, копошились Эдины детеныши. Были они омерзительны.
Пак собрал в пересохшем рте остатки слюны и плюнул за перегородку. Один из Эзиных сопляков на лету поймал плевок длинным жабьим языком и тут же заквохтал, заерзал. Остальные сгрудились вокруг счастливчика и плаксиво подвывали. Все как один дрожали в каком-то непонятном ознобе. Среди выродков были и довольно-таки здоровые особи. Парочка крайних, тех, что лежала у самого заборчика, были вдвое больше Пака, во всяком случае вдвое жирнее и толще. Вот ведь гаденыши. Паку и смотреть на них не хотелось. Но он понимал, что когда прижмет, придется лезть в этот гадюшник и самому притворяться выродком. Еще неизвестно, как дело обернется. Может, туристы всех недоносков, да и переносков разом-то и ухайдакают. А что им стоит? Нет, нигде не было спасения. На прощание Пак треснул железякой по загривку самого жирного выродка и вышел из хлева. Снизу, из-под пола, доносились какие-то странные звуки, какая-то возня. Там что-то падало, гремело, звенело. Пак заглянул в дыру, полуприкрытую фанерой, но почти сразу же ему в лицо плеснуло чем-то горячим, помойным, и аж дыхание сперло. «Уйдите, я тут ни при чем буду, я вообще не виноватая!» Истошно завопила внизу Эда. «Там их ищите! Сверху!» Пак захотел спуститься и разобраться с толстухой, однако передумал. «А сатанел ты, что ли?» – поинтересовался он, вытирая лицо. Эда тут же успокоилась. «Хитрец, это ты, что ли? Ты чё пужаешь-то? Я уж тут думала, конец, туристы по мою душу пришли. Ну ты ж совсем блажной, разве ж так шутят?» Пак не стал пререкаться. «Ты про меня молчи тут, дуда», — сказал он коротко. «А то я тебя и без туристов прикончу». «Все ходят, пугают, понимаешь, стращают все», — заворчала Огрызкина. «Нужны вы мне больно, докатитесь вы хоть сейчас, плакать не стану. Я б тебя еще на том матрасе придушить могла, да пожалела на свою голову. Вот ведь ты живучий гад». Паку надоела пустая бабья болтовня, и он вернулся в комнатушку. Постоял немного, прислушался, потом отодрал доску от закопченного окна, присмотрелся. Снаружи все было вроде бы спокойно, и он вылез. Папашу Пуга нарядили в самые лучшие одежды. Еле сыскали в поселке дореформенные штаны, черные, широкие, и на пуговицах, телогрейку, синенькую, расшитую голубями мира. Наряд пришелся в пору. Лишь длинные грабли папаши торчали из рукавов на полметра и свисали до самой земли. Но они отовсюду торчали, не научились, видимо, шить тогда на таких, как папаша. Поселковые женщины заглядывались на передовика-красавчика, разряженного получше иного жениха. Радовался сам папаша. Буба чокнутый носился с народом-избранником, как с писаной торбой. Дура Мочалкина и вовсе слюной исходила. «Ну и чего мы с ним теперь делать станем, ядрен вошь?» — спросил Бубу-инвалид Хренаредьев после того, как все было готово для сдачи избранничка туристам. «Ну и безмозглый же ты, обалдой, как я погляжу», — ответил чокнутый. «Дурак из дураков!» Хренаредьев раздулся пузырем, из носа потекло. «Ты это, при людях ядрен-матрен меня не оскорбляй, Буба», — сказал он запальчиво. «У нас ведь тоже гордость имеется, ядрить тебя кочерыгой». Папаша Пуга обнял Хренаредьева и слюняво поцеловал в синие губы. Сколько ни поили папашу, но он оставался все таким же, как и в самом начале. Не падал, не пускал пузырей из носа, не норовил притулиться где-нибудь в углу и соснуть чуток. Видно, папаша чувствовал свою особую роль неким врожденным чутьем, и поэтому держался молодцом. Только почти новенькие черные штаны на радостях замочил, но ему это в вину не ставили. Мочалкина кокетливо отводила слипающиеся глазки, старалась смотреть поверх голов в пространство. «А я тебе повторю, Хренаредьев», — сказал Буба, — «и при всех повторю, что тупарь, он и есть тупарь. Здесь, как верно заметил Коко наш Бегемотов, хер хрена не слаще». Хренаредьев подпрыгнул и ударил Бубу в живот протезом-деревяшкой. Да так, что Буба согнулся в три погибели и застонал. Папаша Пуга дал щелчка инвалиду, и тот упал без чувств.
Потом он пригнулся к Бубе и смачно в засос поцеловал его. Мочалкина зарделась. Она все думала, когда же Пуга все-таки вспомнит про нее. И вспомнит ли вообще. Но все завершилось благополучно. Бегемот Коко разнял спорщиков, дал каждому по затрещине, в том числе и дуре Мочалкиной. Та сразу же позабыла про папашу и уставилась на Коко влюбленными глазами. Эх, пора. Буба стряхнул пыль с колен, расправил плечи. Они стояли чуть ли не посередине площади, но никто, кроме 2 десяток местных хозяек, сгрудившихся в одну кучку, на них не реагировал. Трапы, по которым обычно ходили туристы, чуть покачивались, и, казалось, протяжно и тонюсенько пели на ветру. Железная клепаная башня, проржавевшая снизу и немного покосившаяся, стояла, как и обычно, наглухо задраенная, люки не открывались, и никто не появлялся, хотя пора бы уже, пора бы было появиться. Буба, браток, может, ты и впрямь чокнутый, а? Спросил неожиданно Коко. Может, про нас и думать забыли? А мы тут дурака валяем. При слове дурака он выразительно поглядел на Хренаредьева, и тот снова лишился чувств. Папаша Пуга приподнял инвалида за шкирку. Он не любил, когда обижали слабых, и всегда их жалел. От липкого и слюнявого поцелуя Хренаредьев очнулся. «Все ядрит-переядрит», — сказал он задиристо. «Все, сейчас начну всех калечить. Без разбора ядрёно-мадрёно всех покалечу». Но калечить он, конечно же, никого не стал. Он и сам-то был калекой. Из 3 ног лишь одна своя, остальные 2 деревяшки. Руки у него были с рождения кривыми, да и какие это руки. Туловище все наперекосяк, не сказать, не описать. Поговаривали, что и с мозгами-то у Хренаредьева было далеко не лучше. Доходяга-трезвяк помалкивал и ни во что не вмешивался. Ему было страшновато. Правда, состояние это для доходяги было привычным. Еще бы, жить под куполом с этим народцем на трезвую голову и ничего не бояться мог лишь воистину чокнутый. Тот, у кого крыша совсем на бекрень съехала. Рядом с трезвяком стоял длинный Джил, глухонемой мужик с окраины. Он был припадочным и поэтому на работу не ходил, однако поглазеть на всяко разно любил. Джилу было почему-то очень жалко и папашу Пуга, и инвалида Хренаредьева. В его глазах стояла такая невыраженная скорбь, что Мочалкина, случайно заглядывавшая в них, начинала реветь в 3 ручья. Но Джил был меланхоликом и ни во что не вмешивался. Так и стоял с трезвяком на пару. И если доходяга думал о том, как бы смотаться, то длинный Джил помышлял о спасении передовика Пуга от этих ловкачей-туристов. «Все ясно!» — заявил наконец Буба чокнутый. «Эй, бегемот, ну-ка иди сюда!» Коко даже не пошевелился, и Буба сам подошел к нему. «На вот тебе разводной ключ», — он достал железяку из кармана, «и иди к башне и поколоти, и погромче». Коко вздохнул, но согласился. «Ну, прощайте, братишки», — сказал он грустно. Все замерли, но Коко не успел подойти к башне. «Стой!» — выкрикнул неожиданно Буба. Бегемот остановился, прижав разводной ключ к животу всеми 4 лапами. «Стой!» — повторил Буба. «Слушай, так не годится!» Он шепнул что-то в ухо трезвяку, тот куда-то убежал, прихватил с собой Джила и Хренаредьева. Через пару минут они приволокли старую, перекособоченную, оставшуюся, наверное, еще с позапрошлого века трибуну, выкрашенную в бордовый цвет, и поставили ее посреди площади. «Фух, ядрит ее через калогу, тяжелая», — прокомментировал событие Хренаредьев. «Слушай, несерьезно все это». Трибуна имела 3 метра в ширину, 2 в высоту и 1,5 в глубину. Больше 5 человек могло в нее поместиться. Ну, это при большом желании. Но Буба и не собирался впихивать в нее всех. Он прислонил папашу Пуга к передку трибуны, а сам забрался наверх. «Не, ядрен колокольня!» – проворчал снизу Хренаредьев. «Так не пойдет, так не скромно как-то!» Буба сморкнулся на него сверху из одной ноздри, но не попал. Инвалид был увертлив. «Граждане!» – возопил Буба. «Соотечественники! Труженики!» Хозяйки как-то одновременно кучкой сдвинулись с места и подобрались поближе к выступающему. Стёкся и прочий народец, в основном колечный или малолетний. «Вот тут торжественную для всех, для нас минуту!» По-моему,
Он чего-то не то говорит, прошептала дура Мочалкина на ухо. Тот хотел поддакнуть, но не решился. Мало ли чего. Времена какие-то смутные пошли. Еще настучит кто, что языки слишком длинные у некоторых. Все как один. Одним миром выйдем мы на площадь и покаемся. Нам ведь есть в чем каяться, собратья и сосестры. На всех нас лежит великий грех. Тяжелый, неискупимый. Мы подняли руку на самое святое. Слышь, Буба, выкрикнул кто-то из толпы. Ты трепись, да не затрепывайся. На кого это мы тут руку поднимали? Ты чё болтаешь? Какой такой грех? Точно! Охренел наш чокнутый! Я тебе сейчас дам, охренел! Я тебе, ядрёно, вот сейчас покажу! Взбился взбалмошный хренаредий. Ты у меня забудешь, как оскорблять честных людей! На этот раз успокоительного инвалиду прописал длинный джил. Он просто прихватил крикуна за горло, и тот покорно смолк. Нет, собратья и сосестры! Все покаемся! Все до единого на колени! На колени, я говорю, олухи, с мест не сойдем, пока прощения нам не будет. До второго пришествия простоим. Радовался внизу папаш Пуга. Все как один. Буба вдруг осекся и выпучил глаза. Он вспомнил про бегемота Коко. Тот стоял с разинутым ртом у башни, разводной ключ валялся под ногами бегемота. По щекам у сентиментального Коко текли слезы. «Ты вообще, эй, ты чё кого разявил?» – завизжал Буба с трибуны. «Болван, негодяй, предатель, а ну стучи, дегенерат хренов! Я для кого говорю, ублюдок хреновый!» Перепуганный Коко подхватил ключ и принялся со всей силы колотить по железному боку башни. В жутком грохоте потонули яростные вопли Бубы чокнутого и неожиданные громкие рукоплескания толпы. Многие уже стояли на коленях, но и они хлопали. Доходяга-трезвяк спрятался за трибуну. Ему было не просто страшно, на него вдруг повеяло ужасом. Сейчас придут они, и все будет кончено. Папаша Пуга стоял на полусогнутых в луже, которую он, собственно, сам и наделал перед трибуной, и с чувством ударял своей огромной ладонью о другую, не менее огромную ладонь. Кто-то из малышни подбежал к нему и, подпрыгнув, что было мочи, водрузил на усоватую голову папаши большой и красивый венок, сплетенный из валявшихся тут же на площади обрывков проволоки, каких-то прозрачных трубочек и прочего мусора. Рев папаши Пуга перекрыл все звуки. Это был звездный час обходчика-передовика. На такой восторженный рев нельзя было не откликнуться. Но туристы не откликнулись. У бегемота Коко уже онемели все 4 руки, но он продолжал наколачивать по железу. Он совершенно оглох от грохота и не слышал диких воплей Бубы. А тот орал как никогда в жизни. «Хватит! Хватит, гад, сволочь! Остановись, сволочь, гадина, сука!» Кончилось тем, что Буба свалился с трибуны прямо на папашу Пуга. Но тот не расстроился и не обиделся. Он привлек чокнутого к себе, обхватил огромными гориллиными ручищами и принялся лобзать со всей братской и товарищеской страстью, с искренним и неукротимым желанием поведать о своих пылких чувствах. А хитрый Пак сидел в засаде и выжидал. Он выбрал самое удобное место за мусорным бачком, который стоял в ряду таких же собратьев значительно левее трибуны, но зато напротив самого люка. Лучшей точки найти было невозможно. Паку надоело бояться, и он решил, что прикончит любого, кто высунется из люка. Пусть только попробует, он им всем жару задаст. Ну а если его пришлепнут, значит так тому и быть, судьбы не минуешь. С минуты на минуту должен был подоспеть Гурыня-предатель. А его хлебом не корми, баландой не накачивай, дай в какой-нибудь заварухе поучаствовать. Но что странно, каких бы приключений не искал Гурыня на свою собственную задницу, куда бы он ни совался, всегда из воды выходил сухим. Другое дело это дурачье, что выдуривается на площади. Пак поглядывал на народец с презрением. Быдло!
Простофили. На коленях о прощении молят. Ща, прям дадут им этого прощения. Да как бы не так. Чё, падла? Прошипела из-за плеча. Пак даже вздрогнул. Не ожидал он, что Гурыня подкладется столь незаметно. Чё они, суки, выкобениваются, а? Слушай, заткнись, оборвал Гурыню Пак. Ты погляди. В этот момент папаша Пуга все-таки сломался. Не выдержал огромного напряжения, рухнул в собственную лужу и уснул там мертвецким пьяным сном. Но от Бубы чокнутого не так-то просто было отделаться. Он приказал принести веревки, и папашу, бесчувственного, но счастливого во сне, подняли, веревки обвязали вокруг кистей, концы забросили на трибуну, подтянули тело, закрепили концы, и теперь знатный обходчик висел на веревках, едва касаясь почвы ногами, и мерно покачивал из стороны в сторону своей большой, средненькой рыжей шевелюрой башкой. В обрамлении пышного венка эта голова, пускай не мыслителя и не философа, не поэта и не художника, а простого труженика, выглядела внушительно и даже как-то аристократически. А Буба не мог остановиться. Проповедь захватила его и понесла. И казалось, что вовсе не Буба чокнутый вещает с трибуны простому люду, а некий грозный и всевидящий небесный страж, спустившийся на землю, поучает заблудших. «И не будет прощения, ибо грехи столь велики и неискупаемы, что прежде гора взлетит к небу и оживут статуи, чем снизойдет на вас благодать. Ниц, ниц падайте! Укните свои рожи поганые в землю, в навоз, задохнитесь в нем, захлебнитесь, и пусть это покажется вам раем по сравнению с теми муками, которые ожидают вас впереди!» И все-таки, по-моему, он что-то не то говорит, выражал свои сомнения трезвяку Мочалкина. Трезвяк думал, что смываться уже поздно, что это уже конец, что вот-вот из люка вылезут туристы с железяками в руках, и всех тут перещелкает. Никто и ахнуть не успеет. Доходяга стоял ни жив, ни мертв. «Придите же! Придите! И примите покаяние наши! Или обратите нас во прах! Истребите аки саранчу, аки скорпионов! Огнем очистите нас! Ибо сами мы не способны, и пусть суд будет неумолим и праведим!» «Нет, доходяга», Мочалкин наконец утвердил в своем решении. «Буба у нас точно чокнутый, пора его переизбирать. Ты как считаешь?» Но доходяга-трезвяк ничего не ответил, он сидел за трибуной и тихо трясся. «Да вы все чокнуты!» – заключил Мочалкина. Бегемот Коко вернулся к трибуне и стоял, смиренно сложив руки на животе. Ключ он потерял где-то по дороге, но невелика была потеря, чтобы сожалеть о ней. Как зачарованный, Коко слушал Бубу. Но того хватило ненадолго. Буба быстро скис и умолк, захлебнулся в собственном красноречии, выдохся. Все смотрели не на башню и не на люк, из которого должны были появиться туристы, а на умолкшего оратора. «Спекся, болван!» – процедил за своим баком хитрый Пак. «Шлепнуть его надо, и дело с концом, падла!» – заявил Гурыня. Пак не стал ему отвечать, зачем попросту нервы портить, и так уже до предела натянуты. Он неотрывно следил за люком, даже глаза заболели. «Покаемся, братья!» – истошно выкрикнул напоследок Буба и завершил на совершенно истерической ноте, обращаясь почему-то не к башне, а к небесам, воздев руки к ним и задрав голову. «Придите же, судьи праведные, и покарайте нас!» После этого Буба, уже будучи в бессознательном состоянии, снова сверзся с трибуны и снова в ту же лужу. Но теперь папаша Пуга ничем ему не смог помочь. «Ой, нехорошо», — сказал Хренаредьев. «Ой, нескромно». Вдвоем с длинным Джилом они отволокли Бубу прямо за ноги к мусорным бачкам. Пускай полежит, авось прочухается. Однако Паку с Гурыней они не заметили. Вернулись назад, стали решать, что же все-таки делать. «Разбегаться надо», — предложил доходяга-трезвяк из-за трибуны. «Я тебе разбегусь», —
ответил ему бегемот Коко. Шкурник, единоличник ты паршивый, морда твоя кулацкая. Трезвяк замолк. И толпа гудела. Все ждали чего-то. Но чего-то не было. И это вызывало большое неудовольствие и грозило перерасти в серьезные волнения, а может быть даже и бунт. Посельчане были народцем разношерстным. Не всякий мог понять, что бунтовать нехорошо. У многих на это попросту не хватало мозгов. Назревал небольшой скандал, который мог кончиться плачевным образом. И для верховода Бубы Чокнутого, и для всех поселковых избранников. Временами спросонья подавал голос папаша Пуга. К ответу! Зажрались! Даешь всеобщее покаяние, ядрен-матрен! Кончай бодягу! Всех их уже давно пора! Толпа уже бесновалась, и в любую минуту могло произойти непоправимое. Но весь шум и гам перекрыл леденящий души вопль. Даже не вопль, а визг какой-то. «Шухер, ребятас!» Все будто по команде повернули головы к башне. В жуткой, неестественной тишине над площадью поплыл скрип. Долгий, протяжный. Люк медленно открывался. «Я все знаю, Биг», — повторил отшельник. «Ты правильно сделал, что заглянул ко мне». Большой, выпуклый глаз матово отсвечивал синевой и смотрел на чудовище. И столько было в этом умном, мудром, всепонимающем взгляде доброты, что чудовище поневоле размякло и снова превратилось в того маленького и любознательного Бига, подростка, юношу, который часами выслушивал рассказы отшельника. Когда это было? Но ведь было же. Отшельник сильно сдал. Его тельце стало совсем немощным, хилым. Каждая кость выпирала наружу, сквозь полупрозрачную сероватую кожу. Плечи совсем заострились и были сведены к самой шее. Но чудовище не видело его тела. Оно смотрело в этот бездонный глаз. Тонуло в нем, растворялось. На минуту вспомнился волосатый Грюня, безжалостно убитый туристами, и та мольба, то отчаяние, та нечеловеческая тоска, что застыла в его стекленеющем глазе. Может быть, он, доведись ему выжить после охоты, стал бы вот таким же отшельником, а может быть и не стал. А скорее всего нет. Разве предугадаешь будущего? Грюни нет, и уже никогда не будет. А в мире все останется по-прежнему, так как будто и не было никаких Грюнь, близнецов Сидоровых, Бандыр и других, лежащих сейчас в том подвале. Подбородка у отшельника практически не было. Нижняя часть лица как-то незаметно переходила в шею, и только малюсенький ротик-клювик обозначал этот переход. Отшельник и говорил-то почти не разжимая губ. И тем не менее голос его звучал громко, болезненно, старчески, но громко. «Ты вот что, Биг», — произнес отшельник, — «сходи-ка вон туда, видишь?» Он чуть повел пальцем вправо. «А я открою. А ты принеси-ка мне сюда». В правом углу зала берлоги сдвинулся с места замшелый и огромный валун. Открылся вход куда-то в темноту. Чудовище не могло разобрать, куда именно. «Иди, иди, не бойся». Чудовище прошло несколько метров, оглянулось. «Возьмешь там пару бутылок или нет? Большую банку и тащи ко мне», — сказал отшельник. «Потом поговорим». За валуном была еще одна пещера, поменьше, вся забитая всевозможной посудой. Там были бутылки, бутыли, бутылочки, банки, склянки, кастрюли, котлы. Наверное, раньше здесь располагалось какое-то хранилище, а может и еще что. С самого края стояло громоздкое и непонятное сооружение, перевитое трубами и шлангами. Из сооружения выходил маленький изогнутый краник. Под краником стояла большая двухведерная банка зеленого стекла. Капелька за капелькой падали в банку почти беззвучно, но с какой-то дьявольской размеренностью, будто отсчитывая уходящие секунды. Чудовище хотело нагнуться за банкой, но заметило поодаль другую, точно такую же, только наполненную доверху и закрытую пластиковой крышечкой. «Ну что ты там застрял-то?» Голос отшельника прозвучал недовольно. И чудовище не стало размышлять над множеством вопросов, которые возникли в этой пещерке, а подхватило полную банку и вернулось к нише. «Вот, держи». «Спасибо, Биг. А меня что-то ноги носить перестали. Видал, какая голова?»
То-то, все растет и растет, скоро ей в берлоге будет тесновато. В голосе не было ни капли веселости. Только теперь чудовище поняло до конца, осознало, что отшельник болен. И что он страшно болен, что он неизлечим. Оно поставило банку у ног сидящего и отошло. Отшельник попробовал нагнуться, но у него это не получилось. Тогда он привычным движением, почти машинально, протянул руку, вытащил из углубления в стене металлическую трубку и резко ткнул ее концом в крышечку. Та не поддалась. «Биг, помоги!» Чудовище взяло трубку в щупальце, продавило крышечку. Отшельник тут же ухватился за другой конец и присосался. Пил он долго. Чудовищу показалось, что сейчас он лопнет. Разве можно влить в такое малюсенькое и худенькое тельце столько жидкости? Да он с ума сошел. Отшельник оторвался от трубки, когда в банке оставалось меньше трети. Он тяжело дышал и не мог говорить. Но когда дыхание наладилось, все-таки сказал: «Вот такие дела, Биг. Не удивляйся, я теперь без этого пойла не могу. Придется, видимо, перебираться туда, к агрегату, а не то помру. Биг!» Чудовище смотрело и думало: «Нет, отшельник, ты помрешь в любом случае. Эко вон тебя разобрало. А ведь такой ты был здоровый, такой сильный. Сколько планов было на будущее. Казалось бы, что жить тебе предстоит вечно, что ты сумеешь найти спасение для всего этого проклятого мира. А почему бы и нет? Вон у тебя башка какая. Там мозгов больше, чем у всех остальных обитателей Подкуполья. Точно больше. Что же ты делаешь, отшельник? Зачем?» Чудовище попыталось заставить себя не думать об этом. Оно знало, что отшельник читает мысли. И не только у тех, кто рядышком стоит. Но ничего с собой поделать не могло. «Ладно, Биг, не расстраивайся», — сказал отшельник. «Я и сам все знаю. Только ты меня хоронить-то не спеши. Всякое бывает. Может быть, и обойдется». Он снова присосался. Но выпил совсем немножко. Свечение вокруг его огромной полупрозрачной головы стало сильнее. Да и сам отшельник как-то преобразился, голос зазвучал почти по-прежнему, ровно, спокойно, без старческого дребезжания. В глазу появилось сияние, не блеск, а именно сияние, неземное и какое-то нечеловеческое. Длинные волосы, спадающие от висков и до затылка, до деревянного подмостка, на котором сидел отшельник, зашевелились, зазмеились, словно живые. Дырочки ноздрей округлились, было видно, как он задышал. Задышал глубоко и резво, без натуги и хрипов. Лишь тельце оставалось таким же черным, серо-желтым, изнеможденным. «Все будет нормально, Биг. Давай-ка о тебе поговорим. Ведь дела твои неважные, да?» «Верно, отшельник», — подтвердило чудовище. «Дела мои хуже некуда. Похоже, крышка мне. Но сам знаешь, я за жизнь не особо цепляюсь. Жаль только, если задуманного не довершу. Вот этого жаль». Отшельник впервые за это время моргнул. Серая кожистая перепонка на миг опустилась на огромный глаз, но тут же убралась опять наверх. «Слушай, не время стекляшки давить. Не время. Тут чего-то в голову вступило. Так и будешь воевать с пыльными зеркалами. Ну, как хочешь, можешь воевать. Это дело не хитрое, тут любой справится». «Да ладно тебе, что прицепился?» Чудовище. «Я вообще-то тебе ничего не навязываю. Но ты подумай, Биг. Я тебе вообще не собирался советов давать. Где я их тебе возьму? Но кое о чем потолковать надо. Ты ведь на туристов зол. Говори». «Еще бы, отшельник. Они всю малышню почти из поселка перебили на пустыре. Я сам еле ушел. Еще бы не зол». «Да попадись они мне!» В голове у отшельника что-то забулькало, завихрилось, закружилось. Все было видно сквозь полупрозрачный череп, сквозь кожу. И невозможно было угадать, что происходит внутри этого гигантского мыслящего котла. В этом-то и дело, Биг. Попадись они мне. Ты заранее в них врагов видишь. А какие они враги? Они не враги. Они просто не такие. Ты понимаешь? И все равно, теперь, коли попадутся они мне на пути, никто из них живьем не уйдет. Это я тебе заранее могу пообещать, отшельник. Сам подохну, но им жить не дам. Нет, специально я их искать не стану, но пусть только попадутся. Совсем глупый ты мальчишка. Каким был Биг, таким ты и остался. Он вдруг тяжело выдохнул, снова моргнул и перестал шевелить губами. Теперь его слова сами проникали в мозг чудовища. «Ах, если бы все было так просто, Биг, если бы это были звери или люди со звериной моралью, не люди. Биг, разве бы стал я тебя отговаривать? Да никогда.
Но они совсем не такие. Они там у себя за барьером добряки, каких ты и не сыщешь. У нас таких не осталось, Биг. Они любят друг друга, верят друг другу. Они никогда не оставят без помощи нуждающихся. Биг, я это знаю. Последние себя снимут, кровь отдадут, мозг, костный мозг, все, что потребуется, Биг. И не за миску баланды, не за кружку пойла. Нет, так отдадут. По-человечески, по любви, просто. Они как за головы-то взялись, так над каждой животинкой, Биг, над каждым росточком трясутся, оберегают. Все, что живет, растет, движется, никого в обиду не дадут, это точно. Попробуй у них там тронь кого-нибудь, за день случайно. Такая шумиха поднимется, что и не сдобровать обидчику. Нет, Биг, они добрые, они хорошие, очень хорошие, толерантные. Но там, Биг, у себя они такие, а здесь они немного другие. Не спеши их винить, может быть, это не их вина. Может быть, это их беда. Все беды, Биг, от непонимания. Мы для них не люди. Да и не животные даже. Любая тварь Божья для них бесценное создание, имеющее все права на жизнь, на все. Будь это червь, каракатица, слизняк, букашка какая. Все под солнцем, все под небом рождены, всем места хватит. А мы, Биг, изгои, уроды, мутанты. Мы ни в какие категории не вписываемся. Мы для них ничто. Хотя нет, мы для них воспоминание, неприятное, раздражающее воспоминание, от которого лучше отмахнуться и стереть его из памяти. И они не ведают, что творят. Они думали, здесь все сами собой передохнут, не пройдет и сотни лет. А здесь приспособились, остались некоторые. Да еще и потомство дают, страшное, жуткое, уродливое. Так-то, Биг. Их и совесть гложет. Не всех. Тех, кто помнит еще, и раздражение захлестывает, дескать, все во всем мире прекрасно и воздушно, ухожено и облагорожено, а эта дыра мерзкая портит дело, она поганым плевком на зеркальной сияющей поверхности. Думаешь, им обходчики нужны? Работники? Нет, Биг, это все по старой традиции остается, по привычке, им никто не нужен, тут все на полной автоматике, они еще качают сюда пойло, поддерживают кое-кого. Но тоже по привычке, Биг, если ты знал, какие у них там дебаты шли, оставлять нас здесь или усыпить всех безбольно, незаметно совсем, чтобы стереть наконец-то этот плевок поганый. И решили пока оставить. Но разрешение на отстрел тех, что полностью утратили остатки человеческих качеств, на отстрел монстров, как они говорят, добились. Биг, под благим предлогом добились, чтобы, дескать, генофонд планеты случайно не подпортился. Вот так вот. Но здесь штука такая, Биг, попробуй у нас отличи, с мозгами ты или нет, монстр ты или обходчик-передовик. Мы для них, Биг, все монстры. Рано или поздно всех отстреляют, а еще гордиться будут, дескать, полезное дело совершили, подвиг. Попробуй-ка их разубеди. Они нас не жалеют, и мы их жалеть не будем, сказал чудовище. Не уговаривай меня, отшельник, они враги. Отшельник раздвинул свой рот-клювик, заговорил обычным способом. Большой темный глаз стал грустным и подернулся пленкой. Зло порождает зло, Биг. Не надо умножать зла. Его и так достаточно в мире. Я заклинаю тебя, не делай опрометчивых поступков. Ты всех погубишь. Любой повод они используют для начала массовых охот и тотальных отстрелов. Ты понял, Биг? Чудовище ответило не сразу. По его телу волнами пробежала дрожь, сотрясая массивные бугристые мышцы под волдыристой и влажной кожей. Горб как-то обострился и стал совсем уродливым. Чудовище переместилось с конечности на конечность, пребывая в явном замешательстве. И все-таки оно собралось. Ты, наверное, слишком много выпил из этой банки, отшельник. Вот тебе и мерещатся всякие страсти. Ты не пей больше, не надо. Я прошу тебя. Глаз снова засиял.
Ничего, малыш, ничего, мои мозги варят, дай бог каждому. И не слишком много я выпил. Отдаю я себе весь отчет. Биг, меня не берет уже эта дрянь, это паршивое пойло. Оно только возвращает мне силы. Ты скоро умрешь от него, тихо проговорило чудовище. Проговорило вслух, как бы подтверждая все свои мысли таким путем. Ну, всякое может случиться, малыш. Но сейчас не об этом. С тех пор, как ты убил охотников, Биг, над поселком нависла угроза кары. Ты понял? Ты можешь не любить их, презирать, пусть они безмозглые, жалкие, противные, подлые, мелочные, сварливые, низкие и недостойные, но согласись, Биг, отвечать за тебя они не должны. Это будет нечестно, Биг, несправедливо. Каждый должен отвечать только сам за себя. Кончай ты свои игры со стекляшками. Не для них же ты появился на свет. Ты еще не знаешь всех своих способностей, всех возможностей. Они будут открываться постепенно, и они тебе не помешают, Биг. А туристов не бойся. Я вижу будущее. Верь мне, они не убьют тебя. Я тебе это обещаю. Я вижу это. Они тебя не прикончат. По крайней мере, до тех пор, пока я жив. «Поживем, увидим», — неопределенно протянуло чудовище. «Что гадать? Только я тебе, отшельник, прямо скажу. Я бил эту мерзость, бью и буду бить. А когда я расколочу последнее, я возьму...» Отшельник тихо засмеялся, будто кашлял или задыхался. «Да знаю, я знаю. Возьмешь самый большой, самый острый осколок и перережешь себе глотку, да?» «Да». Хорошо, Биг, это твое дело. Но это будет потом. А сейчас твоя жизнь не принадлежит тебе. И не бойся, я буду помогать. Не такой уж я и хилый. Биг, не такой уж я и слабак. Мы еще поживем с тобой. Отшельник снова надолго присосался к трубочке. Банка почти опустела. Чудовище стояло и не знало, что ему делать. Умный отшельник. Но так ничего толком и не посоветовал, не дал никаких инструкций, а еще говорил, что все знает. Лишь одно стало ясным и до боли понятным. Хочешь, не хочешь, а придется возвращаться. «Возьми-ка вот эту штуковину, может пригодится». Отшельник протянул чудовищу трубку, точно такую же, как и была в руках у туристов. «Не надо, обойдусь», — ответило чудовище и отвернулось. Крышка люка медленно съезжала вправо. Но прежде чем она полностью освободила проход, раздался громкий хлопок. Что-то с силой вжикнуло по металлу и отлетело. Подлая железная башня загудела исполинской струной. Народец заволновался, засуетился. Оцепенение у него будто рукой сняло. Все загомонили, вдруг загудели, заголосили. Очнувшийся Буба высунул голову из-за бочка и завопил благим матом. «Это все Пуга! Папаша Пуга! Это он! Его хватайте!» На Бубу не смотрели. Все ждали, кто же вылезет из башни. И когда. Пак, в 4 метрах от Бубы чокнутого, молча и сосредоточенно лупцевал Курыню. Еще бы! Тот своим дурацким преждевременным выстрелом чуть не испортил все дело. А может быть, даже уже испортил. Он бил придурка зло, метко и безжалостно. Но тот не кричал и даже не стонал. Сносил побои молча. Знал, за дело бьют. Ошалевший Буба, совершенно не понимая, что происходит, присоединился к хитрому Паку и со стервенением принялся бить Гурыню ногами. Тот не мог стерпеть подобного, да еще и не от вожака, от какого-то постороннего, пускай и взрослого мужика, даже избранника. Он извернулся и вцепился своими костяшками в горло Бубе. Повалил его на землю. На площади у трибуны били инвалида Хренаретьева, бегемота Коко и длинного Джила. Трезвяк все-таки куда-то смотался. Дура Мочалкина с трибуны координировала действия толпы. «Эй ты, обрубок! Нет, не ты, веслоухий, а вон ты, зайди с другого края!» «Я тебе говорю, с другого выбрось палку, бить только руками, ногами, кулаками! Раз, два, взяли, оба!» Из кучи малы доносилось. «Ядрен-матрен, прощевайте, братишечки! Бей супостатов, громи их! Попили кровушки изверги, души его, души падлу! Мы, сограждане, покайтесь немедля, ядрить вас через колено! Ща я тебе покаюсь, бей! Эх, ох, ух, на колени, ядрёный вошь, дави его! Эх, хорошо!»
и еще многое другое непередаваемое, но звучное и смачное. Лишь один папаша Пуга висел на своих веревочках, словно распятый, и ошалело, с радостным оскалом желтых лошадиных зубов, по-прежнему не открывая глаз, выдавал привычное. Никто и не заметил, как из дыры в башне показалось что-то невообразимое, большое и страшное. Один Пак не растерялся, но прежде чем навести железяку на появившегося и выстрелить, он от неожиданности заорал во всю свою луженую глотку: «А, вот это! Вот оно что! Они все вместе! Все заодно!» И несколько раз подряд нажал на спусковой крючок. 2 пули попали прямо в лоб чудовищу, но отскочили. Еще одна застряла в плече. 3 или 4 прошли мимо, снова заставив полую трубу тяжело и низко загудеть. Чудовище не ожидало такого приема, и потому растерялось. Когда отшельник перед уходом дал ему план подземных коммуникаций и указал, по какой трубе надо идти, чтобы вернуться назад в поселок, чудовище не знало, как оно поступит. Лишь по дороге пришла окончательная решимость. Но почему здесь столько народу? И почему вообще труба привела именно сюда, на площадь? Ведь в плане она заканчивалась в развалинах. И почему стреляют? Прямо вот так вот, в лоб, без предупреждения, без причины? Но больше всего чудовище поразило то, что в сотни метров от него, там, внизу у мусорных баков, заваленных неубираемой вот уже десятки лет всяческой дрянью, стоял живой и невредимый Пак-хитрец. Да еще и с трубкой в клешнях. Откуда он здесь взялся? Ведь суток не прошло с тех пор, как чудовище держало его в собственных щупальцах, безжизненного, холодного, с огромной дырой прямо во лбу и рассеченной надвое хоботом. Пока чудовище размышляло, а длилось это не более секунды, Пак снова навел на него трубку. Чуть левее из-за кучи мусора выскочил избитый до предела Гурыня и тоже вытащил металлическую трубку. Надо было спрятаться назад, в башню, но чудовище опешило. Еще один мертвец воскрес. «Они заодно все! Бей его!» — выкрикивал Пак. «Изрешечу, падла! Убью!» — визжал Гурыня. «А я вообще не виноват! Это все папаша Пуга!» — закричало следом непонятное существо, представляющее из себя сплошной синяк, залитый кровью, но в котором по особой стати и выправке все же узнавался Буба чокнутый. «Это вообще он! Только он! Ай! Чудовище! Они напустили на нас страшное чудовище!» — заорали из толпы, разом переставшей избивать активистов. «Спасайся! Спасайся, кто может!» «Собрание закрыто, граждане!» – торжественно объявила с трибуны дура Мочалкина. «Прошу всех расходиться!» И спрыгнул вниз на погореженного инвалида Хренаредьева. «Ой ты, ядрен-матрен!» – удивился тот. Именно в тот миг чудовище почувствовало, как в него вонзилось не менее 10 пуль. Оно тут же полностью вылезло из люка, съехало по трапу чуть ниже и спрыгнуло на землю. «Спасайся, кто может! Убивают! Вот она, кара небесная, пришла! Праведные пока!» В давке затоптали бегемота Коко. Отдавили ему все 4 руки. Брюхо у Коко было непробиваемое, голова тоже. Мочалкина выносил из боя Хренаредьева. На руках, как младенца. Длинный жил, сидел на карачках, обхватив голову руками, и мычал. «На колени! На колени! Грешники, падлы, суки!» – орал какой-то сумасшедший. Папаша Пуга наконец очнулся. Он висел и хыхыкал очень радостно. Наблюдал, как из кармана синенькой телогрейки, расшитой голубями мира, выбирается на свет Божий кота-собачонок Пипка. Вид у Пипки был еще тот, помятый и напуганный. Он полз, цепляясь всеми 7 лапками за грубую ткань, полз наверх, норовил до плеча добраться и устроиться на нем. Папаша Пуга тянул к нему свои напоминающие обезьяньи губы. Облобзать хотел Пипку, но не доставал. Полз папаша на левый глаз и прикрыл его. Папаша почти ничего не видел. В общем, ему было и наплевать на это. «Чудовищев и напущают! Бабы, спасайся! Вот он, суд праведный!» «Атас! Сухер! Помогите!» «Ща мочить начнут, падлы! Ядрен катаклизмы!» Пак стоял на прежнем месте и в упор расстреливал чудовище. Но то и не думало падать. Оно медленно, неотвратимо приближалось.
Трус и балбес Гурыня, естественно, удрал. А Пак все стрелял и стрелял. Стрелял до тех пор, пока чудовище не вырвало у него из рук железяки и не закатило за трещиной. Он упал и сразу провалился во тьму. Но ознаменовалось это мгновение еще и другими событиями. «Это не я!» – вопил изуродованный Буба. Пипка добрался до плеча, уселся поудобнее и взмявкнул. Толпа замерла, как по команде. Кто где стоял, так и застыли. Головы одновременно повернулись к небу. Оттуда послышался вдруг резкий неумолкающий треск. Над площадью, взметывая тучи пыли, разгоняя мусорные валы, наводя ужас и поселяя в сердцах ледяное оцепенение, срывая шапки с голов и сбивая воздушной волной с ног, зависли 4 больших и 4 винтокрылых машины. Никто не видел таких прежде, разве что слышали от стариков. Да и то не все. Но это не меняло дело. Пришла она, кара небесная. Зависли над их головами те, кто их будет судить. Но пощады от них ждать не стоит. Машины медленно снижались. В один миг площадь стала такой чистенькой, которой ее не видел никто. И никогда. Будто сотня дворников с метлами прошлась по ней, а следом проползла сотня поломоек с тряпками в руках. Народ опомнился и, трясущийся от страха, разбежался кто куда. Только папаша Пуга висел на трибуне, да какой-то собачонок Пипка сидел у него на плече. Один не мог убежать, второй ничего не понимал, и вдобавок после папашиного кармана ему все раем казалось. Правда, за бочками оставались еще двое – чудовище и Пак-хитрец. Но их не было видно сверху, они притаились за опрокинутыми широченными крышками. Чудовище приглядывалось и прислушивалось. Теперь ему стало понятно, кто тарахтел в небе там, возле дыры, ведущей в берлогу отшельника. Но и оно не знало, чего ждать от этих посланцев с небес. Думало, вот спустятся, выйдут, а там и видно будет, что к чему и что почем. Хитрец помалкивал, жался к холодному баку. Он только прочухался и не все понимал. Машины не спустились на землю, повисли. Повисели и, медленно поднимая еще больший ветер, почти ураганный, сорвались с места. Лишь одна осталась. Но и она приподнялась чуть повыше, сбросила маленький бочонок прямехонько к трибуне. Бочонок упал беззвучно. Из него что-то разлилось, растеклось, и вдруг полыхнуло огнем. Стена пламени взмыла вверх и через секунду осела. Боковым зрением чудовище видело, что в поселке повсюду, и справа, и слева, и в глубине что-то полыхает, горит, дымится. Но оно не могло оторваться от зрелища, которое лишало воли, притягивало к себе и вместе с тем вселяло в душу нечто большее, чем просто ужас. Посреди растекающегося огня стояла утесом бордовая трибуна с привязанным к ней папашей Пуга. Она медленно, но уверенно занималась. Языки пламени колыхались, то скрывая папашину фигуру от глаз, то открывая ее. Истошно завизжал совершенно не своим голосом кота-собачонок. Ему некуда было спрыгнуть, кругом бушевал огонь. «Папанька!» – заорал вдруг Пак и выскочил из-за укрытия. «Папаня!» Но дым уже застелил все. Лишь пробивалось негромкое, еле слышно. Собиравшаяся уже было улетать машина подправила к бакам, снизилась, не больше 3 метров отделяли ее от земли. Высунувшийся ствол нащупал орущего Пака. Но выстрелить из машины не успели. Чудовище резко подпрыгнуло вверх, уцепилось за маленькое зеленое крылышко, машину качнуло, ствол спрятался. Раза 2-3 выстрелив, но все мимо. Пак стоял с разинутым ртом и смотрел. Но машина резко поднималась наверх, унося за собой цепкое и бесстрашное чудовище. «А может быть, у них так и запланировано было?» – подумалось ему. «Черт его знает, ты пойди разберись». Да он и не стал разбираться. Он первым делом подобрал свою железяку, а потом пошел поглядеть, во что превратился папанька. Сгоревшая трибуна обвалилась, и ничего нельзя было разобрать, где что, где папанька, где доски, где Пипка. Только синенькая телогрейка, пошитая из несгораемого материала, дымилась посреди угольев. На голубей мира на ней уже видно не было, наверное, выгорели вместе с нитками.
которыми они были вышиты. Эда сидела на дубовом табурете, уперев лапы в бока. Победительницей какой-то. «А чё я вам говорила, а?» Торжествующе поучала она Мочалкину среднюю и Мочалкину старшую. «В подпол надо было прятаться. Вот и вся наука. Дуры, вы и есть дуры!» Мочалкины согласно кивали. Инвалид Хренаредьев лежал на полу. Он был несокрушим и легендарен. «Первым делом надо Бубу в подпол посадить», — сказал он, «чтобы умных людей слушал, ядрён тарахтелка». «Да хрен бы с ним, с Бубой», — заявила Эда. Инвалид тут же взгрепенился. «Чего? Да ты тут на кого тянешь, Огрызкина?» Та не стала обсуждать с Хренаредьевым такие сложные проблемы, а просто спихнула его самого в подпол, вильнула слегка своим тюленьим хвостиком, и инвалид загремел. Так загремел, что 40 тысяч других инвалидов греметь не смогут. Только минут через 10, и снизу раздался его приглушенно удивленный голос. «Вот его, ядрен-матрен! Извиняюсь, стало быть!» Приблудшего Бубу чокнутого били все вместе. Даже соседи присоединились и отвешивали Бубе тумаки. Но тому, видно, было уже все равно. Да и Буба ли это был? Никто так и не смог выяснить столь важный факт толком. Длинный Джил сидел на земле за хлебом и тихо выл. Сокрушался, что не мог он спасти папашу Пуга. А ведь знал, добром дело не кончится. И почему ему Бог не дал языка? Он бы всем им растолковал, все бы разъяснил, но поздно. Пак тоже пришел к Эдди. Он уже побывал на месте их с папенькой хижины, но там было все выжжено, ни стен, ни заборчика, ровненькая насыпь угольков и пепла. Куда еще деваться? Огрызкина погрозила Паку кулаком. «Гляди тут у меня, молокосос, я тебе поугрожаю еще». Она была отходчивой бабой. Бегемоту Коко сломали 3 руки. Однако он не тужил. «Заживет к следующему покаянию, братишки, да ништяк все!» Бубу он бить не стал, себе больнее. Трезвяк пришел последним. Он был возбужден до предела, но страха в нем уже не было, лицо горело. Брови грозно супились. 2/3 поселка выжгли, суки, сказал он сходу. Подал голос из-под пола Хренаредьев. Ядрит твою. Остальные сидели с разинутыми ртами, хотя и ждали погрома, но ведь не такой жестокости от туристов. Разве они виноваты в чем-то? Посельчане-то? Ведь нет же, не виноваты. Хотя и кто разберет? Может, повинились сами, того и не ведая. Бубу чокнутого забросили в хлев. И его там со сладострастием вылизывали детеныши Эды Огрызкиной. Буба не сопротивлялся. Ему было все равно. Он лежал и вспоминал, как прекрасно жилось там, за барьером. Вколешь себе порцию ширева и балдеешь. Витаешь в ином мире, в котором все прекрасно, сказочно, в котором существуют такие цвета и такие запахи, каких отродясь не водится на земле, в котором ни к чему жратва, выпивка, развлечения, бабы и уж само собой работа. А здесь что? Здесь все погано. И наплевать, что выжгли поселок. Выжгли, значит, его и надо было выжать. Да и не на 2/3, как говорит тот недоумок-трезвяк, а полностью, со всеми этими обалдуями. Так размышлял Буба чокнутый, лежа в хлеву посреди выродков, слизывающих с него кровь. И от этих дум Бубе становилось немножко легче. Туристы появились неожиданно. Они выросли будто из-под земли. 5 длинноногих фигур в скафандрах, масках и с трубками в руках. Они не переговаривались, не суетились, не оглядывались, они просто появились. Пак успел юркнуть в кусты. И он все видел и все слышал. Он не мог даже приподнять свои железяки. Его клешни свела судорога, позвоночник оцепенел. Не согнуться, не разогнуться. Но глаза были широко раскрыты. Как прикованный смотрел он на происходящее. Обе Мочалкины завалились без крику и без стонов. Длинный Джил вскинул вверх руки, вытянулся, застыл так на секунду, а потом рухнул плашмя. Эда Огрызкина завизжала, закрутилась на одном месте, обливаясь кровью, закидывая голову назад, суча жирными ножками.
Ее тюленей хвост молотилкой стучал по земле. Но и она стихла. Трезвяка так и не было видно. Туристы постояли немного и ушли. Пак вылез из кустов и огляделся. «Чё это у вас там, ядрен-матрен?» Громовым голосом выпросил из подвала инвалид хреноридию. «А сатань...» Его и Бубу чокнутого туристы не заметили. Крылышко было маленьким и каким-то скользким. Держаться за него было очень неудобно. Но чудовище держалось, даже несмотря на свой внушительный вес. Держалось, обвив его 6 щупальцами, присосавшись к обшивке, но оставив и свободные конечности, на всякий случай, мало ли что. И, как показало время, сделало это чудовище не напрасно. Из-за приоткрывшейся дверцы дважды высовывались туристы. Первый, увидев незапланированного пассажира, побелел как мел. Это было видно даже сквозь прозрачное прикрытие маски. И тут же скрылся. Второй высунулся, выставив вперед трубку. Это был опрометчивый поступок. Чудовище надоело за последние сутки быть живой мишенью. И оно поступило очень просто. Почти рефлекторно, резко выкинуло вперед свободное щупальце, обвело трубку вместе с рукой туриста и выдернуло его из машины. Турист пропал в дымной пелене. Чудовище попробовало прикинуть, сколько же ему лететь вниз до встречи с землей. Но ничего не получилось. Попробуй-ка сориентируйся в этом чертовом смоге. На какой высоте они летят, куда, и летят ли они вообще. Может быть, зависли над поселком. Ничего нельзя было определить. Но судя по тому, что обдувало резким и вонючим ветром, и обдувало все время только с одной стороны, они все-таки куда-то летели. Надо было все-таки что-то делать. Чудовище вовсе не светило попасть на туристическую базу или куда-нибудь еще, и оно принялось потихоньку, но включая в работу почти все мышцы своего огромного тела, раскачивая. Поначалу сделать это было непросто. Конечно, какой могучий мотор. Винты обладали зарядом нечеловеческой энергии. Посоперничай-ка с ним. Но чудовище не торопилось. Оно медленно и ритмично переваливало свой вес, всю массу с одной стороны крыла на другую. Чего-чего, а упорство чудовищу было не занимать. И машина поддалась. Она вслед за своим живым маятником стала покачиваться сбоку на бок, все резче, все сильнее. Сидящие внутри сообразили, что так можно нарваться на неприятности. Замедлили ход, сделали отчаянную попытку выровняться. Им это, возможно, удалось бы, но чудовище выбрало удобный момент и забросило щупальца вверх, вбив вовнутрь боковое стекло и зацепившись за край дверцы. Теперь оно имело еще одну надежную опору. Почти сразу же сверху полилась зеленая жижа. Там отчаянно в несколько рук резали, пилили, рубили всем, что только имелось в кабине, это цепкое, жилистое и мускулистое щупальце. Однако было поздно. Чудовище почти не ощущало боли. Им овладело нервное беспокойство, практически азарт. Оно уцепилось за край второй конечностью, подтянулось и чуть не полетело вниз. Дверца оторвалась, слетела с петель, искореженных и согнутых. Один из туристов выскочил следом, видимо, был слишком упорный. И он тоже растворился в пелене, как и его предшественник. Но чудовище не упало. Оно успело зацепиться за боковиной и вытянуло вверх третье щупальце. Обвело его вокруг кресла. Теперь проблем не было никаких. Подтянуться на 3 конечностях, даже для такой громадины, дело плевое. Когда оно заглянуло внутрь, в кабине стало еще на одного человека меньше. Человек, сидящий в соседнем кресле, схватился руками за голову и выпрыгнул из машины. Он сорвал с себя на лету маску. И еще какое-то время был слышен его жуткий крик. Крик потерявшего разум. Внутри оставались 2. Они забились в дальний конец машины, выставили вперед трубки. Они ждали. Чего они могли ждать, было непонятно. Но эти 2 туриста не решались стрелять. «Да пускай мы грабанемся вместе с этой тарахтелкой», — подумало чудовище. «Пускай. Наверное, так просто будет лучше». Прав был отшельник. Незачем умножать зло в мире, где его и так много. Оно отвернулось от дрожащих туристов. Наугад ткнуло щупальцем в пульт управления, попало в какую-то клавишу. Машину накренило, моторы надсадно взвыли. Но, видно, была во внутренностях этой тарахтелки какая-то автоматика. Она и выправила машину. Второй раз экспериментировать чудовище не стало. «Эй, вы!» — сказала она вполголоса, не оборачиваясь. «Охотнички! Чего ж вы? Давайте, шуруйте, а то навернемся всей компанией». Туристы явно не ожидали услышать нечто членораздельное от этой жуткой невообразимой твари, что заползла в их машину.
и поэтому растерялись окончательно. Один из них упал лицом вниз и потерял сознание. Второго чудовище за ногу подтянуло к креслу, усадило, надавило. «Давай, потом будешь нюню распускать. Никто тебя не трогает, понял?» И турист что-то понял. Может быть, был докой по части лингвистики. Может быть, его предки когда-то жили на этой земле, и он перенял от них немного. Может быть, просто толковый попался. «Тафай, тафай!» — повторил он возбужденно. «Мы умель! Пшла!» И вцепился в рычаги. Тарахтелка пошла вниз. «Где это мы?» — спросило чудовище. Турист залопотал что-то по-своему, быстро и непонятно. «Не суетись, Биг, я рядом», — сказал вдруг отшельник. Чудовище резко обернулось. В кабине никого не было. Померещилось, наверное. «Да нет, Биг, тебе не померещилось», — ответил отшельник. И чудовище сообразило, что слова доносятся не снаружи, что они звучат внутри головы. «Ты никогда не разговаривал со мной вот так вот, издалека», — начало было чудовище. «Мало ли чего не случалось с тобой, Биг, не удивляйся. Я помогу тебе немного, чем смогу. Правда, для этого мне пришлось высосать 1,5 банки проклятого пойла. Ну да ладно, Биг, мы же все-таки не будем с тобой считаться, да?» «Нет», — ответило чудовище. «Ну и хорошо, я не буду надоедать. Сам все делай. Но я буду переводчиком между тобой и вот этим вот. Считай, что я такой спутник связи, а вы 2 моих абонента». «Слушай, ты мудрено говоришь, отшельник. Я не все твои слова понимаю. Если бы хоть кто-нибудь на земле понимал все слова, мы бы жили совсем в другом мире. Ну все, хватит болтать. Не для этого я себя гроблю». Чудовище повернуло голову к туристу. «Где мы?» Тот ответил, не разжимая губ. «В 200 милях от этой вонючей дыры, где погибли наши парни. Чего ты хочешь? И, пожалуйста, не смотри на меня, мороз по коже дерет. Никогда бы не подумал, что такое...» Он запнулся. «Что такие бывают разумными. Нет, не смотри, у меня руки дрожат. Мы навернемся, если я не успокоюсь. Хотя какая разница, все равно ведь ты меня сожрешь со всеми потрохами, когда мы приземлился, да?» «Да», — подтвердило чудовище. «Сожру и не поперхнусь». После этих слов турист как-то расслабился, вздохнул практически облегченно. «Куда ты сейчас правишь?» «Да какая разница, где быть сожранным? Так, охотничек, не шути. Ты не у себя за барьером. И не забывай об этом». Краска отлила от лица туриста, руки задрожали. Но он был крепким парнем и все-таки совладел с собой. «Если ты настаиваешь, можно повернуть назад». «Да, я настаиваю», — подтвердило чудовище. Тарахтелка завалилась на левый бок, в брешь стал задувать. Но чудовище не боялось сквозняков. «Ты можешь связаться с другими машинами, теми, что сожгли поселок?» «Нет», — резко ответил турист. «Нет, не могу». «Врешь». «Нет, не вру». «Ты сам разгромил здесь все. Связи нет». «Но ведь они знали, что я улетел с вами, ведь знали?» Турист усмехнулся и сдвинул маску. «Конечно, знали». Он помедлил немного, видно, решая, говорить или не говорить, но потом сказал все-таки. «Мы вместе смеялись над тобой. Они не видели, но мы все им рассказывали, и они давали советы, как тебе прижать к земле, раздавить или подняться повыше, дотряхнуть так, чтобы ты слетел. А потом решили, что ты и сам отвалишься. Повисишь немного, пока селенок хватит, да и отвалишься». «Вот и отвалился, мать твою!» Турист искренне и беззлобно выругался. «Лишь когда ты выдернул силы, они хотели сблизиться и расстрелять тебя в упор. Говорили, мы изрешетим это чучело паршивое за нашего мальчугана. Мы с него на лету скальп снимем». «Ладно, заткнись. Слишком много говорить будешь, сам понимаешь», — оборвало его чудовище. «Ничего, перед смертью можно», — сказал турист, но умолк. «Так, мы где сейчас?» «Еще миль 20. Они не встретятся нам?» «А я почем знаю? Ты чего, боишься?» «Боюсь», — сказал чудовище. «За них боюсь». Ну-ну», — выдавил турист с иронией. Однако окончательно пришел в себя. Чудовище выглянуло вниз, но ничегошеньки не видело. Все было в дыму, в тумане, только теперь оно осознало, до какой степени было прокопчено и загазовано подкуполье. Но чудовищу не с чем было сравнивать, оно не видело иных мест. Знало лишь, что на востоке совсем плохо, что там и земли-то под собой не увидишь. И все же
Зрелище это навевало печаль. «Ты бы пониже спустился, что ли?» «Есть, командир!» — ответил турист. Машину накренило. Они зависли над какими-то развалинами, еле проглядывающими в серо-желтой пелене. Похоже, что над тем самым пустырем, где и произошло ночное сражение. «Ну-ка, еще пониже». Теперь прямо под ними стояла гусеничная машина с погнутым стволом. Чудовище признало ее. Да, та самая. Турист молчал, но по лицу у него ходили желваки, губы подрагивали. «Любуешься?» — наконец выдавил он. «Твое дело, да?» Чудовище еле сдерживалось, чтобы не ответить наглецу хорошую плюху. «Это их работа», — процедило оно, почти не разжимая жвал. «Спускаемся». Тарахтелка совсем медленно, будто в нерешительности, опустилась прямо на брюхо. «Старая модель», — оправдывался за нее турист. «С ваших складов, кстати». Он повернул голову к чудовищу. «Но когда придут наши...» «И что будет, когда придут ваши?» — поинтересовалось чудовище. «Сам увидишь». «Ладно, поживем увидим», — согласилось чудовище. «А сейчас ты кое-что сам увидишь». Оно без церемонии выпихнуло туриста из кабины. Тот упал на колени прямо в груду битого кирпича. Но не застонал, не закричал, только поморщился. «Пошли». Чудовище подтолкнуло его в направлении подвала, ставшего братской могилой для половины поселковой малышни. Им надо было преодолеть не более десятка, может быть, 1,5 десятка шагов. Винт тарахтелки все еще вращался, правда в холостую. «Я тебе покажу, чтоб ты знал. Но я тебе покажу это и по другой причине. Догадываешься, по какой?» «Нет», — мрачно ответил турист. «А зря. Она очень простая. Ты никому и никогда не расскажешь об увиденном. Понял?» Турист промолчал. Он все понял. «Гляди!» Чудовище распахнуло дверцы, приподняло крышку. Потом откатило несколько камней. В глубине подвала в ряд лежало несколько отвратительных существ. Мертвых, скрюченных. Ничего кроме омерзения не могущих вызвать у нормального человека, у землянина. «Ты видишь этих детей?» Турист отвернулся. «Их убили ваши. Они их расстреливали в упор, как зверей. Хотя нет, хуже, как мишени в тире. Ты понимаешь, о чем я говорю? Не лукавь перед смертью. Говори!» Турист сказал совсем тихо, но твердо. «Ты можешь меня убивать, я знаю, и убьешь. Но мне не жалко этих тварей. Совсем не жалко. Я и смотреть-то на них не могу. Меня тошнит, понимаешь, тошнит. Вот-вот вывернет. Да меня и от тебя тошнит. Все, убивай. Но я такой падали, такой дряни даже в кошмарных снах не видел». Турист распалялся все больше и больше. «Ты бы поглядел на себя в зеркало!» Чудовище вздрогнуло. Но не стало выказывать своего недовольства. Оно принялось снова засыпать тела щебенка и заваливать камнями. А потом затворило крышку. «Вы все здесь уроды, нелюди, мутанты! Кто бы мог подумать, что на нашей земле появятся вот такие вот гадкие твари? Ведь это же бред! Это же чудовищно! Куда мы все катимся? Меня просто тошнит от всего этого!» «Слушай, ладно, успокойся ты». Чудовище снова слегка коснулось щупальцем плеча туриста. «Успокойся. Не так-то все и страшно. Тебя вообще как зовут?» Турист поднял на него удивленные покрасневшие глаза. «Хэнк», — сказал он совсем другим тоном, как-то сипло и мягко. «Ну ладно, Хэнк, не бойся, не трону». «Пока не трону», — заявило чудовище. «А у меня вообще-то имени нет. Позабылось как-то. Все по-разному кличут, кто чучелом, кто абразиной, кто тварью, кто чудовищем». «Не прибедняйся, Биг», — вмешался отшельник. «У каждого есть имя, каждого мать как-то называла в детстве». Хэнк огляделся, и чудовище огляделось, но они не увидели отшельника. Зато они увидели другое. Тарахтелка поднимала пыль, взрёвывая моторами, и покачивалась, отрываясь от земли. Турист кинулся к ней. «Поздно, Хэнк», — бросило ему в спину чудовище. «Вот ведь сволочь!» — выкрикнул турист, когда машина пропала в пелене. Чудовище подошло ближе. «Да, друзья-то у тебя верные», — сказала оно. «Но таких положиться можно». Гурени наблюдал за странной парочкой из-за надежного укрытия. Полуобрушившаяся стена загораживала его с 3 сторон. К тому же в 2 шагах позади был лаз,
в который можно было нырнуть, в случае чего. Лаз вел в подвалы, а там ищи свищи его. Он уже трижды поднимал свою железяку и прицеливался в туриста то в голову, то в грудь, то в пах, но не мог выбрать, куда вернее садануть. На чудовище он даже и пуль тратить не хотел. Это все равно, что в воздух палить или в стену. Но и в туриста он все-таки не выстрелил. Что-то подсказывало Гурыне: не спеши, не надо рисковать. Что у тебя, 2 башки, что ли? Вон, у близнецов Сидоровых было 2 башки, а толку? Нет, не хотел Гурыня расставаться с жизнью, особенно после вчерашней истории, когда ему довелось уже побывать на самом краю. Гурыня был в развалинах не один. Пока этот умный Пак все вынюхивал да выведывал, Гурыня набрал-таки себе ватагу. А чего ему оставалось делать? Всю жизнь бегать за Паком, который сам не знает, чего хочет? Не, у Гурыни тоже кое-что в башке шевелится, и он не из последних в поселке. Он еще себя покажет. Правда, ватага поднабралась какая-то хилая. Да и не ватага, а кучка какая-то. 3, кроме самого Гурыни. Но лиха беда начала. Главное, ребята были смирные, послушные, дрожали перед ним, как былинки. Но они еще покажут себя в деле. Гурыня надеялся на них. Хотя как-то и не слишком. Он вчера подобрал еще 2 железяки возле машин туристов, но хитрому Паку не стал говорить о них. Знал, отберет. Да еще и накостыляет вдобавок. Гурыня их припрятал. Пригодятся. Новонабранные соложне он не спешил раздавать оружие. Перекалечат друг друга, поубивают, все дело засыпят. А делом делать Гурыне большим, сулящим немалые выгоды. «Ну, чего там?» – поинтересовался шепотком из лаза лопоухий Дюк. Его шарообразная голова со слоновьими ушами и 3 мутными глазками без зрачков маячила на уровне щебенки. Гурыня запретил вылезать наружу. «Цыц, падла!» Дюк перепугался и спрятался. «Ведь все дело испортит», – процедил Гурыня под нос. Он постоянно думал и говорил о каком-то деле, все намекал, на что-то обещал, сулил золотые горы, но ничего путного в его голове не было. Никакого сколь-нибудь обстоятельного плана Гурыня в своей непостоянной и вспыльчивой натуре разработать не мог. Но ему очень хотелось, чтобы все думали, будто им расписаны действия на год вперед, что все нити в его руках. Когда тарахтелка улетела, Гурыня чуть не нажал было на крюк, еле сдержался. Не было бы чудовища, он бы без размышлений в первую секунду прикончил бы туриста. Но Гурыня не знал, как поведет себя эта мерзкая тварь. Не послушали его, придурки. А он один был прав. Надо было кончать эту образину. Всем вместе, сообща, когда лежала на пустыре, опутанная, пойманная ими. Прикончили бы, и все пошло бы по-другому. А все умник Пак, чтобы ему хобот оторвали. Чудовища с туристом бродили по пустырю, осматривали машины, заглядывали внутрь, что-то они искали. Что именно, Гурыня понять не мог. «Долго нам еще тут торчать?» Снова подал голос лопоухий Дюк. Гурыня бросил в него камнем, но не попал. Дюк быстро убрал голову в лаз. Долго ли придется сидеть в засаде, Гурыня и сам не знал. Ему тоже порядком надоело тут торчать. Он любил быстрые дела, заведомо выигрышные. Или такие, чтобы шлепнуть кого-нибудь, да смотаться по-быстрому, чтобы не засекли. Вот это вот хорошее, вот это вот стоящее предприятие. Да ну их, прошипел он сам себе, падлой. На карачках пополз к лазу, протискиваясь в дыру, щелкая костяшками прямо по лбу лопоухому Дюку. В подвале было темно и сыро, но Гурыне было не привыкать. Он сразу заметил, что забившийся в угол бага-скорпион чего-то жрет и вовсю наяривает своей тройной зубастой челюстью. Гурыня подскочил к баге молнией. Тот не успел запихнуть в рот остатки падали, поперхнулся, выпучил красные рачьи глазки. Железяка дважды опустилась на хребет баги. Цепкие костяшки Гурыни вырвали комок почти из его рта. Падла! Втихаря жрешь! Бага не оправдывался, он судорожно глотал то, что успел набить за щеки. И из-за этого получил еще разок железякой. Гурыня бросил отвоеванный комок Дюку. «Подели на 3», — сказал он, раздуваясь от собственного поистине царского великодушия. Скорпион наконец проживался, отдышался, выдохнул и с натугой прохрипел. Ты чё дерешься? Вон там вон внизу сколько хошь крыс, расплодились, понимаешь, а ты вот дерешься. Дюк с тщедушным плешаком Громбылой ринулся в указанном направлении в нижний отсек подвала, но Гурыня их остановил. «Вы что
что, салаги, хавать сюда пришли?» Грозно вопросил он со свойственным ему в минуты бешенства змеиным шипом. «Жрите, что дают!» Дюк с Плешаком послушно принялись жевать свои части поделенной тушки. Гурыня спрятал свою жирную лапку в карман комбинезона и присел на ступеньки. Он мог бы и посуровее наказать разгильдяев, но на первых порах не стоило пугать малышню, да и себя негоже выставлять окончательным зверем. Пускай попривыкнут, пооботрутся, а вот наберется когда с десятка-два, тогда другое дело, тогда ему только и надо будет друг на друга их наускивать, стравливать да колотить почаще. Они в нем души тяять не будут. А сейчас можно поласкивее, поспокойнее, по-отечески. «Шлындают, падлы!» — сказал он о происходящем. «Как по своей хибаре! Ну мы еще поглядим, кто тут хозяин!» «Верно я говорю, а?» Все трое новобранцев закивали и заморгали. Они с восхищением глядели на Гурыню. Вот он какой герой! Отчаянный! Гурыня и на самом деле выглядел по-геройски. После вчерашнего, после бесчисленных сегодняшних потасовок, на нем места живого не было. Сплошь синяки, ссадины, кровоподтеки и шишки. Комбинезон был разодран, изгажен, такого и в мусорных кучах не отыщешь. Но Гурыня не снимал его. Очень гордился одежкой. На длинные речи и повествования терпения не хватало, и он закончил совсем коротко. «Ничего, падла, мы их всех ухайдахаем!» Плешак Громбыла сидел ни жив, ни мертв. Он впервые видел настоящего живого героя, и он уже сейчас был готов идти за своим вождем хоть куда, хоть на самый край света, и даже погибнуть там. Вот только сил у Плешака не было. 4 маленьких, хиленьких лапки с 4 пальчиками-коготками на каждой, да круглое брюшко мячиком, выпирающее из комбинезона. Разве что клюв долото. Эта штуковина еще могла как-то пригодиться. Она торчала на плоском лице совершенно лишней деталью. Наградили его родители. А может, сам черт с дьяволом, этим вот костяным наростом. Года 2 назад Плешачок Громбыла, будучи еще совсем карапузом, проткнул клювиком своим девочку-соседку. Проткнул насквозь. И не со зла. Причем наоборот. Ткнулся он ей в щечку, обуреваемый множеством чувств, восторженных и нежных. Да и вышиб с другой стороны половину виска. Вместе с глазом. Его, конечно, пожурили за неосторожность. Маманя высекла прутиком, папаня дал затрещину. Мать девочки, соседская баба, погрозила пальцем. На том и позабылось все. Но Громбылу с тех пор сторонились. Никто не хотел с ним дружить. Да ему и не нужны были друзья. Подумаешь. И без них обходился. Зато под чью руку попал сейчас сам Гурыня, боец-богатырь, бесстрашный и могучий, пригрел его, приобщил, так сказать. Это же ценить надо. Скорпион Бага смотрел на мир проще. Ему что Гурыня, что задница с хвостиком, лишь бы к ватаге прибиться, чтобы не одному, чтобы в стае. Скорпион был тугодумом и скрягой. Он почти не умел ходить на 2 нижних конечностях, редко вставал на них, зато на 6 бегал быстрее любого. Только мелькали в глазах гибкие 3-суставчатые лапы. Но башка у Баги варила. Он умел считать и даже знал некоторые буквы. Умные люди поговаривали, что если Бага годика 3-4 позанимался бы без линцы, так он бы и читать научился, а может быть даже что и получше. Но Бага думал о своем, у него были другие планы. «Мы тут сидим как дураки, понимаешь», — сказал он. «А там, в поселке, понимаешь, обогатиться можно было. Там сколько всего пожгли, понимаешь? Вот бы полазить по погребам, по хибаркам. Точняк, обогатились бы. Там столько припрятано, понимаешь?» «Цыц, падла!» — оборвал его Гурыня. «Умный, чё? Вон Пак, падла, тоже умным был, всю ватагу угробил. Ты, Скорпион, мне мозги не закручивай. Раздобудем железяки, падла, и все наше будет. Понял?» Бага тяжело вздохнул. По нему лучше был воробей в кулаке, чем тарахтелка в задымленном небе. Но он промолчал. Он не знал, что Гурыня обдумывает, как бы научиться управлять хоть одной машиной погибших туристов. Как бы угнать ее, спрятать подальше от глаз. И поскорее бы,
Сегодня ведь с минуты на минуту здесь могут появиться сами туристы. Вон, один-то ведь уже появился, да еще и вместе с этой абразиной. Прав был Пак-хитрец. Все они падлы заодно. Ежели чего, я свистну, сказал Гурыня и вылез наружу. Он снова занял свою удобную позицию, вытянув шею, всмотрелся. Ни чудовища, ни туриста видно не было. Но они могли запросто стоять за какой-нибудь развалюхой, или же их скрывал смог. Гурыня не стал спешить, выждал несколько минут и только всматривался и вслушивался. Но было тихо. И тогда он по-змеиному выполз из-за стены, проскользнул мимо чахлыми кустиками и грудой замшелых камней. Подобрался к самой западне, к той самой каменной ловушке, где погибло Паково воинство. На кирпичах и щебенке были видны следы запекшейся крови. И тут, и там, и отдельными пятнышками, и засохшими лужицами. Но Гурыня проползал мимо, ничего не ощущая, не боясь испачкаться. Он не был сентиментальным. Когда до ближайшей машины оставалось не больше 4 метров, он встал на четвереньки и еще раз внимательно огляделся. В 2 прыжка подлетел к машине, запрыгнул на броню и вслепую сиганул в распахнутый люк. Больно ударился обо что-то. «Падла!» — вырвалось у него громко, да настолько, что он зажал себе рот своими обрубками. Кресло было неудобным, его делали для туристов, а не для Гурыни. И потому тот устроился на нем на корточках, слегка приваливаясь спиной к спинке. В машине было светло. Прямо перед Гурыней торчала какая-то странная палка с набалдашником. Он потянул ее на себя. Палка с трудом поддалась. Но ничего не произошло. Машина как стояла, так и оставалась стоять. Не качнулась даже. Тогда Гурыня начал по очереди нажимать на все кнопки. Когда дошел до 3-й слева, зелененькой, машина вдруг затряслась, загудела. Но с места не сдвинулась. «Ну, падла, сейчас ты у меня поедешь», – прошипел Гурыня и ткнул сразу в несколько кнопок своими костяшками. Дико взвыла невидимая сирена. Зажглись фары, пробивая световые туннели в стене смога. Машину затрясло еще сильнее. Но она стояла. Стояла как вкопанная. Гурыня сжал свои обрубки и начал колотить ими по пульту. Потом дернул, что было сил, за палку. Вой стих. Свет пропал. Машина дернулась и тихо-тихо со скоростью черепахи поехала. Гурыня радостно, словно покойный папаша Пуга, загыкал. Сбывалось задуманное. Он вылез на броню, всунул в рот 2 костяшки и свистнул. Потом еще раз. Первым подбежал Скорпион Бага. Он с недоверием остановился за метр от ползущей машины, потом, ободренный примером Гурыни, залихватски раскачивавшихся на башенке, вспрыгнул наверх. Следом подскочили Дюк и Громбыла. Обоих трясло от страха, но они тоже не спасовали. «Так это цыц!» – предупредил Гурыня, когда он все-таки забрался внутрь. «А она того не взорвется?» – спросил лопоухий Дюк. «Цыц, я сказал!» Гурыня дернул на себя палку с набалдашником. Машина поехала быстрее, наткнулась на обломки стены, но перевалила через них, сильно накренившись влево. «Ща разберемся!» – зло проговорил Гурыня и нажал еще на одну кнопку. Машина взяла правее и стала набирать ход. «Вот ведь падла! А вы-то не просекли! Вот ведь падла!» – в восторге кричал Гурыня. Их стало сильно качать. Машина перла, не разбирая дороги, и прежде чем Гурыня сообразил заглянуть в висящие перед ним окуляры и рассмотреть хоть что-то, машину вдруг резко дернуло, и она, заваливаясь носом вперед, полетела куда-то. Падение было недолгим, его даже не успели почувствовать, зато удар оказался резким и настолько чувствительным, что все 4 заорали в голос, а тщедушный плешак Громбыла тут же потерял сознание. Гурыня сперва отшиб до невозможности зад при падении, а потом еще стукнулся головой о бронированную переборку, настолько, что в глазах у него заплясали желтые и зеленые карлики. Он сильно прикусил свой узенький, словно жало, язычок, и теперь сидел и тонюсенько скулил. Лопоухий Дюк пересчитывал свои ребра, но он не знал, сколько их должно быть всего, и поэтому затея эта была обречена на провал. Ему сильно окорябало ухо о переборке, но он терпел. «Падла!» — наконец ожил Гурыня. «Каюк!» — провозгласил Скорпион Бага. Он дернул завалившемуся на спину Громбылу за лапку. Тот пришел в себя. Мы где?» «Ща разберемся!» — заверил Гурыня. Он приподнял захлопнувшуюся крышку люка. Гурыня вылез полностью.
потирая отбитую задницу и беспрестанно ругаясь. На всякий случай он сжимал левым обрубком железяку, но стрелять, похоже, было не в кого. Он посидел немного на броне, потом на ощупь спустился вниз, придерживаясь за траки гусениц. Почва под ногами была твердой. Гуруни даже притопнул слегка, нагнулся, постучал костяшками, железкой. Гул эхом разнесся вокруг и уплыл куда-то далеко-далеко. Под ногами была никакая не почва. Это был железный пол. «Чего там?» — поинтересовался из машины Скорпион. «Труба там!» — ответил Гурыня. Туристы недолго пробыли на пустыре. Они подобрали трупы своих, погрузили их в машины и улетели. Пак рассчитывал, что они будут изучать местность, выискивать следы, приглядываться, принюхиваться, стараться как-то восстановить картину ночного побоища, но все оказалось значительно проще. Напоследок туристы сбросили на пустырь пару бочонков с зажигательной смесью и очистили огнем оскверненное место. Смесь прогорела, почти ничего не изменив на пустыре. Да и чему там было меняться? Другое дело поселок. Когда Пак возвращался, он еле отыскал дорогу. Так неузнаваема стала местность. Неудачный сегодня выпал денек. Одно дело – ожил. А может, и не стоило оживать. Для чего? Нервы у Пака начинали не выдерживать. Он силой пнул по какой-то деревяшке, валявшейся посреди замусоренной дороги, отшиб ногу. Деревяшка оказалась не деревяшкой, а запыленной железякой. Дальше он шел, прихрамывая, припадая на ногу, будто неистребимый и несгибаемый инвалид хренаредьев, которому все было нипочем. За ним увязался было трехлапый пес с длинным волочавшимся по земле крысиным хвостом, но Пак рыкнул на него, погрозил клешней, и пес отбился. Наверняка он остался без хозяев и тосковал, не находя себе места. Только Паку было сейчас не до телячьих нежностей. Дважды приходилось прятаться за кустами. Нарывался на группы туристов, обходящих окраинные дома. Туристы не заходили ни во дворы, ни в сами хибары, но если кто-то им попадался на глаза, они поступали очень просто. Поднимали свои металлические трубки и нажимали на спусковые крючки. Паку их поведение было совершенно непонятно. Он не видел в нем никакой логики. Зачем же гробить всех подряд? Что за смысл такой? Нет, видимо, существовали на белом свете вещи, недопустимые его уму. К лачуге Эды Огрызкиной он добрался к вечеру, когда начинало уже темнеть. Первым делом он заглянул в хлев. Буба чокнутый мирно посапывал посреди выродков. Да и не мудрено, он настолько устал за этот сумасшедший день. Сами выродки не спали. Они все так же тряслись, разевали пасти, рты, клювы, просто дыры посреди голов или туловищ. Жрать просили. Но чем им мог помочь хитрец Пак? Он и сам был голоден. Правда, на раздачу идти боялся. По его соображениям, именно там должны были устраивать засады туристы. Ведь туда первым делом попрутся посельчане. Конечно, к раздаче, со своей миской баланды, да еще и краником за глотком пойла. Вот там-то им всем и каюк. Так думал Пак, но уверенности в его мыслях все-таки не было. «Эй, кто там?» – подал голос из-под поля хренаредьев. Пак не ответил. Он рыл за кустами яму. Ему надо было закопать трупы. Тащить их к отстойнику не было никаких сил, а от Бубы и инвалида сегодня помощи не дождешься. Это точно. «Я, ядрен-мадрен, кого спрашиваю?» – взъярился хренаредьев. Он не мог вылезти на своих деревяшках из-под пола, и его это бесило. «Да пшел ты!» – отозвался Пак. «Помог бы лучше, чем орать, дурак чертов, избранник хренов». «Чего? Ты как меня обозвал, щенок? Ты на что это намекаешь, ядрить тебя кочергой?» Пак ответил спокойно и рассудительно. «Я тем поясняю, хренаредьев, останов ты хрен ты моржовый. Потому тебе и кликуху такую дали, понял? Или разъяснить еще?» Из-под пола раздалось яростное сопение и хрипы, перешедшие в вопль. «Ах ты ж гаденыш! Вот я сейчас вылезу, башку тебе отвинчу!» «Вылезай, вылезай! Копать поможешь!» Пак весь взмок от непривычной работы. Рыл он долго, а ямка получалась совсем не глубокой. Он за ногу оттащил к ней мочалкину среднюю, места хватило лишь на ее одну. «Нет, так дело не пойдет», — решил Пак. «Можно полжизни проковыряться с этими покойничками. Лучше спихнуть их всех в подпол. Знатная получится братская могила. А сверху земелькой припорошить». Так он решил, так и сделал.
Однако сначала он сбегал на площадь, собрал в мешок золу, оставшуюся то ли от папеньки, то ли от трибуны. Телогрейку, утратившую голубей мира, он трогать не стал. Да ну ее, пускай валяется. Мешок он втиснул между посиневшим и потерявшим свою величавость бегемотом Коко и Мочалкиной-старшей и заглянул в подпол. «Эй, власть давай!» — сказал он Хренаредьеву. «А то я тебе сверху сотоварищей подкину, они тебе бока намнут». «Не вылезу», — буркнул Хренаредьев. «Считаю до 4», — выдвинул ультиматум Пак. «И чё? Хрен через плечо, раз! Я тебя за оскорбление привеку, ядрён ты вошь! 2!» Хренаредьев сопел, кряхтел. Он бы и вылез, да не мог. 3! Умный ты больно, научили их, ядрёны, считать на свою голову. 4! Все! Пак спрыгнул вниз и попал прямо в инвалида. Сбил его с ног. «Ты драться, ядрен!» – заорал тот. «Вот ты, значит, как!» Но Пак не собирался с ним драться. Он просто хотел его выпихнуть из подвала. Упрямый Хренаредьев уперся. «Не вылезу, не вылезу! Хоть режь меня, хоть рви на куски, ядрен, тарахтелка! Не вылезу!» Паку вдруг все надоело. «Ну, и будем тогда сидеть», — сказал он каким-то потухшим голосом. «А вот и будем!» — подтвердил Хренаредьев и забился в противоположный угол. Минут 10 они просидели молча. Хренаредьев скрипел остатками зубов. Пак привыкал к темноте. Отдыхал после трудов праведных. Сверху кто-то просунул голову. Это был Буба чокнутый. «Вы чего там сидите-то?» — спросил он. «Пшел вон!» — буркнул Пак. Хренаредьев не выдержал и набросился на Пака с кулаками. «Получай, получай, получай, гаденыш!» Он был жесток в ярости. Пак даже не ожидал такого натиска от бессильного, казалось бы, инвалида. Но он выбрал самый удачный момент, отпихнул его от себя обеими клешнями, выхватил железяку, вскинул, нажал на крюк, и в последний миг он успел сдвинуть ствол чуть левее. И пуля все-таки не попала в Хренаредьева. Она пробила старую полуизгнившую рогожу и ударила во что-то полое, железное. От звона и гула заложила уши. «Вента чего?» — поинтересовался Хренаредьев. Пак сдернул рогожу. За ней была большая проржавевшая заслонка с дырой посередине. Из заслонки торчала ручка, но не обычная, какие бывают на дверях, а какая-то круглая. Пак почесал макушку. «Не пойму что-то», — начал было он. Но сверху вдруг свалился Буба чокнутый, заехав пяткой под глаз Хренаредьева и ударившись плечом о стоящий посреди ящик с тряпьем. «Ой!» — взвыл он. «Так тебе надо, ядрен!» — обрадовался Хренаредьев, потирая синяк. Пак осторожненько водил клешней по поверхности заслонки. Отправившийся Буба отпихнул его. «Отойди, недоумок!» — сказал он. «Тут надо мозгами шевелить, тут с головой надо!» Он дернул ручку на себя, заслонка не поддавалась. Тогда он уперся одной ногой в стену, дернул еще раз. Заслонка со скрипом отошла. Пак удивился, какая же она была толстая, с его клешню толщиной. За заслонкой была дыра, ведущая в темноту и неизвестность. Буба осторожно просунул в дыру голову, потом повернул набрякшее лицо к Паку и сказал: «Спокойно, придурки, тут с умом надо». Он подался еще немного вперед, потерял равновесие, перевалился через край и пропал из виду. Через несколько мгновений снизу послышался гулкий шлепок. Буба чокнутый, видимо, приземлился. «О, голова!» — Хренаредьев погрозил Паку пальцем. «Учись, щенок, ядрить тебя этой заслонкой по башке!» Пак помолчал немного и сказал: «Да-да, выдучать чокнутого, веревка есть?» Хренаредьев задумался, потом ответил: «Да откуда, ядрёно? Было два конца, так ими передовика пуга к трибуне привязывали». «Значит, нет», — огорчился Пак. «Тоже ли? 2 веревки на поселок, эх!» Хренаредьев просунул в дыру голову и трагическим голосом возопил: «Буба, ты где?» «Бу-бу-бу, бу-бу-бу!» прокатилось эхом. «Не одевается, умник». «Да ладно, я подлезу», — решился Пак. Он понадежнее запихнул под комбинезон железяку, обоймы лежали у него в карманах, огляделся, будто прощаясь с родным и знакомым навеки, и шагнул к дыре. Хренаредьева он проинструктировал: «Ты вот что, старый обрумок, ежели мы вылезти не сможем,
кидай туда то, что под руку попадется. Да побольше. Сложим горочкой, глядишь, и до края дотянемся. Понял? Понял. Недовольно проворчал Хренарезев. Ну тогда подощевай, на всякий случай. Пак перевалился через край, повисел немного на вытянутых клешнях, болтая ногами, пытаясь нащупать опору, но не нащупал, и разжал клешни. Очнулся он от вопля Хренарезева, который сильно усилило эхо. «Эй, Пак, ты живой?» «Живой», — отозвался Пак и приподнялся. Он вытянул клешни, попытаясь определиться, что, где и как. С одной стороны была пустота. С другой Пак нащупал несколько железных скоб, одна выше другой. Это была лесенка. Он выругал себя последними словами. Стоило прыгать, когда вот она, лестница. Хочешь вверх, хочешь вниз. Он не сомневался в том, что эта лестница вела в Эден подпол. И все же Пак оторвался от нее и пошел в противоположную сторону. Через 7 или 8 шагов он наткнулся на глухую стену. Постучал. Стена была железной. Внизу она пока-то переходила в пол. Труба, сообразил Пак. Огромная, широченная труба. «Буба! Умник, ты где?» — позвал Пак. «Отзовись!» «Ты чё орёшь?» — буркнул Буба из-за самого плеча. «Тут-то я. Разобрался, обалдуй!» Пак облегченно вздохнул. Ему уже надоели трупы за сегодняшний день. И он был искренне рад, что Буба живой. «Эй, чего вы там? Отвечайте!» — орал сверху Хренарезев. Ответить ему было нечего. Надо было сперва разобраться. «Чего там? Ну чего?» — не успокаивался инвалид. Буба высморкался, посопел и крикнул наверх. «Чего? Цистерна баланды да бакпойла, вот чего!» В образовавшейся тишине стало слышно, как тяжело и с натугой засопел наверху Хренарезев. Но тут же послышался его голос. «Не трожьте! Без меня не трожьте, ядрён тарахтелка! Эй, слышали? Я как член поселкового совета ответственно заявляю, не трожьте! Сейчас я уже лезу к вам!» Пак хотел крикнуть, чтобы Хренарезев ощупал стены, может быть и до лестницы доберется, но не успел. Рядом тяжелым кулем шлепнулось тело Хренарезева, распластавшееся и обрюзгшее. Только деревяшки протезов немножко скрипнули. «Ой, ядрить твою!» — заявил Хренарезев натужно. И тут же встал, дыша в лицо Паку какой-то дрянью. Он был несокрушим. «Ну, и где тут цистерн, ядрен-матрена? Где этот бак?» Буба сунул ему под нос скукиш. Вот тебе и бак, и цистерна, и хрен с редькой. Инвалид взвыл сатанинским воем. По трубе раскатилась протяжная Пак сочувственно похлопал инвалида по плечу. В это время где-то вдалеке еле забрезжил свет. Он был поначалу совсем слабеньким. Даже не свет, а так мерцание. Но потом становился все сильнее и сильнее, пока не перерос в ослепительный, бьющий по глазам напор фар. Вместе со светом рос гул, ляск, треск, из еле различимого до оглушительного и непереносимого. Пак, Буба чокнутый и инвалид Хренарезев в едином порыве вжались в стену, ни живы, ни мертвы. Мимо, с дьявольским грохотом, неимоверно гудя в полой трубе, стуча гусеницами и вся сотрясаясь, пронеслась бронированная машина. Пронеслась, высвечивая потаенные дали, поднимая пыль столбом, оставляя угарное зловоние. Пронеслась и пропала в неизвестности. Лишь долго еще вибрировали стены и что-то мерно гудело. Но со временем все стихло. «Да вылазить отседа, к ядрени фени!» — предложил Пак шепотом. «Бежать, покеда нас всех не уконтрапупили!» Такая вот моя идея. «Похоже, мы все тут недоумки», — высказал вдруг интересную мысль Буба чокнутый. И спорить с ним не стали. Пак еле различал силуэты сотоварищей. Он держался одной клешней за скобу и раздумывал, выбираться отсюда или не стоит. И, наконец, решился. «Да разведать, куда труба ведет», — сказал он. «Не, я наверх, ядрен фен», — заявил Хренарезев. Он полез по лесенке, но тут же сверз с нее. В руках у инвалида маловато селенок, а ноги его и вовсе не держали. Попробуй-ка влезть на 2 деревяшках по скобам. Но Хренарезев был упорным. Он сделал еще одну попытку, потом еще. Все они закончились плачевно. «Не, с вами отсюда не выберешься», — промямлил он, потирая бока.
С вами тут и загнешься. Ненадежный народ пошел. А ты бы остался здесь покуда, предложил Буба. А мы с хитрецом прогуляемся. Умно и больно, проворчал Хренарить. Ядрен труба. И он поплелся за Бубой и Паком-хитрецом. Потихоньку, в четверть голоса, проклиная судьбину, а заодно и вся. «Ты у меня будешь заложником, Пэл», — сказал чудовище. «Я тебя посажу в бункер, ты немного отдохнешь, успокоишься, хорошо?» «Чего ты меня спрашиваешь?» — возмутился турист. «Можно подумать, что если я не соглашусь, ты меня отпустишь, так, Биг?» Чудовище улыбнулось. Улыбнулось как смогло, как у него получалось, раздвигая жвалы, морща кожу у дыхательных отверстий и посверкивая выпуклыми, прорывающимися из влажной кожи глазами. «Может случиться и такое, но в следующий раз, Хэнк. А пока я должен приглядеться к вам. Нет, меня правда это интересует. Почему вы такие? Откуда эта жестокость, Хэнк? Ты говорил, что тебя тошнит от местных выродков. Но в них нет такой слепой и беспричинной жестокости. Даже когда они мордуют друг друга по пустякам, они это делают сгоряча. У них это исходит из сердца, Хэнк, а вовсе не из мозга. Вот ваши не такие». «Наши разные», — буркнул турист. «Вот и посмотрим, кто есть кто». Они спустились на 4 яруса вниз. Спустились по опасным, практически бесперильным лестницам, сработанным на редкость грубо, из прутьев арматуры, сваренных кое-как. Чудовище светило перед собой фонариком, взятым у отшельника, но фонарь был слабым, он высвечивал пространство метров на 5-6, не больше. На каждом ярусе была площадка, и они останавливались, чтобы перевести дух. В основном в отдыхе нуждался Хэнк. Чудовище могло бы спуститься до бесконечности. Оно не чувствовало сегодня усталости. То ли нервы были напряжены до предела, то ли нагрузка была не слишком велика для его могучих мышц. «Как ты думаешь, полезут сюда ваши?» «Думаю, вряд ли», — ответил турист. «Вот видишь, мы такие разные, а мыслим одинаково», — сделало вывод чудовище. «И хорошо, что не полезут. Им здесь было бы плохо». Хэнк остановился и чуть ли не впервые за все время, прямо, долго, в упор, поглядел на чудовище. «Я тебе правду скажу, Биг. Запомни, что бы ты ни делал, как бы ты ни путал следы, как бы ни петлял, заройся ты хоть на 100 миль под землю. Все равно, Биг, они тебя отыщут. Можешь не сомневаться в этом. Они доберутся до тебя, и пощады не будет. Знай это». Чудовище не выдержало этого напряженного взгляда и отвернулось. «Ладно, поглядим еще», — проговорило оно тихо. «Поглядим, Хэнк, кто здесь хозяин». Спуск закончился, и они долго пробирались по узкой, в 2 метра диаметром трубе, на треть заполненной маслянистой жижей. Эта жижа противно чавкала, хлюпала при каждом шаге, но запаха она не имела. Хэнк с трудом передвигал ноги, будто по болоту шел. Но не ныл, не просил остановиться и передохнуть. Он считал себя в любом случае обреченным, и поэтому не боялся надорваться или переутомиться. Туристы появились неожиданно. Чудовище сначала ощутило несколько резких тычков, кольнуло в разных местах, и лишь потом она услышала треск выстрелов. Стреляли в упор из-за поворота, там маячили 2 длинноногие фигуры в поблескивающих скафандрах. Все это было похоже на засаду. Первым делом чудовище пихнуло Хэнка прямо в спину, тот упал, с головой ушел в жижу. «Не суетись, малыш», — раздался в голове голос отшельника. Легко ему было давать советы, сидячи за 20 километров отсюда в безопасном месте. Чудовище не откликнулось на слова отшельника. Теперь надо было держать ухо востро. Оно припало к железному полу, выставив над поверхностью лишь голову и уродливый горб. Затаилось. Выстрелов больше не было, но туристы стояли с таким видом, будто ничего и никого на свете не боялись, будто бы они были хозяевами положения. Хэнк приподнял голову и глубоко вздохнул, однако снова скрылся в толще жижи. Он понимал, что пуля, она дура, она не будет разбирать, кто тут свой, а кто чужой. Еще одна очередь прошила пространство. Стреляли над головами, явно давая понять, что держат на прицеле. Чудовище медленно повернуло голову. Позади, метрах в 40, просвечивая тускленькими голубенькими фарами, стояла какая-то непонятная машина с хищным острым носом. Она была совсем небольшой и проходила в эту узкую трубу. Именно этим она и была страшна. Пробкой затыкала она проход, отсекая пути назад.
«Ничего, ничего», — приободрило себя шепотом чудовище. «Надо было решаться на что-то, покуда сюда не стянули основных сил. А то, что это лишь небольшой отряд поисковиков, чудовище не сомневалось». «Эх, была не была», — проговорила она уже вслух. И тут же прижала двумя левыми щупальцами Хэнка к своему боку, вжала его в пористую кожу так, чтобы ни одна пуля не достала, и бросилась вперед самым простым приемом, решив прорвать кольцо. Туристы не ожидали ни такого напора, ни такой резвости, их хватило лишь на то, чтобы выстрелить еще несколько раз с безопасного расстояния и тут же вжаться в стены. Чудовище, создавая таким порывистым и резким движением волны, захлестывающие боковины трубы, живым крейсером пронеслось мимо них. «Прорвались! На этот раз прорвались», — подумало чудовище, не выпуская из щупальцев притихшего и оцепеневшего Хэнка. «Да и в следующий раз прорвемся. Ничего им не удастся сделать. Ничего, ровным счетом ничего. Они привыкли воевать с беззащитными, расстреливать их, не подвергая себя опасности, издалека. А теперь им придется испытать что-то новенькое. Им придется хорошенько пораскинуть мозгами. И тогда они поймут, что любая сила, всегда и везде, пускай и не сразу, пускай не открытым образом, но непременно вызовет ответную силу, противодействие. И плевать, что на их стороне вся земная цивилизация, со всеми их механизмами и приспособлениями, со всеми машинами уничтожения, плевать. Пусть попробуют поохотиться в здешних условиях, и мы еще поглядим, чья возьмет. Так думало чудовище в эти короткие секунды. В тот миг освобождения, когда удалось выскользнуть, казалось бы, из самой страшной ловушки. Но все мысли пропали мгновенно. Стоило только впереди, на самом выходе из этого участка трубы, показаться острому хищному носу. Чудовище даже оглянулось назад. Не та ли это самая машина? Нет, та была на своем месте, и она приближалась, закупорив трубу сзади. Ее двойник преграждал путь спереди. Выхода не было. «Надо сдаваться, Биг», — вяло проговорил полусдавленный Хэнк. «Ты проиграл эту партию». «Да, дела неважные», — произнесло чудовище холодея. Ему не было страшно, но безвыходность давила на нервы. «От трубоходов не уйдешь, мне уж поверь. Это такие хитрые машины, что в маленькой трубе они сжимаются, а в большой расширяются, занимая почти весь поперечник. Они не смогут протиснуться только в щель. Но ведь и ты не сможешь». Задняя машина стояла на месте. Та, что маячила спереди, приближалась. Да и начхать на них, как бы они ни назывались. Подумаешь, трубоходы. А мы и сами трубоходы, который час уже по трубам тут ходим. Чудовище начинало наливаться злостью. Оно не собиралось сдаваться. «Не дури!» — почти выкрикнул Хэнк. «Ладно, без советов обойдемся». Чудовище медленно двинулось вперед. Заостренный нос приближался, и на своем конце, на этом хищном металлическом острие, он нес смерть. Когда до острия оставалось с полметра, чудовище остановилось, вжалось в стенку трубы, уперлось в нее спиной и выставило 6 щупальцев. Острие прошло мимо, но протиснуться между обшивкой трубохода и стеной даже нечего было и думать. Там оставался зазор в пару вершков. «Ну тебя к черту, Биг!» – заорал турист. «Отпусти меня, раздавишь, ведь не соображаешь, что ли?» Чудовище молчало. Ему было не до обсуждений. Всеми 6 выставленными вперед щупальцами и 2 нижними конечностями оно уперлось в боковину острия. Исполинские мышцы напряглись, вздулись буграми под волдыристой кожей, затвердели. Сухожилия натянулись до предела, казалось, сам костяк трещит от страшного усилия. Волны дрожи покатились по всему телу. «Нет, Биг, это тебе не под силу», — проговорил в мозгу голос отшельника. «Ты все-таки живое существо, Биг, а это машина! Это сталь, это пластик, алюминий и титан!» «Врешь, врешь!» — прохрипело чудовище, не ослабляя усилий. «Отступись! Ищи другого выхода! Сдайся им, наконец! Потом выпутаешься как-нибудь!» «Нет! Ни за какие ковришки! Нет!» От нечеловеческого напряжения на плечах у чудовища полопалась кожа. Потекла зеленая сукровица, заливая бока и заливая тело Хэнка.
«Ты безумец, Биг! Ты с ума сошел!» — кричал Хэнк, теряя остатки выдержки. «Отступись!» Нет. Чудовище подключило к делу еще 2 щупальца, выронив Хэнка прямо в жижу. Кожа лопалась уже не только на плечах, но и на спине, на груди. Казалось, еще немного и не выдержит сама труба. Или трещину даст, или порвется. Из-под концов щупальцев потекла зеленая, даже в полумраке отливающая изумрудным цветом, кровь. «Прекрати немедленно, малыш! Ты угробишь себя!» — кричал отшельник. «Да хватит уже, в конце концов!» «Нет!» Чудовище навалилось на боковину острия всем телом, упираясь в него плечом, затрещали кости. От дикого напряжения отказало одно щупальце, плетью повисло вдоль тела. Судорогой свело спину. «Хватит! Хватит!» Нет. Нос машины поддался. Он сначала стал чуть заметно сгибаться, все больше и больше отклоняясь от противоположной боковины трубы. А потом совершенно неожиданно с диким и омерзительным скрежетом раздираемого металла отвалился от корпуса трубохода. Его еще соединяли с тем какие-то переборки, жгуты, провода, проволочки, но чудовищу некогда было разбираться во всех этих внутренностях. Резким движением оно оторвало нос от машины. И тут же, отступив на пару шагов, развернуло его вертикально и заклинило проход. Теперь задняя машина не могла рассчитывать на быстрое и успешное преодоление остатка трубы, отделявшего ее от чудовища и Хэнка. «Нет, все-таки ты сумасшедший, Биг. Ты самый настоящий безумец!» — облегченно проговорил отшельник. Хэнк встал, обтер жижу с лица. Он явно не знал, что делать дальше. «Ну что, помогай!» Чудовище уперлось плечом в развороченный корпус трубохода, нажало, и машина подалась. Медленно-медленно пошла назад. Обрывки проводов, всякие детали и прочая требуха вывалилась из развороченного нутра трубохода и мешало идти. Но чудовище давило и давило, толкая машину назад. Хэнк плелся рядом. Он не помогал. Да и какая от него может быть помощь? «Там внутри люди», — предупредил он. И замолчал. «Они внутри, а мы снаружи», — отозвалось чудовище. Метров через 400 толкать искореженную машину стало почему-то легче. «Наверное, жижа поубавилась», — подумало чудовище. Здесь и на самом деле было немножко по суше. Когда до развязки труб оставалось 3 минуты ходу, сзади послышалось гудение. Второй трубоход, уцелевший, порвал таки преграду, а может быть просто смял ее, но теперь догонял беглецов. Хэнк заволновался. «Знаешь, самое обидное — погибать от своих», — ворчал он и принялся помогать чудовищу. «Не успеют», — заверило его то. И вправду, через несколько секунд толкаемая ими машина въехала в огромную трубу, служившую переходником для нескольких магистральных трубопроводов, и загремела вниз с лязгом и скрипом. Чудовище еле удержалось на конечностях, чтобы не полететь следом. Но оно сумело не только сохранить равновесие, но еще и подхватило Хэнка. Тут же уцепилась 3 щупальцами за железную скобу, подтянулась, потом опять и опять. В несколько движений они оказались на 3-м ярусе. Где-то внизу в темноте заскрипели тормоза второго трубохода. Потом последовало шипение. Трубоход раздувался, чтобы проползти в большую емкость. Беглецам он больше был не страшен. С десяток пуль скользнул по внутренней обшивке трубы и посыпалась сверху ржавчина. Немножко закапало. Видно, пули продырявили что-то. Капли, переросшие в струйки, а струйки в струи. Потом хлынула вода, проржавевшая, темная. «Не завидую я тем, кто сейчас внизу», — сказала чудовище. Хэнк зябко передернулся. Вода заливалась внутрь его одеяния. А может, его передернуло и по иной причине. «Я нам не завидую, Биг», — проговорил он. «Ни одна живая тварь на планете сейчас нам не позавидует». Гурыня быстро овладел нехитрым управлением. Во всяком случае, он знал, что надо нажать, чтобы стронуться с места, остановиться, повернуться налево или направо, включить прожектора. И он был очень доволен собой. «Во, падла! Знай нашинских!» Еще быстрее он научился палить из крупнокалиберного пулемета, что торчал из башенки. Не такое уж сложное это было дело. Гурыня высадил в пустоту не одну очередь, прежде чем успокоился и заявил: «Ну, кто еще тут возникать будет?» Возникать, перечить или как-то еще выражать свое недовольство или даже недоверие никто, естественно, не посмел.
Шантропа сидела тихо, глядя на Гурыню, как на бога. «То-то!» – удовлетворился Гурыня. Он никого не хотел подпускать к управлению, не желая делиться опытом, но все-таки показал Скорпиону Баги, как стрелять из пулемета. Тот с третьего раза понял и принялся без передыху жать на гашетку. Гурыня дал ему подзатыльник. «Я тебя, падла, обучу экономии», — сказал он коротко и понятно. Свет фар прожекторов выхватывал пространство метров на 200, а может и на 250. Беда была в том, что все это пространство состояло из одной, огромной в поперечнике и, видимо, бесконечной в длину полости, что заключалось внутри трубы. И как они умудрились провалиться сюда? Гурыня ничего не понимал. Он поглядывал наверх, но и там не было следов даже дыры, не говоря уже о провале. Нет, видимо, они не просто провалились, а соскользнули, съехали по какому-то спуску, а потом уже грохнулись вниз. Иного объяснения Гурыня происшедшему не находил. Но он и не очень-то искал объяснений. Он внутри ликовал и был весьма доволен собой. Еще бы, ведь машину-то они все-таки захватили, а на синяки и шишки да наплевать. «Ну и че, падла, вперед! Вперед!» — визжал плешак Громбыла, очарованный вожаком. «Разобраться бы, понимаешь?» — внес смуту Бага, почесывая нос и ожидая очередного тумака. «Ведь непонятное дело!» «Вперед!» — неуверенно провозгласил лопоухий дюк. Гурыня нажал чего надо, потянул на себя палку с набалдашником, врубил фары на полную мощь, и они рванулись вперед. Чтобы не оглохнуть от жуткого грохота, сотрясающего полую трубу, они задраили наглухо люки. Стало вполне терпимо. Машину трясло, подкидывало, один раз ее чуть не перевернуло на повороте. Но Гурыня был не лыком шит. В последний миг он успел вывернуть броневик из опасного виража и удержал его. «Вперед, падла!» — в восторге орал он. Его азарт и безбашенность заразили остальных. Они орали, визжали, хлопали друг друга по плечам и спинам. Но при всем при этом Скорпион Бага был настороже. Он не отрывался от окуляров, придерживал средней лапой гашетку, чтобы в случае чего... «Кто это?» — спросил Громбыла удивленно, когда они промчались мимо 3 смутных теней, вжавшихся в боковину трубы. Ни Дюк, ни Бага теней не заметили. «Да хрен их знает!» — отозвался Гурыня. Он произнес это очень уверенно, даже слишком. Ему самому показалось, что одна из теней была удивительно похожа на трехногого инвалида Хренаредьева. Но мало ли что могло показаться. Гурыня не собирался останавливаться. «Это тебе мерещится, плешак!» — заявил он тверже. «Ты часом вообще не трехнутый?» «Да ладно, чего там? Показалось, значится!» — перепугался Громбыла и решил больше не затрагивать эту тему. «Все путем!» — сказал Гурыня. «Мы им всем, падла, покажем! Попадись они нам только, верно?» «Верно-то оно верно!» — снова засомневался Бага. «Да вот куда, понимаешь, нас эта кишка выведет? Тут бы надо обмозговать!» «Молчать!» — прошипел Гурыня. «Это что? Бунт?» Все перепугались и замолкли. Знали, с Гурыней лучше не связываться. В конце концов, есть же у него какой-то план. Никаких планов у Гурыни не было, но он был переполнен решимостью. «Мы их всех, падла!» Гнали на предельной скорости. Труба казалась бесконечной. Лопоухого Дюка растрясло и укачало. Пришлось ему лезть в дальний конец машины. Там его долго и мучительно рвало. Но никто не обращал на Дюка никакого внимания. Скорпион Бага уже 3 ударялся башкой о верхнюю переборку, 3 шишки украшали его голый череп. Гурыня пребывал в упоении, но через 1,5 часа пути он начал скисать. Сделали остановку, маленький привал. Лопоухого Дюка рвало и на привале. Ничего он с собой поделать не мог. Гурыня даже дал ему пинка и прогнал подальше от компании, чтобы воздуха не поганил. Труба в месте привала была точно такой же, как и там, где они провалились. Никаких ориентиров, никаких примет, ни хрена. «Их пожрать бы сейчас, понимаешь», — сказал Бага Скорпион.
И тут же на его голой башке начала вырастать четвертая шишка. Гурыня треснул Багу железякой, с которой уже не расставался. «Уже помечтать нельзя, что ли?» – заныл Скорпион. Гурыня вспомнил про крысиную ножку, лежавшую в кармане комбинезона. Вытащил ее и по-братски дал полизать, пососать каждому, начиная с восторженного и хилого плешака Грамбылы. Бага умудрился слизнуть все мясо с кости. Но Гурыня не стал его ругать. Взял косточку и в 2 секунды схрумкал ее, перетерев своими кривыми, но крепкими зубами. Настроение немного поднялось. «Ну шо, рванули, что ли?» И они рванули. Да так рванули, что труба еще долго выла, гудела и взад, и назад, и на несколько километров. Гурыня выжимал из машины все, на что она была способна. «Да-с они оттуда приехали», — глубокомысленно заявил Пак. «Значит, там что-то есть. А раз так, то и нам надо». «Чего это нам надо, ядрёнка-черыга?» — заинтересовался Хренаредьев. «Ты чё, хитрец, мозги нам закручиваешь?» «Значит, надо туда и переть», — закончил Пак. «Ну и попёрли», — занервничал Буба. «Чё встали, придурки? Попёрли, кому говорю?» «Ладно, ядрёна громыхало», — согласился Хренаредьев. «Я как коллектив, стало быть. Попёрли, ядрён!» Они пошли все убыстряя и убыстряя шаг. До тех пор, пока трехногий инвалид не взмолился. «Потише, потише бы, дорогие сотоварищи! Мочи моей нету!» «Чудовище тебе, сотоварищ!» — отозвался Буба. «И детеныши Эды Огрызкиной! Упокой ее, черт, душу с дьяволом!» Пак ответил дипломатичнее. «Надо поднажать, Хренадедьев! Ты уж поднапрягись!» И куда было деваться Хренаредьеву? Он поднапрягся. Да так, что обкостылялся товарищей, вырвался вперед, вновь почувствовав себя незаменимой частью общества, пускай и небольшого, но все-таки общества. По дороге Хренаредьев изловчился поймать 3 крысосусликов, неведомо как забравшихся в трубу, а может и живших там постоянно, и сожрал всех 3 вместе с потрохами и костями. С сотоварищами делиться не стал. Буба бешеным глазом сверкал на Хренаредьева, но молчал. У Пака аппетит вообще куда-то пропал. Он шел словно сомнамбула, вперев глазище в темноту, покачиваясь и размахивая клешнями. Впрочем, к темноте они уже немного попривыкли. Глаза приноровились, и пусть не очень хорошо, но различали многое. Друг друга они больше не теряли. «Их, ядрёна громыхала, хорошо на свете жить, нам чего-то не хватало, и мы отправились кружить!» Насытившийся Хренаредьев бодро орал песенку, которую сам же и сочинил по ходу дела. Песня звучала боевым маршем, звала вдали неведомое, толкала на подвиги. Буба, чокнутый с Паком, поневоле начали подвывать. Так веселее шагалось. «Мы отважные труболазы, эх, ядрёна кочерга, мы разведаем все лазы и доберемся до врага!» Буба, чокнутый, тоже сочинил куплетик и выдал его громовым голосищем, безбожно перевирая мотив. «Сокрушим все преграды, все запоры разнесем, эх, Хренаредьеву на радость, бочку хрену крадем!» Трехногий инвалид не выдержал подобного оскорбления и набросился на Бубу с кулаками. Они оба упали и покатились одним сплетенным комком, туся друг друга, ликая, шипя, кусаясь и матерясь самыми скверными словами. Пак нагнал этот клубок и, не разбирая, кто есть кто, 5 раз ткнул железякой. Дерущиеся поуспокоились, приподнялись. Чтобы сохранить маршевый задор, пришлось затянуть и Паку-хитрецу. «Эх бы, подойдем победным строгим, эх всю единёную трубу, с Хренадедьевым героем и дадедым Бубу!» «Вот это вот по-нашему, ядритя!» — обрадовался инвалид. «Вот это вот истинная правда! Тут вот мы согласные!» Буба, чокнутый, долго молчал, косил налитым глазом. Потом спросил. «А Буба, это что такое? Я не понял».
Пак решил, что лучше не растолковывать ему. Ну, получилось у него так, для рифмы, для звучания. Буба! А скажешь этому придурку, опять потасовка начнется. Это одна вещь такая, сказал он. Знаю только очень хорошая. А какая именно, не знаю. Буба повеселел, перестал психовать. Это точно, сказал он. Откуда тебе знать? Вы же все тут обалдуи и неучи. Недоумки вы все тут. Спорить с этим не стали. Затянули на 3 голоса свой новый марш. Так веселее шлось. Поток становился с каждой минутой все сильнее. Чудовище начинало не на шутку волноваться. Еще немного, и их смоет вниз. А это означало верную гибель. «Давай живей!» – бросило оно Хэнку и подтолкнуло его, чтобы тот лез наверх. Пробиваясь сквозь струи воды, мокрые, ослепшие, они продвигались метр за метром на верхние ярусы. Чудовищу приходилось поддерживать Хэнка. Силы того были уже на исходе. Они миновали еще ярус, но струи все били и били, сшибая с ног, грозя опрокинуть и унести за собой. «Погляди-ка!» – выкрикнул Хэнк. «Здесь что-то есть!» Чудовище всмотрелось в стену, испещренную тысячами металлических заклепок. «Да нет, 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 не здесь! Левее!» Теперь оно увидело очертания дверцы люка. Ни ручки, ни ее следов на поверхности дверцы не было. Чудовище толкнуло щупальцем. Дверца не поддалась. Тогда оно навалилось плечом, резко, раз, потом другой. Все было тщетно. «Постой, не надо!» — отвлек его Хэнк, держащийся обеими руками за металлический поручень. «Здесь какая-то штуковина, вполне возможно рычажок». Он отпустил одну руку, и его тут же подхватил поток воды. В последний миг чудовище извернулось и успело удержать Хэнка за лодыжку. Это было спасением. Но Хэнк не стал благодарить, он снова протянул руку, нажал на что-то, и произошло чудо. Дверца сдвинулась немного назад, потом съехала в сторону, открывая проход. Чудовище впихнуло Хэнка внутрь. Потом, с большим трудом, обдирая без того поврежденную кожу, протиснулось само. Они стояли в сухом и теплом месте и смотрели, как вода неслась вниз, уже не потоками, а единой гудящей стеной, водопадом. Им удалось спастись в самый последний момент, и это было поистине чудом. Они стояли и не могли отдышаться, лишь отдельные брызги залетали в их убежище. Первым обернулся Хэнк. «Здесь еще одна дверь», — сказал он. На этот раз из дверцы торчала рукоять, круглая, шариком. Хэнк потянул на себя, и дверца распахнулась. Они прошли из тамбура в большое и страшно запыленное помещение, уставленное стеллажами. Стеллажи были от пола и до уходящего в высоту 5-6 метров потолка. «Это склад», — проговорил Хэнк медленно, но четко. Чудовище и само видело. Все полки, и вертикальные, и горизонтальные, были заставлены, заложены, увешаны оружием. И чего здесь только не было. Рядами лежали ручные гранаты всевозможных типов, от маленьких и кругленьких до больших бутылкообразных. На стеллажах стояли винтовки, автоматические и простые, автоматы с деревянными и пластиковыми прикладами, такие, как выпускали, наверное, лет 200 назад. В узеньких ячеечках были расположены пистолеты разных типов. Тут же хранились боеприпасы и прочее, прочее, прочее. Чудовище не знало подавляющего большинства предметов и даже их названий, но оно понимало, что это такое и для чего это нужно. «Вот, Хэнк, а ты говорил, выродки, тошнит. Разве выродки создали бы все это, да в таких количествах? Разве они сохранили бы это смертоносное оружие? Нет, Хэнк, тут надо разбираться, кто из нас выродки. Тут надо еще понять, от кого может тошнить». Турист молчал. Они обошли стеллажи и наткнулись на еще одну железную лестницу, спиральную, уходящую вверх в круглый проем потолка. «Полезли!» — сказал чудовище. «Погоди, ты что, спятил?» — удивился Хэнк. «Уходить отсюда с пустыми руками может только сумасшедший». «Значит, считай меня сумасшедшим». «Не, ты как хочешь, а я так не уйду». Хэнк скрылся на пару минут и появился вновь, уже увешанный с головы до ног.
Через оба плеча у него висело по автомату. За спиной торчал стволом вверх ручной пулемет конца позапрошлого века. Грудь перепоясывали пулеметные ленты. На поясе висели связки гранат. Карманы были забиты до отказа непонятно чем. В довершение ко всему Хэнк волочил за собой какой-то мешок. Тоже отнюдь не пустой. «Да брось!» – пробурчало чудовище. «Ну уж нет!» Хэнк протянул ему один из автоматов. Чудовище приняло его щупальцем. И тут же забросило далеко-далеко за крайние стеллажи. «Ну и черт с тобой! А вот я возьму!» Хэнк бросил таки неподъемный мешок, с трудом и отдышкой поднялся вслед за чудовищем по винтовой лестнице. Они выбрались на абсолютно ровную и голую площадку. «Ну и что?» – спросил Хэнк, тяжело отдуваясь. «Ничего. Поглядим, что здесь». Что-то вдруг произошло. Порвалась какая-то связующая между ними нить. Они перестали понимать друг друга. «Пчел! Ну, не хорошо!» выговорил вдруг Хэнк совсем другим голосом. В голове у чудовища прозвучали слова отшельника. Совсем тихо прозвучали. «Все, малыш, больше не могу. Силы кончаются. Ты погоди немного. Мне бы хлебнуть надо». Голос отшельника пропал. И чудовище увидело вдруг, что глаза Хэнка стали совсем другими. Жесткими, алыми и одновременно напуганными. «А-а-а!» – заорал Хэнк. И, выставив вперед автомат, принялся стрелять в чудовище. Прямо в голову, целя по глазам. Пули застревали в толстой коже. Но чудовищу было очень неприятно. Оно сделало шаг к Хэнку. «Ты что делаешь?» Хэнк отпрянул назад. Потом в несколько прыжков достиг стены, уперся в нее спиной, сдернул ручной пулемет. Теперь он палил из двух стволов, не переставая, выпуская очередь за очередью. Чудовище приближалось. Хэнк, видя бессмысленность пальбы, бросил автомат и пулемет на пол, сорвал с пояса большую бутылкообразную гранату, дернул за что-то и швырнул ее в чудовище. То неуловимым движением щупальца перехватил летящий предмет и отбросил его в дальний конец. Граната рванула. Волною сбила с ног Хэнка. Чудовище устояло, но и его сдвинуло на несколько шагов. «А-а-а!» – вновь заорал Хэнк и вскочил. Одну за другой он бросил еще две гранаты, но их чудовище перенаправил куда подальше. Весь огромный зал наполнился едким, вонючим дымом. Дико вопя и безумно вращая глазами, Хэнк бросился на чудовище уже с огромным тесаком. Но лишь успел взмахнуть. Тесак тут же вылетел у него из руки, чудовище легонько ударило Хэнка кончиком щупальца по щеке, и тот полетел на землю. «Ну, ребятки, вас надолго оставлять одних нельзя», – прозвучал вдруг в голове у чудовища голос отшельника. «Вы чего тут, с ума подсходили? Ну ладно, Биг, я малость подзаправился. Теперь уж я вас не оставлю, не робей». «Да я и не робею», – вслух ответило чудовище. Хэнк медленно поднимался. Сначала он встал на колени, потом уперся руками в пол, наконец выпрямился. С силой нажал на лицо. «Ничего не понимаю», – произнес он в недоумении. «Что тут случилось, Биг? Я что, в обмороке был? Ты что молчишь?» Чудовище повернулось к нему спиной и проворчало. «Ладно, потом узнаешь. А сейчас пойдем. Собирай тут все это свое барахло, если оно тебе нужно. И пойдем». Турист поднял с земли ручной пулемет, повесил его на плечо. Рассыпавшихся боеприпасов собирать не стал. Ощупал карманы, хватит и того, что осталось. И он поплелся за чудовищем, покачивая головой и пытаясь все же понять, что тут произошло несколько минут назад. На ходу чудовище вытащило из заплечного мешка план отшельника, вгляделось в путанные пересекающиеся линии и сказала: «Похоже, мы с тобой, Хэнк, совсем заблудились». Отшельник помалкивал. Они поднялись на следующий этаж. Там все было не похоже на предыдущее. Там не было ни ровных полов, ни потолков, ни стен, ни даже углов. Еще когда только чудовище высунуло голову из дыры, оно сразу увидело какую-то мягкую, мшистую поверхность. Оно ощутило ее всеми своими щупальцами. И все вокруг было каким-то сглаженным, чем-то поросшим. Все терялось в нереальном мягком свете. С потолка, если он вообще был, спускались длиннющие зеленовато-синие водоросли,
а может и не водорослей, а что-то такое мягкое, живое, ну или полуживое, вьющееся. Казалось, что эти водоросли шевелились, что они реагировали как-то на появление, но, возможно, это только казалось. Приглядевшись, чудовище заметило, что водоросли свисают не просто так, не в беспорядке. Они образовывают непривычную для глаза, но вполне правильную паутину. Не паучью, та бы выглядела слишком простой, до скуки примитивной рядом с этой, а какую-то невообразимую, какую и сплести-то, казалось бы, нет ни у кого ни сил, ни возможностей. Стены также были покрыты непонятными отростками, а может быть и стеблями, ветвями, переплетениями. «Что это за чертовщина?» – недовольно пробурчал Хэнк. Он стоял, полупригнувшись на согнутых ногах, выставив перед собой пулемет. Ему явно здесь не нравилось. «Эй-эй-эй!» – выкрикнуло чудовище. «Тут кто-нибудь есть?» Его голос растворился, будто его и не было, потонув в живой мякоти помещения. «Тра-та-та-та-та!» – прогрохотала короткая очередь. Чудовище быстрым движением вышло пулемет из рук Хэнка. Тот бросился было подбирать свое оружие, но сверху раздался отчаянный и невероятно писклявый голосок. «Не убивайте! Ради всего святого, не убивайте! Пощадите наш!» И Хэнк, и чудовище задрали головы, но ничего не увидели. Разве увидишь что-нибудь в путанице сотен тысяч переплетенных водорослеобразных нитей? «Не убивайте наш!» прозвучало уже совсем близко. «Да ладно, не убьем!» снисходительно проговорил Хэнк, поднимая все-таки пулемет. «Кто там?» Какое-то маленькое желтое существо, мельтеша множеством ножек, молнией спустилось вниз и замерло на уровне лиц пришельцев. Разделяло их всего несколько метров. «Я никогда не видел ничего более ужасного!» дрожащим голоском произнесло существо. «Да это же ужас какой-то!» Чудовище тяжело вздохнуло. «Можно было бы вообще-то обойтись и без комплиментов», сказала оно сухо и раздраженно. «Нет, нет, я вовсе не вас имел в виду. Вы мне кажетесь очень милым и приятным. А вот это, то, что стоит рядом с вами, это же кошмар какой-то. Зачем вы привели сюда это страшилище? Зачем вам это чудовище?» Хэнк обернулся, огляделся. Никого, кроме самого себя, рядом с чудовищем не было. Его задело за живое. «Слушай-ка ты, паук восьминогий, ты не мог бы обойтись без посредников и обращаться прямо ко мне? Или у тебя с перепугу мозги отнялись?» Существо вскарабкалось чуть повыше, затряслось еще сильнее. «О боже!» — воскликнуло оно. «Это страшилище и разговаривать умеет! Неужто в таком жутком обличии может находиться что-то разумное? Да это же просто невыносимо!» Чудовище получше рассмотрело хозяина заросшей комнаты. Это существо и на самом деле имело 8 длинных тонких ножек, выходящих из желтенького кругленького тельца. Было оно не больше покойного кота-собачонка Пипки, но в отличие от того принадлежало явно к породе Homo mutanticus. Тельце увенчалось вполне благопристойной бородатой головкой с двумя умными серыми глазками, широко расплющенным носом и маленькими ушками, сведенными к маковке. Это был безобидный на вид восьминогий гномик. Но на туриста он произвел иное впечатление. «Пристрелить его, что ли?» – поинтересовался Хэнк. Чудовище пожало плечами. Гномик сказал: «Не надо! Лучше вы отвернитесь. Я не могу на вас смотреть. Меня от вас тошнит». Чудовище затряслось в приступах тяжелого саркастического смеха. Со стороны могло показаться, что оно бьется в предсмертных судорогах и вот-вот переселится в мир иной. Хэнк отвернулся. И в знак того, что презирает этого гномика, со всеми его нелепыми, а может быть даже и расистскими взглядами, сел на мягкий пол и принялся насвистывать веселый мотивчик. «Ладно, пущай сидит», — согласился гномик. «Только вы не уходите, не оставляйте меня одного с ним, ладно?»
Ладно, ответило чудовище. Оно немного помялось, а потом спросило в лоб. Мы вообще-то заблудились и не знаем, как выбраться. Вы не подскажете нам, как? Гномик спустился ниже, поудобнее устроился в паутине, начал немного покачиваться в ней, будто сидел, развалившись в кресле качалки. «Я думал, вы меня пришли убивать», — сказал он печально. «Тут уже многие приходили, и все думали, что я хранитель склада. Все требовали чего-то такого, чего не знаю, чего там вообще нет. Но у меня вообще ничего нету. Какой я хранитель? Мы с женой, с детишками давно тут живем, родились тут. И еще наши прадед с прапрапрабабкой переселились в бункера с поверхности. Им не хватило тогда места у крантиков. Не хватило ни работы у труб, ни пойла, ни баланды. Но может быть даже это и к лучшему. Говорят, там на поверхности страшные дела творятся. Да? Говорят, там одни сплошные выродки остались, что они пожирают друг друга, что они полностью утратили и знания, и навыки, и культуру. Это так? Похоже, что именно так, согласилось чудовище. Вот-вот, то-то я и гляжу, если там вот такие, ну, вроде этого чудовища, что вы привлекли сюда, прощай, цивилизация. Нет, куда мы только катимся? Это же ужас какой-то, кошмар. Извините, пожалуйста, а у вас нет ничего перекусить? Спросило чудовище. Гномик быстро сбегал наверх, сбросил оттуда что-то сухое и гремучее. Чудовище подняло сброшенное. Это была связка сушеных крысосусликов. Высушены они были с умением, так что от них почти не несло крысятиной. Чудовище оторвало от связки одного, самого длинного, и бросило его туристу. Хэнк брезгливо поморщился, отпихнул крысосуслика ногой. «У каждого свой вкус», — философски заметило чудовище, и проглотило в один присест всю связку. «Спасибо большое». «Да не за что», — ответил спустившийся гномик. Теперь он был красного цвета. «И, брат, да ты хамелеон», — удивилось чудовище. «С тобой надо ухо держать востро. Да и вообще, тут со всеми надо ухо держать востро». «Не будь таким подозрительным, малыш», — шепнул в мозгу отшельник. «Чего тебя из стороны в сторону швыряет?» Гномик принес за собой еще кое-что повкуснее. Спрессованный брикет грибов-лишайников. Чудовище показало Хэнку брикет издалека, тот покачал головой. «Ну и ладно», — подумало чудовище, — «ходи голодным». И с удовольствием проглотило брикет. «Нам бы дорогу уточнить», — попросило оно очень вежливо. «Да ты что?» — разнервничался турист. «С этими надо разговаривать с помощью вот этого!» Он потряс в поднятой руке пулеметом. «Тогда живо все растолкуют, живо все поймут, и накормят, и напоят». «Заткнись, Хэнк», — проворчало чудовище. «Ладно, вы поспорьте пока, а я сбегаю наверх, к жене», — сказал гномик и исчез. «Пойдем», — сказал Хэнк. «Нам нечего делать в этом крысятнике». «А мне здесь нравится», — не согласилось с ним чудовище. «Ты забыл, что за тобой охотятся?» — поинтересовался Хэнк ехидным голоском. Чудовище засопело. «Да помню я все. Только тут они нас никогда не отыщут. Ну скажи, сколько можно еще бродить без отдыха?» «А ведь он правильно говорит», — подтвердил спустившийся гномик-паучок. «И без твоих советов обойдемся, чучело», — нагрубил ему Хэнк. «Я на вас и не обижаюсь», — с достоинством ответил гномик. «Вы перерожденец, вы чудовище. На вас нельзя обижаться». «И на тебя тем более». «Да перестаньте вы», — утихомирило их чудовище. На какое-то время стало тихо. Совсем тихо. «Нет, Хэнк, что ты не говори, а часок-другой передохнуть надо. Мы вам не помешаем своим присутствием?» — поинтересовалось чудовище у паучка. Тот забрался повыше. «Да нет, нет, что вы, пожалуйста! Но мне бы не хотелось, чтобы это мерзкое идолище...»
чтобы это двуногое и двурогое отвратительно пакостное существо задерживалось здесь надолго. Пожалуйста, вы оставайтесь хоть навсегда, но его мы терпеть больше 2 часов не будем, я вас предупредил. Хэнк погрозил гномику пальцем, но пререкаться с ним не стал. «Вот и лады», — проговорило чудовище. «Тогда мы приляжем. Спасибо вам». «Пожалуйста, пожалуйста, проходите вон в тот уголок, там вам будет помягче». Гномик широко и благостно улыбнулся. Чудовище и Хэнк прошли в указанное место, опустились на мягкий душистый пол. Дрема уже завладевала ими. И это не странно. После стольких-то передряг, волнений, после стольких нагрузок, и физических, и нервных. «Спите спокойно, тут вы в полной безопасности», — сказал гномик и поднялся к... Гурыня заснул за рулем. Проснулся он от резкого удара. Головой он треснулся прямо о пульт управления. Но машина не остановилась. Она неслась стрелой по этой бесконечной трубе. Только потряхивала, да покачивала. «Ты чего?» — поинтересовался Бага-Скорпион. «Я тебе сейчас дам, падла!» — разозлился Гурыня. «Чего? Ты на кого тут тянешь, поскребыш?» Скорпион затрясся. Я только спросил, понимаешь? А ты окрысился, понимаешь? Я тебя спрошу, падла, по башке твоей лысой скорпионьей, ты у меня, падла, научишься старших уважать. Лопоухий Дюк и Плешак Громбыла спали на своих сиденьях. Они вымотались за бесконечный день, к тому же их сильно укачало. «Дрыхнут, суслики!» — осведомился Гурыня, вытягивая шею. «Дрыхнут», — доложил Бага. «Ну и пускай. Привала делать не будем. А ты, падла, чтобы в оба глядел. Ежели пропустишь врага, я тебя собственными обрубками придушу». Для наглядности Пак потряс своими обрубками. Блеснули черные, вселяющие страх в непривычные души костяшки. «Нам с тобой зевать некогда, а то, падла, все прозеваем». «Есть!» — ответил Бага. Гурыня успокоился. Он уже забыл про досадное недоразумение, обрел душевное равновесие. «Тут ведь главное чего?» — спросил он Багу. «Где?» — поинтересовался Бага туповато. «Да нигде, падла! А что? Пэл, отвечай, тут главное чего?» «Не зевать!» — браво ответил Бага. «Дурак, это и так ясно!» Гурыня начинал снова злиться. «Тут главное скорость! Понял, падла? Штурм, натиск! Вот так вот! Усек?» «Так точно!» — заверил Бага. «Во, умнеешь прямо на глазах! Рад стараться!» Гурыня повернул к Баге маленькую змеиную головку. «А ты мне нравишься, малыш!» — сказал он как-то по-отечески. «Я вот думаю, ты верно понимаешь службу». «Так точно, стараемся!» — отчеканил Бага. Гурыня засопел. Чуть ли не впервые в жизни на его щеку стала наворачиваться слезинка. Но так и не навернулась. «Какие будут вопросы?» — как бы в поощрение поинтересовался он, дружелюбно и снисходительно. Бага замялся, побаиваясь неосторожным словом снова вызвать неудовольствие начальства. Но потом осмелел. «А сколько нам еще трястись-то тут?» — спросил он, заранее ожидая затрещины и приказов, прикрывая глазенки. «Да ты не волнуйся, малыш!» — ответил Гурыня уверенно. «У меня, падло, все рассчитано. Точно в назначенный час и прибудем к цели. Ты мне, падла, главное, врага не прозевай. А что главное? А за старание я тебя к награде представлю». И немного помолчав, подумав, что представлять-то, собственно говоря, некуда и не к кому, добавил: «И сам награжу, если что». «Премного благодарен!» Практически заорал на всю машину Бага-Скорпион. Да так, что даже Дюк с Громбылой с перепугу проснулись. Машину трясло,
бросал из стороны в сторону, но Гурыня Орали, входя все в больший враж. Притоптывали ногами в такт, размахивали руками. И громче всех орал Хренаредьев. Эх, ядрёна громыхала! Ох, хорошо в трубе шагать! Пак с Бубой чокнутым подхватывали лужеными глотками с залихватским прикриком и лихим присвистом. «Ну-кась грянем запевала! Тра-та-та-та-та-та, мать!» Инвалид выводил чисто, высоко, по-соловьиному. Хотя как выглядел соловей, никто не знал. А подхватывал со всеми вместе, басиста и разухабисто. Получалось, откровенно говоря, здорово. Знали бы раньше в поселке про такие таланты, быть бы своему хору. Может, и совсем иначе тогда бы дела пошли. Мы туристов не боимся! Эх, ядрить, переядрить! Ежели разом разозлимся, ни один не устоит! Буба чокнутый старался переорать всех. А то, понимаешь, забыли, что он тут самый главный, что он избранник народный. Хотя все и присутствующие, и отсутствующие хорошо помнили, что избрал-то Буба себя сам. Но он избрал, он и внушил себе идею народного избранничества. Он и уверовался в ней глубоко-глубоко, да так, что и не разубедишь. А стало быть, во всем надо было выходить первым. Мы пройдем огни и воды, сердце бьется как мотор. И все вместе снова ударяли. Мы идем ядрить к народу, кто не с нами, тот и вор. Пак понимал, что чокнутого снова заносит. Но так хорошо шагалось, что он не мешал творческой инициативе певцов. Пускай выкричится в волю, пускай выложит все свои заветные думы и страдания. Тогда, может, и впрямь пробьются они, выйдут и к народу, и на простор, и вообще забрежет наконец-то хоть какое-то, хоть что-то светлое впереди. Сколько же можно в потемках шагать и не знать куда и зачем? Но сам Пак выводил свое внутреннее. Эх, дедоды супостаты, ты писите к изысковам, зи папаньков часа за сплоты, я им фороху водам. И все вместе снова ударяли. Ох, ядрёна громыхала, хорошо в трубе шагать, грянем песню запевала, тра-та-та, ядрёна мать. Таким образом, они отмерили ровно 12 километров. А после этого прошли еще немного, до того самого места, где в трубе зияло огромное дырище, ведущее не в соседнюю трубу, а в сужающуюся земляную нору. В темнотище не было видно толком ничего, ни то, что это за нора, ни куда она ведет. Может быть, здесь вообще было гиблое место. Надо вернуться, ядрен вож, и выбираться по лесенке, предложил Хренаредьев. Ты выбедался, напомнил ему Пак. Да, удивился инвалид. Вот ядреный склероз, куда же я тогда? Куда, взбеленился Буба. Туда, солобесина, и указал в сторону норы. Куда же еще, недоумок хренов? Пак сразу же втиснулся между спорщиками, и вовремя. Инвалид тут же остыл. Вот и лезь первым, сказал он Бубе торжествующе. А я везде первый, заявил чокнутый высокомерно, и полез в нору. Пак с Хренаредьевым обождали минуты 3, вроде бы все было спокойно и тихо. Тогда же они приблизились к входу в нору. Хренаредьев тихо позвал. Буба! Ядрить тебя, избранник! Ты где есть вообще? Проходите, сотоварищи, отозвался Бубу казенно. Не задерживайтесь. Пак пошел в нору, Хренаредьев за ним. После железного пола было приятно пройтись по сыроватой и мягкой землице, перемешанной с глиной.
Ноги отдыхали, да и позвоночник каждый шаг не отдавал. Избранника догнали, когда он застыл над черным матово-поблескивающим зеркалом. Буба присел на корточки, сунул палец в зеркало. «Вода», — сказал он многозначительно. «Точно», — согласился Пак. «Это подземный дучей, а может быть даже и целая дика». «В реку я не полезу», — заявил Хренарезев. «У меня комплекция неадекватная». «Какая?» У Бубы шары на лоб полезли. «Неадекватная!» повторил инвалид с ученым видом. «Не понял», задумчиво протянул Буба. «А те дураку и не понять, ядрить тебя через ручей». Пак пресек разногласия. «Дуй иди лезь, даст ты такой», заявил он Хренарезеву. «Без тебя обойдемся». Он зашел в воду по колено. «Тепленькая». Буба понимал все по-своему. Он отошел шагов на 20, разбежался и, что было мочи, прыгнул в воду, вниз головой. Так и застрял, размахивая длинными костлявыми ногами. Дно ручья было вязким и илистым. Оно всосало в себя и руки чокнутого, и его башку. Паку пришлось возвращаться. Вдвоем с Хренарезевым они выдернули Бубу, поставили его, как положено, головой вверх. В первом деле еле отдышавшийся Буба сказал: «Придурки, все вы испортили». Хренарезев, зашедший в воду по пояс, решил, что ничего страшного не произойдет, если он поплывет немного. «Ну что поддерживали меня, ядрёно?» — попросил он плаксиво. «А то вот утопну, а с вас потом спросят». «А утопнешь?» — иронически заметил Буба. «Народ хоть хрену с редькой в волю нажрется». Инвалид не стал на этот раз задираться, лишь посмотрел на чокнутого так, как тот того и заслуживал. С грехом пополам подземную речку удалось преодолеть. Вылезли на другой берег, мокрые, взъерошенные, обессиленные. Хренарезев рухнул на землю. «Все, больше ни шагу не сделаю, ядрен переправа». Пак стянул с себя комбинезон, выжал его чуть ли не до дыр и натянул снова. Буба сидел, растопырив руки, уперев их в землю, сидел с высунутым языком и всем своим видом оправдывал данное ему прозвище. Надо было как-то приободрить спутников, и Пак затянул. «Эх, гедона, пиди подава, мы гедои хоть куда, хоть налево, хоть направо, нам мы модели вода». Хренарезев с Бубой переглянулись. Пак присвистнул и грянуло: «Хоть налево, хоть направо, нам и горе не беда». В земляной норе не так отдавало эхом, как в трубе, но песня прозвучала и здесь лихо, молодецки. Настроение и силы были восстановлены. Первым щель заметил Хренарезев. Он просунул в нее голову и сказал: «Там чего-то есть». «А ну пусти!» — важно произнес Буба. Напер на инвалида всем своим тыквообразным животом и пропихнул того в щель. Потом и сам полез. Щель оказалась лазом в пещеру средних размеров. Посреди пещеры, прямо из земли, торчали две плотно подогнанные створки. Точно такие же, как и у Эды Огрызкиной в подполе. «Испробуем», — сказал Буба и встал на деревянные створки. «Ого! Гляди-ка, закрыты они, что ли?» Он попрыгнул на створках, но они его выдержали. «Тут с умом надо бы», — заявил Хренарезев. «А у тебя, Буба, в сегодняшних потасовках, ядрёна кочерыга, все мозги повышибали. Ну-ка, еще подпрыгни». Буба подпрыгнул. Створки не поддавались. «Не, тут техника», — важно провозгласил инвалид и дернул какую-то штуковину, торчащую возле створок. В тот же миг Буба пропал из виду. Створка захлопнулась. «Вот ведь умеют же делать черти, вот мастерюги!» — восхитился Хренарезев. Пак смотрел на него свирепо и непреклонно. «Ты чего это, хитрец? Куда дел Бубу?»
Да он и сам куда-то делся. Хренаредев развел руками. Сам? А спалоп ты! Пак сильно разозлился. Инвалид поступил очень просто. Он встал на створки и сказал: «Да ща разыщем избранничка!» Ну и дернул за штуковину. И пропал сам. Паку не оставалось ничего иного, как повторить дерзкий эксперимент любителей технических хитростей. Буба шлепнулся в бочонок с пойлом. Он еще на лету определил, что это именно пойло, не вода, жижа, нефть. О мазуте, бензине и прочих продуктах их производства не могло быть и речи. Буба различал их за версту. Но пойло он различал за 5 верст. Из бочонка выплеснулось изрядное количество драгоценной жидкости. И это растревожило Бубу. Он уже собрался было для успокоения нервной системы прильнуть к бочонку и спить живительной влаги, как на него сверху обрушился толстый и нескладный Хренаредев. Буба уткнулся лицом в пойло и начал захлебываться. И он бы захлебнулся, если бы новый удар не завалил и Бубу, и Хренаредева, и бочонок на бок. Это сверзся с небес Пак-хитрец. «Однако!» — возмущенно произнес Хренаредев и ткнул Пака кулаком в хобот. «Можно было бы поаккуратнее, ядрёно!» Они выбрались из лужи. Пак сразу же сообразил, что надо уволакивать, хоть силой уволакивать спутников подальше от бочонка, иначе они в 3 минуты перепьются, и все, тогда всем труба. «Аду!» — завопил он и дал такого пинка под зад Бубе, что тот отлетел на 2 метра. «Ты чё, чокнулся?» — поинтересовался Хренаредев. «А ну живо отсюда!» Пак ответил Хренаредеву своей пудовой клешней плюху. У того сразу отшибло и вкус, и нюх. Бубу Пак гнал пинками до выхода из пещерки. При этом он не щадил стоявшей в ней в полном беспорядке всевозможной посуды, переколотил дюжины 2 бутылок, банок, склянок. Хренаредев выпал сам. Правда, он зацепился своими деревяшками за какой-то непонятный и сложный агрегат, стоявший у входа. Но ярость Пака сделала его проворнее, и он сумел высвободиться. Теперь они все втроем стояли посреди огромнейшей пещеры, какой ни одному из них сроду не доводилось видывать. Неожиданное зрелище заставило их позабыть о выяснении отношений и прочих вещах. Они стояли, разинув рты, и ждали. А зрелище заключалось в том, что посреди гигантской пещеры, на деревянном, грубо сколоченном столе, посреди груды бутылей и прочих банок, сидел, скрестив под собой ноги, карлик с телом 8-летнего ребенка. Но у карлика была такая огромная голова, что непонятно было, как она удерживается на хлипкой и тонкой шее. Карлик через толстенькую металлическую трубочку высасывал содержимое большой 2-ведерной банки, стоявшей на полу у стола. Банка пустела на глазах. Но самое странное заключалось в том, что пока карлик не закончил своего дела, ни один из вошедших так и не сумел пошевелиться. Хотя Буба предпринимал все возможные для этого попытки. Он просто рвался из собственного тела. Хренаредев попытался уползти назад. Пак хотел просто поднять клешню и поприветствовать сидящего. Ни у одного из них ничегошеньки не вышло. Стояли статуями. Стояли и молчали. Наконец карлик оторвался от трубки. «Пожаловали, да?» — сказал он обиженным голосом. «А вас сюда звали, а?» Пак сразу почувствовал себя виноватым и заплакал. Буба с Хренаредевым тоже выдохнули с прихлюпом и зарыдали. Одноглазый карлик сурово смотрел на них и молчал. «Да мы сюда случайно попали!» — начал оправдываться Пак. «Стебиба, вот и зашли!» «И куда это вы шли?» — поинтересовался карлик. «Да куда глаза глядят!» — признался Пак. «Нам теперь
Повсюду хорошо. Лишь бы не в поселке оставаться. А чего это у вас там? Да пожгли все, постреляли бродогих. Пак всхлипнул, утерся согнутой клешней. Папаньку в залу обратили. А он ведь работник был. Хоть куда работник. Это точно, подтвердил Буба серьезным видом. Папаша Пуга был у нас передовиком. Трудяга ядритива, выдохнул Хренаридев. А за что же пожгли? Поинтересовался карлик. Да кто их знает? Начал скрытничать Буба. Но Пак раскрыл карты. Ихних букакофули на повторе. Это все чудовище виновато. А нас гдобят. Вот такие вот дела. Карлик моргнул. Огромный глаз на миг затуманился. Так вы думаете, это месть? А чё еще, ядрён колотушка? Осмелел Хренаридев. Как есть месть. Она самая и есть. Ошибаетесь, дорогие посельчане, произнес карлик грустно. Это не месть. Мстить можно тем, кто осознанно что-то делает, а туристы вас за таковых не почитают. Это как так? Удивился Буба. А вот так. Они давно уже собираются почистить подкуполье. И такую дезинфекцию провести. Да все откладывают. А тут замечательная причина получилась. Дескать, создались условия, угрожающие жизни здоровых членов общества. Вот и почистили. Хренаридев обиделся. Дык что же это? Вопросил он плаксиво. Мы им, изобразя вредных насекомых, что ли? Карлик терпеливо и детально все объяснил. Он старался сглаживать особо острые углы, но до посельчан доходило. Они стояли навытяжку перед головастым мудрецом и ели его глазами. И не то, чтобы он им открывал какие-то неведомые и совершенно неожиданные тайны. Нет. Но у него получалось все так связано, так складно, как никогда не складывалось у них самих в головах. «А чё ж мы тогда работаем?» – вопросил Буба. Карлик нахмурился и покачал головой. «Вас, может, работа только и держит. Без нее все бы вы стали, как эти Эдины выродки». «Это как сказать?» – не согласился Пак. «Ты, бузатер, помалкивай!» – осек его карлик. «Без твоих стараний, может, ничего этого бы и не было!» «Ты зачем к чудовищу приставал, а?» Да оно само!» – огрызнулся Пак. «Не ври!» «Да ладно! Поиграть было охота!» Вот и доигрались. До охоты. До настоящей. Пак, наверное, впервые в жизни почувствовал себя совсем виноватым. «Да вы садитесь, гости дорогие!» Некоторой долей иронии отдавало приглашение карлика. «Вы присаживайтесь, гостюшки!» Все вдруг почувствовали, что напряжение спало, незримые путы, сковывавшие их, ослабли, и они опустились на пол, прямо около стола, на котором сидел головастый мудрец. «Угостить вот только вас нечем. Но не беда, мы с этим нехитрым делом быстро справимся». Буба чокнутый, Хренаридев и Пак Хитрец совершенно неожиданно для себя почувствовали, что их желудки и пищеводы переполнены до отказа, будто они часа два кряду просидели за столом и выхлебали по ведру баланды. Хренаридев даже сыто рыгнул, прикрыл рот ладошкой и сконфузился. «Извиняюсь, стало быть, ядрен пузо». Пак ущипнул себя за оплывший бок. «Чудеса!» – задумчиво проговорил Буба. «Со мной раньше такое бывало только после 2 доз. Ты, случаем не наркот?» Карлик засмеялся, не разжимая маленького рта клювика, и Буба сообразил, что сморозил очередную глупость. «Ты сам-то кто будешь?» – поинтересовался смущенный инвалид. «Тебя как звать-то?» Карлик перестал смеяться и ответил вполне серьезно. «Кто я? Вам знать не обязательно. А насчет имени? Зовите меня просто. Отшельник». «Ладно, ядрен переделка», – благодушно согласился Хренаридев. Он начинал обретать обыденную самоуверенность. «А чё ты отшельничаешь, а? Чё тебе среди
коллектива не живется. Ну, у каждого свое место в этой жизни, ответил отшельник. Ты, наверное, знаешь, какой из них лучше, какой удобнее. Хренаридев почесал загривок и задумался. Да мне это везде хорошо. Я вообще мужик компанейский. А вот ты ответь мне, ядреный интерес. Отчего у тебя такая сила? И ты не трогаешь руками, а будто за ниточки дергаешь. Сам ты ведь вон хилый какой, смотреть страшно. Пак ущипнул Хренаридева за бок. Тот отмахнулся лапой. Отстань, щенок, когда старшие разговаривают. Вы не ссорьтесь, не надо, попросил вдруг совсем мягко отшельник. Зачем вам эти бесконечные ссоры? Давайте я вам лучше покажу кое-что. Давай! Заорал Буба так, как будто всю жизнь ждал этого предложения. Ну, покажи, согласился Пак. Хренаридев кивнул. Дескать, и я не против. Смотрите. Отшельник чуть откинулся назад и указал немощной, тонюсенькой ручонкой на стену пещеры. Стена была огромна, 40 в длину и не меньше 20 в высоту. Стена была не земляной и не глинистой. Она вся сплошняком состояла из причудливо сросшихся друг с другом камней, в основном темных, матовых, но кое-где просвечивающих вкраплениями сланца или еще чего-то, но поблескивающего, полупрозрачного. Однако вместе с этим она была обычная стена пещеры, и не более того. Да это, чего на стенку-то глядеть, ядрёнка-чарыга? Возмутился Хренаридев. А там и нет никакой стены. Еле слышно прошептал отшельник. Вы приглядитесь получше. И произошла странная вещь. В единый миг стены не стало. Нет, она не упала, не рассыпалась, и уж тем более ее не заслонили и не занавесили чем-то. Ее просто не стало. И открылось огромное, пугающе светлое пространство. Хренаридев с визгом и матом, на карачках, с невиданной и неслыханной скоростью метнулся в противоположный угол, забился в него, сотрясаясь всем своим водянистым телом. Пак упал на пол, лицом вниз он царапал каменный пол своими клешнями, словно решил во что бы то ни стало зарыться в него. Да только в камень, а зарыться не получалось. Паку было так страшно, как никогда на свете. Он не испытывал подобного ужаса, когда горел живьем его нелюбимый папенька, когда чудовище гналось за ним, даже тогда, когда его травили опьяненные азартом туристы, выхватывая из темноты прожекторами его беззащитную фигурку и расстреливая ее в упор. Нет, сейчас ему было значительно страшнее. Буба чокнутый сидел, оперевшись на длинные и костлявые руки. По щекам его текли слезы. «Эй, чего вы? Смотрите!» Отшельник вместе со столом, на котором он сидел, отъехал вдруг подальше, как будто в столе был невидимый моторчик, или его тащили незаметной нитью, привязанной к ножке. «Смотрите, я вам теперь не загораживаю». Хренаридев трясся осиновым листком, боялся поднять голову. Пак с усилием оторвался от камня, вначале на вершок, потом чуть больше, открыл один глаз. Первое, что он увидел, что ошеломило его, повергло, было необъяснимое и неестественное, прозрачное, необыкновенное, чистое голубое небо. Пак и представить не мог, что может быть сразу такое количество незадымленного пространства, настолько десятков, сотен, тысяч метров. И это было сказочно красиво, но и одновременно чудовищно пугающе. Лишь потом он разглядел в бездонном и бескрайнем небе ослепительное солнце. Он даже не понял сначала, что это именно солнце. Настолько оно было непривычным и непонятным.
не тусклым, расплывающимся в туманной пелене диском, не полуслепым фонарем, а мощным прожектором, направленным прямо в глаза. И смотреть на него было больно. Эх, ведь это все мое! Простонал Буба не своим голосом, схватился руками за плешиво всклокоченную голову и забился в истерике. Ведь я там жил! Ведь я же этого ничего не видел. Хренаредьев из своего угла тоже понемногу присматривался. Его уже даже не так трясло. И все-таки это было просто жутко. Паку казалось, что он сейчас упадет в эту синь, что он провалится в безоблачную бесконечную пропасть неба, и он, что было мочи, держался за каменный пол, пытаясь нащупать в нем шероховатости и выемки, чтобы зацепиться, чтобы хоть как-нибудь удержаться. Вы смотрите. Отшельник отодвинулся и занялся своим делом. Он присосался к новой банке, тянул понемножечку, смакуя, не отвлекая от диковинного зрелища гостей незваных. «Вот те ядрен-матрен!» — подал из угла голос Хренаредьев. Голосок был какой-то дрожащий и слабенький, но инвалид бодрился. Это прямо как в песне, ядрен. Их загудели, зазвенели провода. Мы такого, ядрит меня, дурака старого, не видали никогда. Больно было смотреть в эту чистоту, в эту ясность, в эту синь, в эту прозрачность. Но Пак расхрабрился и смотрел, да еще как смотрел, вытаращив все свои 4 глаза, не отрываясь, боясь упустить хоть что-то. И боязно было, и мороз по хребту волной продирался, и кишки сводило, но он смотрел. Под фантастическим небом стояли дома. 3-этажные, 2-этажные, 1-этажные. Больших не было, но это были дома. Это были не лачуги и хибары, не бараки, не корпуса. Это были дома. Красивые, будто выписанные талантливым художником или вырезанные мастерским резцом. Дома утопали в чем-то пышном, мягком, зеленом. Паку пришлось пристально вглядываться, прежде чем он понял, что это деревья. Да черт возьми, это деревья и кусты! Но он никогда не видел ни таких деревьев, ни таких кустов. А еще он никогда не видел такой травы. Те жалкие коряги, колючки, голые ветви и стволы, что торчали из грунта в их поселке и на окраине, не шли ни в какое сравнение с этой пышной зеленью, с этим безумством рвущейся к солнцу листвы. «Ты дам бодотит голову бредовыми картинками, будрец ты, Квенов!» — сказал он карлику. «Ты нам делаешь больно! Затем! За что?» «Смотрите, смотрите!» Только и ответил тот. Пак подполз поближе, метров на 7, ну или 8. Он увидел несколько фигурок, длинноногих, стройных. «Туристы?» «Да, Пак, это именно туристы, ты не ошибся. Только теперь не они туристы, а вы сами. Ты хочешь туда?» «Да ни за что!» — завопил Пак.
А я хочу!» Неожиданно промычал Буба. И меня не забудьте, ядреные тропы!» Закричал из угла опамятовший Хренаредьев. Он все боялся, что упустит что-нибудь, или ему не достанется чего-нибудь. «А ты не бойся, Пак. Ты подойди поближе. Тебя никто не тронет. Поверь мне». «Да нет! Да нет!» Пак закрыл глаза своими клешнями. «Да ну его! Я хочу!» Буба вдруг подскочил и побежал. В 2 прыжка он преодолел немалое расстояние. Ткнулся было, но отлетел и упал. Стена, видимо, оставалась на прежнем месте. «Не спеши, чокнутый», — предупредил отшельник. Пак убрал клешню. Его как магнитом тянуло в пугающую пропасть. «А это кто?» — спросил он. «А это дети. Они бегают по лугу и играют», — ответил отшельник. «И играют они не так, как вы. В них нет той жестокости, той нетерпимости. Ты смотри, смотри. Ты все еще ненавидишь этих существ?» Пак видел, что и взрослые, и дети вполне миролюбивы, что они улыбаются, смеются, что они радуются жизни и любят друг друга. Но он знал и о другом. «Да я ненавижу их», — сказал он твердо. «Я их всех ненавижу!» «Не торопись с выводами, Пак. Подойди поближе, ближе к краю». Пак подошел вплотную, протянул клешню и почувствовал, что никакой стены действительно нет. Никогда в жизни чудовище не спало так хорошо. Сон был легок и невыразимо сладостен. Ему снилось, что жива еще мамаша, что не сварился в прорвавшейся из трубы струе отец, большой и сильный мужчина, наверное, и страшный своим обличием для кого-то, но только не для него. Ему снилось, что он лежит в крохотной деревянной люльке, маленький, слабенький, беззащитный, но всеми любимый, что мать его нежно укрывает чем-то, напевает вполголоса старинную колыбельную, каких он потом не слыхивал ни разу. Ему снилось, что оно вовсе не чудовище, что оно ребенок. Он, беззаботный, что-то лопочущий по-своему, младенец, безмятежно улыбающийся и матери, и отцу, и потолку в хижине, и всем заходящим, и вообще всем на этом свете. И так было приятно лежать в мягкой постельке, под одеяльцем, так приятно было покачиваться вместе с люлькой, что и просыпаться не хотелось. Так можно было лежать вечно, лежать и радоваться, забыв про все тяготы, невзгоды, про этот грязный и поганый мир. Зачем вспоминать о нем? Ведь во сне все так прекрасно. И чудовище погружалось все глубже и глубже в заволакивающую истому. Его опутывала паутина дремы, вязкая и сладостная трясина, засасывала, не давала выбраться на поверхность. Да чудовище и не стремилось никуда вырываться или выбираться. Ему и так было неплохо. На остальное было просто наплевать. Когда еще удастся так хорошо поспать, посмотреть такие чудные, завораживающие сновидения? И все-таки в какой-то момент что-то его насторожило. Слишком уж приторным, сиропным показался сон. Не могло быть такого. Ну, никак не могло быть такого. Хотя, ну и что? Нашептывало подсознание. Да ну и что? Мало ли что бывает на свете. Ты спи, спи, радуйся себе. Сейчас ты поплывешь по большой широкой реке.
Поплывешь по ней, не касаясь прохладных струй, и тебя унесет течение, и тебе будет так хорошо, как никогда не бывало. Наплюй на все остальное, спи, смотри эти дивные сны, поддайся этим чудным грезам, не надо просыпаться. Там дрянь, там мерзость, там проклятая повседневная жизнь, в которой все тебя ненавидят, все тебя гонят, там за тобой охотятся, там тебя преследуют. А здесь ты желанный гость. Река вынесет тебя в огромный теплый океан, будет светить солнце, будут плескаться волны, и ты будешь вечно по ним плыть, а там тебя убьют. Ты не убережешься, нет, они настигнут тебя, и смерть будет мучительной, страшной. Нет, тебе не нужно всего этого. Зачем? Ты уже обрел все, что искал. Ты плывешь, смотри, как здесь хорошо. Ничего похожего ты не найдешь нигде в мире. Здесь твое место. Это твой путь, твоя колыбель, твой корабль, твой дом. Ты сам. А будет еще лучше. Ты растворишься в этом океане, растворишься весь, без остатка. Ты сам станешь океаном, бескрайним, бездонным, бессмертным, вечным. Нет! Чудовище уцепилось за краешек ускользавшего сознания. Нет! Мне все равно, мне рано в океан. Я не хочу плескаться, я не хочу плыть, я не желаю быть водой. И вовсе я не собираюсь жить вечно. Мне не нужно бессмертие, я сам прерву свою жизнь, когда расколочу все эти мерзкие стекляшки. Я сам перережу себе глотку. Нет, но не теперь. Теперь растворяться, уходить, становиться водой мне еще рано. Наверх, на поверхность. С невероятным напряжением всех нервных и психических сил, обливаясь потом от этого напряжения, с рвущимся из груди сердцем, оно проснулось, приоткрыло один глаз. Лежалось хорошо, лучше и мягче, чем в люльке. Пол был самой настоящей периной, да и сверху прикрывало что-то мягкое и теплое. Чудовище попробовало пошевелиться, но у него ничего не получилось. Это самое теплое и мягкое одеяло сковывало движение. Пришлось открыть еще 3 глаза с разных сторон, чтобы оглядеться толком. Понимание случившегося пришло не сразу. Чудовище не только увидело, оно и почувствовало, что все его тело опутано мягкими, теплыми водорослями. Или еще чем они были там на самом деле. Вот тебе и одеяльце. Переплетения были сложны и узорчаты. Водоросли сливались тысячекратно и уходили в пол и в стены. Сквозь них почти ничего не было видно дальше полуметра. Но зато с ними все было ясно. Чудовище напрягло верхние щупальца, попробовало притянуть к голове. С большим трудом удалось сдвинуть его на пару сантиметров. Тогда чудовище попыталось резким движением подняться на конечности и выпрямиться. Водоросли спружинили и не дали этого сделать. Положение складывалось не лучшее. Решив, что трепыхаться попусту не следует, чудовище на время успокоилось. В коконе было тепло и приятно лежать. Его вдруг снова потянуло в сон. Сомкнулись веки, стало уплывать сознание. Но на этот раз чудовище быстро пришло в себя. Нет, надо не рваться, не дергаться, словно рыбина, запутавшаяся в сети. Надо бить в одно место. Тогда можно будет выбраться. Тем более, что до конца его навряд ли успели опутать. Ведь оно проснулось раньше намеченного, явно раньше. И оно принялось потихонечку, но с изрядным упорством перетирать ближайшие водоросли. Те поддавались плохо, были упруги, словно резина.
Но и челюсти у чудовища были крепкими, жвалы и зубы острыми. Через несколько минут образовалась дыра, и к этой дыре изнутри с большим напряжением удалось подтянуть 2 щупальца. Но они довершили начатое. Чудовище прорвало кокон на уровне глаз. Дальше было проще. Надо было расширить дыру и в это же время выпутывать одно за другим щупальца и нижние конечности. Но и теперь чудовище не рвалось, не пыталось вырваться в миг единый. Кто знает, может быть, за ним наблюдали, может быть, ждали его действий, чтобы наброситься, сломиться. И оно утвердилось в мысли, что спешить не надо. Лишь когда все тело почувствует возможность вырваться из кокона, лишь тогда можно будет выскочить и разорвать остатки пут. Но не сейчас. Вот так сон. Хорошо поспали. Чудовище посмеивалось над самим собой, но на душе было как-то гадко. Жвалы работали тихо, без остановки. Дыра разрасталась. Чуть повернув голову, чудовище увидело жуткую картину. Оно не поняло вначале, в чем дело. Лишь мгновение спустя дошло. Хэнк лежал метрах в 8, весь перевитый сине-зелеными жгутами. Его невозможно было узнать. Это была какая-то мумия, опутанная, оплетенная, чуть вздымающаяся в такт дыханию. Водоросли выходили прямо из пола и крепчайшими канатами удерживали тело туриста. Но не это было страшным. Над головой Хэнка, подрагивая на тоненьких, раскоряченных, многосуставчатых лапках, навис гномик-паучок. Его полупрозрачное брюшко было на четверть красным, ярко-красным, на 3/4 желтеньким, как у поганой сортирной мухи. Чудовище не сразу поняло, почему это так. Оно вообще не поняло, что он делает, этот гномик-паук. Но тот сам шевельнулся, слегка развернулся, оттопыривая 2 задние лапки с коготками. И чудовище увидело, что гномик не просто так нависает над туристом, что его длинные, вылезающие из благообразного рта зубки-клыки, а может быть и не зубы, а какие-то полупрозрачные острые трубки, погружены внутрь кокона, и по ним протекает в брюшко гномика что-то красное. Кровь? Чудовище чуть не вскочило на конечности. Да все так и было. Паук-гномик, пронзив зубами обнаженное и вздрагивающее горло Хэнка, высасывал из его тела кровь. Гномик ничего не замечал вокруг. Он был увлечен. Причмокивал, причавкивал, тяжело дышал, сучил лапками и сладострастно трясся. В брюшке скапливалось все больше и больше крови. Ее было уже не четверть, а на 1/3 брюшной полупрозрачной полости. «Ну, хозяин, ну, гостелюб, ну, сейчас мы с тобой разберемся», — решило чудовище. Его захлестнула волна ярости. Вмиг, сорвав с себя остатки полуживой паутины и отшвырнув их вдаль, оно поднялось, подпрыгнуло. 8 метров остались позади, там же остался шевелящийся изуродованный кокон. Чудовище медленно, осторожно сжало щупальцами тельце гномика, так, чтобы случайно не повредить горло Хэнку. «И-и-и!» — заверещал вдруг гномик, но чудовище не предоставило ему права на последние слова. Щупальце сжалось, кровь брызнула на пол. Благообразная головка с выставленными клыками свесилась на бок. Чудовище брезгливо отшвырнуло тельце, даже не повглядев, куда оно упадет, и потянулось к лежавшему рядом с Хэнком пулемету. Первым желанием было изрешетить здесь все, перервать, перерубить, перебить, перегрызть, все в прах разнести. Чудовище вскинуло пулемет и послало короткую очередь вверх. Пули увязли в водорослях. Не, так не годится. Оно нагнулось к Хэнку. Начало осторожно, чтобы не повредить кожи и внутренних органов, распутывать сплетение водорослей. Хэнк дышал, а значит, он был жив. Лицо, проглядывающее сквозь сине-зеленую пелену, было мертвенно-бледным. На шее красовался здоровущий синяк с 2 красными точками в центре. Корочка спекшейся крови подсыхала возле них.
Ранки были неглубокими, и это обнадеживало. «Хэнк, ты меня слышишь?» – позвало чудовище. Турист застонал, но очень тихо. Он был без сознания. Наконец чудовищу удалось выпутать его из кокона. Оно прижало к боку обессиленное тело и двинулось к выходу, к дыре. Но почти сразу же остановилось. Бережно положило Хэнка на мягкий пол. Подошло к ближайшим свисающим с потолка водорослям. Уцепилось за них щупальцами, дернуло. Две мохнатые нити оборвались. Упали кольцами к ногам Хэнка. Чудовище взялось поухватистее, собрало в каждое щупальце по несколько водорослей, подтянулось. Водоросли держали. Тогда оно быстро, словно по канату, взобралось наверх. Там, под самым потолком, таким же мягким и заросшим, как и пол, была устроена широченная лежанка. Снизу ее не было видно, абсолютно не было, но вблизи она производила впечатление. Посреди лежанки находилось сплетение из тех же паукообразных нитей. Это было похоже на гнездо, и в нем мирно посапывали 6 розовеньких паучат. Еще меньше, чем их папаша, раздавленный чудовищем. Паучата, видимо, и не подозревали об опасности, грозящей им. Один проснулся и в недоумении уставился на чудовище круглым серым глазом. Наверное, он никогда не видел таких странных существ, а может быть, просто спросонья был не в настроении. «Ладно, лежите, гаденыши», — пробурчало чудовище. Паучат оно не тронуло, спустилось вниз. Хэнк так и не пришел в себя. Он лежал как покойник и даже дышал как-то неявственно, грудь вздымалась еле-еле. Чудовище нагнулось над ним, одновременно подхватывая свободным щупальцем ручной пулемет. Ему почему-то не захотелось оставлять эту штуковину здесь. Ему вообще захотелось уйти из этой гигантской спальни. И уйти как можно быстрее. Уйти и никогда сюда не возвращаться. Вот только подберет Хэнка. И пойдет. «Вы напрасно это сделали, милейший!» Забасило откуда-то сзади. «Видит Бог, напрасно вы это сделали!» Чудовище не стало оборачиваться. Оно лишь выпрямилось, прижимая к груди пулемет. «Было бы для вас лучше, если бы вы не проснулись. А теперь, что теперь? Теперь у вас будут маленькие неприятности». Голос был каким-то противным, скрежещущим. Такой мог принадлежать только существу, обладавшему исполинской силой, огромному, злобному, безжалостному, жестокому и свирепому. Чудовище резко обернулось. Пространство прошило длиннющая очередь. Все пули, одна за другой, вошли в обладателя басовитого голоса. Вошли прямо в грудь, практически в одно место, диаметром не больше 3 сантиметров. И уже после этого чудовище увидело того, кто с ним говорил. Прямо у противоположной стены, загораживая огромный проем, которого не было прежде, стояла точная копия паучка-гномика, только увеличенная в 1000 раз. «Понапрасну вы беспокоитесь, милейший!» — сказала исполинская паучиха. «Мне даже ведь не щекотно!» 8 покрытых хитином 12-суставчатых ног с черными шарами сочленений поддерживали на высоте 6 метров чешуйчатое, усеянное бородавками и длинными свисающими волосками тело. Оно было бочкообразным, желто-серым. Чуть выше из этого огромного бочонка торчали 2 длинные толстые лапы, заканчивающиеся клешнями. Кончики клешней нервно постукивались один о другой. Головы паучихи видно не было, ее скрывала металлическая, сваренная из прутьев маска. Чудовище не ожидало встретиться с чем-то подобным в подкуполье. Но теперь это не имело никакого значения. Прозвучала новая очередь. Теперь чудовище било прямо в сочленение передней ноголапой. Первые пули отрикошетили от хитинового панциря, но остальные пробили его поверхность. Паучиха поджала лапу. «Вам не надоело еще играть в эти игры, милейший?» «Нет, не надоело». Чудовище отбросило пулемет. Оно еле успело увернуться, в 3 сантиметрах от его головы с грозным лязгом сомкнулась огромная клешня.
Но от Ноголапы увернуться ему не удалось. Она подцепила его острым когтем-крюком и подбросила в воздух. Перевернувшись несколько раз, чудовище упало на пол. Мягко приземлилось, сразу на щупальца и конечности. Тут же щелкнула перед глазами вторая клешня. Бежать было некуда. Но и здесь оставаться означало верную смерть. Ведь перед ним стояло нечто неодолимое, какая-то машина уничтожения, а вовсе не живая тварь. Хорошо было Хэнку. Тот лежал и даже представить себе не мог, что сейчас происходит. Но паучиха не смотрела на Хэнка. Он был ей, видимо, безразличен. «Да что, милейший, еще поиграем?» На этот раз досталось чудовищу крепко. Одной клешней ему разорвало мышцу на груди, другой сбило с ног. На минуту оно потеряло ориентацию, и этого хватило. Гигантский коготь вновь подцепил его, поднял высоко вверх. Теперь чудовище висело над головой паучихи, метрах в 3 от нее. Были видны сквозь просветы железной маски спокойные серые глаза, не мигающие, застывшие, и острый трубчатый клюв. Он даже высовывался немного наружу. Ну так что же, друг милейший, вы испытываете раскаяние или нет? Голос звучал в самые уши. Казалось, он исходил не изо рта или клюва паучихи, а из самого бочкообразного брюха. Или вы, убийц проклятый, не понимаете, что натворили? «Это ты, убийца», — сказала чудовище прямо в рожу паучихи. «Ты и твой муженек, кровосос. Ясно?» «А мы не слишком вежливые», — забасила еще сильнее. «Мы ведь тут, наверное, грубияны. А ну-ка получи первый подарок». Чудовище резко тряхнуло, чуть не вывернув из собственной шкуры. Одновременно второй коготь впился под ребра. Но не тут-то было. Ухватившись за него сразу 4 щупальцами, чудовище выдернуло из себя черное поблескивающее острие. «Ах, вот мы как!» Ноголапа подбросила его, и снова чудовище рухнуло вниз с большой высоты. При его весе такие падения не были безопасными, и оно чудом извернулось и сберегло себе жизнь. Мощным ударом Ноголапой его швырнуло в стену. Потом опять подбросило, швырнуло в другую стену, прямо сквозь паутину водорослей. Но они смягчили немного удар. Гигантская клешня мгновенно перерезала нити. Чудовище вновь оказалось на полу. Голова у него гудела, не соображала совершенно. Все внутренности были отбиты и сильно болели при каждом новом ударе. В глазах все мелькало, кружилось. 2 щупальца свисали безжизненными плетями. Из раны на груди текла запекшаяся густая кровь. Еще разок. Новый удар обрушился сверху. Он пришелся прямо по горбу. Кожа лопнула, и изнутри брызнула зеленью. Чудовище рухнуло на пол, покатилось в угол. Оно было полностью выбито из колеи и не могло даже защищаться. Озверевшая паучиха гоняла ее пинками и ударами клешней по всему заросшему водорослями и мхом помещению. Из угла в угол, от стены к стене. И спасения не было. Когда у чудовища уже совершенно помутилось в голове, и оно окончательно обессилило, паучиха вновь приподняла его своей 12-суставчатой, поблескивающей ноголапой на высоту 10 метров, заглянула снизу в глаза, вывалившиеся из-под кожи, и проскрежетала громко, раскатисто, будто бы торжествующе смеясь. «Вот, милый, игры кончены. Сейчас ты и сдохнешь в ужасающих мучениях, и я тебе не завидую. Уж лучше бы ты не просыпался». Пак сделал шаг и прошел сквозь стену, но тут же остановился. Ему было очень боязно. Как же шагнуть туда, в неизведанный мир? А вдруг это западня? Вдруг там ничего нет? Вдруг его поджидает там расправа? Он помнил, как за ним гнались на броневиках. Гнались те самые туристы. Может быть, не те самые, может быть, их близкие, но те, которые играли сейчас столь беззаботно на этой
зеленой лужайки. Нет, нет, нет! И все же он сделал еще один шаг. И почувствовал, что следом за ним прошел стену и Буба чокнутый. Вместе, придерживая друг друга, они прошли несколько метров по шелковистой траве. И тут их догнал Хренаридьев. Он ворвался в зеленый мир, как бежал до этого в угол. На карачках. С быстрой, непостижимой, словно его гнали из пещеры свора борзых скоростью. И тут же сделал заявление. «Только чтоб все путем был, ядрен!» На заявление внимания никто не обратил. Пак смотрел вперед, на лужайку, и ничего не видел и не слышал вокруг. «Вы идите, идите, не бойтесь», — проговорил отшельник приглушенно. «Но помните, любое зло, сотворенное в этом мире, отразится на вас же. Будьте осторожны. А тебе, хитрец, я советую выбросить эту ненужную железяку. Зачем она тебе? Там она тебе не пригодится». Пак прижал железяку к груди и потряс головой. «Откуда ты дает мое прозвище?» — спросил он. Ты лучше запомни, что тебе говорят», — грустно произнес отшельник. «Или, может быть, решил вернуться?» «Дед, совсем, теперь я не вернусь!» «Совсем не вернешься?» «Если этот мир примет меня, то я насовсем!» — ответил Пак. «Ну, это еще твоя запойная бабуся надвое сказала!» — вставил Хренаридьев. «Не вернется он, ядрен вошь! Невозвращенец объявился, блин!» Буба дал Хренаридьеву по загривку, прижал палец к губам. «Вы тихо, придурки», — сказал он почти молитвенно. «Я на родину возвращаюсь». Он неожиданно опустился на колени и припал губами к земле, затрясся. Острые худые плечи, спина, зад заходили ходуном. Землюшка моя родимая, сколько лет, сколько зим!» Хренаридьев, наоборот, встал. Он долго смотрел на юродствующего Бубу, потом размахнулся единственной собственной ногой и дал ему хорошего пинка под зад. При этом сам не удержался и шлепнулся на пузо. Но сказал: «Ты чего нам тут мозги вкручиваешь, Буба? Тебя, ядрен марафетчика, с этой землюшки в 3 шеи вышибли. Как заразного, как чумного, с бешеными собаками так не поступают, ядреный возвращенец. Как с тобой поступили, а?» Буба потер ушибленный зад, но ничего не сказал. На глазах у него были слезы. Напоследок отшельник дал наставление. «Дурить будете? Пропадете». Пак оглянулся. Никакой пещеры и никакого отшельника уже не было. Они стояли на зеленой лужайке. Со всех сторон их окружали высоченные деревья с густыми зелеными кронами. В просвет были видны бегающие туристы и их красивые домики. И все. А как же, ядрить того карапуза, назад-то возвращаться?» — озадачился Хренаридьев. «Может, и не придется!» — вымолвил Пак вяло. «Ты не бузи, пщенок! Набедокурил в поселке, а назад вертаться не желаешь? Я так понимаю!» — взъелся Хренаридьев. «Да нет, я думаю, может быть, мы все тут поляжем», — отозвался Пак. «Тогда 2 дураками станет меньше», — вставил равнодушно и как-то вскользь Буба. «А чё это? 2?» — возмутился Хренаридьев. «Ты чё это, Буба, меня уже из-за человека не считаешь? Или я для тебя, ядрен гармонь, пустое место?» Буба вздохнул, потер ушибленную задницу. «Дурак ты. Дурак и есть дурак». Пак разнервничался, замахал железякой. «Да неужели вы и в этом мире будете скандалить?» Буба и Хренаридьев засмущались. Они и в самом деле ощущали какую-то неловкость, какое-то несоответствие своего поведения и всей этой окружающей красоты, словно наследили грязными шапожищами на зеркальном паркете во дворцовом зале.
Правда, ни один из них не видал ни дворцов, ни залов, ни паркета. «Надо план разработать», — предложил Буба. На него посмотрели с заинтересованностью и уважением. «Да!» — Буба воспарил. «Без плана никак нельзя. Но для начала предлагаю избрать совет и его председателя». «Совет чего, ядреный возвращенец?» — поинтересовался Хренаридьев. «Совет поисковой партии», — ответил Буба, будто ожидал подобного вопроса всю жизнь. «Звучит неплохо», — выразил свое мнение Пак. «В таком случае предлагаю свою кандидатуру на пост председателя совета», — скромно потупив разноцветные очи, сказал Буба. И тут же добавил: «Двум первым заместителям рекомендую назначить Пака-хитреца и доблестного сотоварища Хренаридьева». «Хорошо, а я не против, ядрен-матрен. Тогда будем голосовать. Кто за?» «Завязывай, Буба, понятно. Педали тут балаки тут разводить. Надо обстановку разведать, затаиться надо, пока не прикокосывай. А ты собрание проводишь, бюрократ хренов». Инвалид засопел рассерженно. «Может, он и бюрократ. Не знаю, ядрен промокашка, а оскорблять никого не следует». Пак ему не ответил, у него болела голова и от необычного, чистого, напоенного кислородом воздуха, и от обилия красок, и от щебета птиц на ветвях, и от всего прочего окружающего его. Кроме того, он уже не боялся упасть в это бездонное небо, утонуть в нем, раствориться. Другое дело Хренаридьев. Тот освоился сразу, с первых же минут, будто он прожил за барьером всю свою полубессознательную жизнь, будто он не из вонючего и загазованного поселка недавно выбрался. Но он в новых условиях самым мудрым оказался Буба чокнутый. Как председатель совета, он сразу взял нужный тон и заявил со всей ответственностью: «Вам, дегенератам, на людей показываться нельзя. Или пристрелят с перепугу, или в зверинец отвезут. А может быть, заспиртуют». Пак взглянул на свои клешни, потом вытащил осколок зеркальца из кармашка, всмотрелся. Хобот почти зажил, рубец стал еле заметным. Да нет, Пак себе нравился, и он не понимал, с какой стати его могут посадить в зверинец или заспиртовать. Для Хренаридьева вообще вся эта проблема была недоступно сложна. Буба оказался самым рассудительным. «Вы тут, придурки, затаитесь, Покедова, а я схожу в разведку», — сказал он. «Пойду один». «Я бы и так, ядрен-матрен, с тобой в разведку не пошел», — отрезал Хренаридьев и улегся на травку. Пак присел у ближайшего дерева с корявой, но теплой и живой корой, прислонился к нему. «Да иди куда хочешь, а я вот залягу сейчас в засаду и буду поджидать, нравится это кому-то или не нравится. А я угробую своих железяки столько тудистов, сколько в ней патронов, понял?» «И всех засыпешь». Буба повернулся спиной, постоял и пошел куда-то. Наверное, и в самом деле он собирался что-то разведывать. Хренаридьев ползал по траве, собирая губами красные ягодки. Он не знал, как они назывались, но глотал их с огромным удовольствием. Пак перевернулся на живот, выставил вперед железяку. Он без всяких шуток собирался ухлопать первого же, кто покажется вблизи. И у него были... «А наверху-то ведь неделя, небось, прошла, а мы все катимся по этой дурацкой трубе», — ныл лопоухий Дюк. «А куда вот и не знает никто». «Разговорчики, падла!» Гурыня был словно из кремня вытесан. Он не знал ни сна, ни усталости, будто дьявол Ягоза сидел у него в груди и не давал ему покоя. Причем не только ему самому, но и всем окружающим. «Командир, он ведь знает, что делает!» Скорпион Бага грозно поглядел на Дюка, и тот смолк. Громбылу Плешака продолжало тошнить и рвать. Казалось бы, что он выблевал уже все, в том числе и собственные внутренности. Но его рвало и рвало. Помойный дух стоял в броневике. В заднем отсеке все было загажено.
Но парни из Гурыниной ватаги, да и он сам, ничего этого не замечали. Их гнал вперед азарт, жажда приключений, рискованная натура и еще что-то там такое, чему название пока никто не придумал. «Да мы их всех, падла!» — повторял через каждые 10 минут Гурыня. «Еще знают нас вот всех!» По логике вещей, от машины, столько времени несущейся по трубе, подпрыгивающейся, трясущейся, ракочущей, натужно бьющейся об округлые ржавые стены, давно ничего не должно было остаться. Но, видно, это была крепкая и надежная машина. Она перла и перла, и износу ей не было. Гурыня не понимал всяких тонкостей по части горючего или наработок на отказ. Он выжимал из броневика все возможное и ничего не желал знать. И броневик несся, скрипя, грохоча, сотрясаясь, наполняя трубу ужасающим ревом своих измученных моторов. «Пора бы, может быть, привал сделать?» — пискляво спросил Плешачок. «Я тебя привалю, падла!» — сказал Гурыня, но беззлобно. Но Плешака Грамбылу затрясло посильнее, чем загаженную машину. У самого вожака начали появляться галлюцинации. Ему вдруг померещились какие-то мелкие вертлявые фигурки, пляшущие на узенькой полоске лобового стекла. То вдруг сверху, от переборок, свешивались противные зеленые черви. Они начинали извиваться, норовя залезть в глаза. Гурыня отмахивался, отругивался, отплевывался. И наваждения пропадали. Однажды, совсем очумев, он скомандовал Баги: «Пали, падла!» Тот так засадил из пулемета в бесконечность трубы, что еще полчаса стояло жуткое эхо, будто миллионы тонн железного гороха просыпали. Но Гурыня не расстроился и не выказал слабости. «Молодец, Бага! Выношу тебе устную благодарность. Ты не то что некоторые ротозии и разгильдяи. Орел! Рад стараться!» — ответил Бага. Дюк с Плешаком теперь и на Скорпиона поглядывали с уважением, видели, что он в чести у шефа. Но будь их воля, они бы давно уже вылезли из машины, завалились бы посреди распроклятущей трубы и пропадай все пропадом. Только раз за последние сутки машина остановилась. Это произошло, когда Гурыня увидел сбоку железную лесенку. Он затормозил так, что траки гусениц чуть не расплавились. И от скрипа едва не оглохли члены экипажа. «Стоять, падла!» — скомандовал Гурыня. Он ткнулся мордой о броню. На него навалились задние, чуть не расплющили. Да только Гурыня не из того теста был сплетен, чтоб расплющиваться. Он тут же отбросил назад парней из ватаги. Баги дал щелчка Дюку с Плешаком по оплеухе и вылез из машины. «Бага!» — скомандовал он. Скорпион мгновенно забрался на броню, застыл на 4 лапках, прижав 2 передние к ушам. «Я тут-то!» Гурыня одобрительно потрепал его по остаткам волос. «На стреме стой, ежели чё, падла, свистнешь. Понял?» «Так точно!» Бага стал бдительно озираться по сторонам, как бы показывая, что мимо него не проскочишь. Гурыня полез по железным узким скобам. Дюк с Плешаком выбрались, улеглись прямо на ржавом запыленном днище трубы. Но успокоиться не могли. Их все еще трясло, колотило, било. «Эх, сейчас бы в поселок, а?» — протянул Дюк, расправляя свои огромные уши. «И баланды бы похлебать», — продолжил Плешак Грамбыла мечтательно. Но при воспоминании о баланде его сразу же снова начало рвать. Дюк отодвинулся, брезгливо поморщился. «Эй, вы, там, внизу!» — громко скомандовал Бага с брони. «А ну молчать! Отвлекаете, понимаешь, от несения боевого дежурства!» Болтуны замолкли, а в это время Гурыня лез наверх, не зная устали и не оглядываясь. Да и что толку было оглядываться? В кромешной тьме все равно ни хрена не было видно. Но вблизи он многое различал. Сумел различить и крохотный лючок, открытый. Торчавшие петли говорили о том, что когда-то лючок прикрывался крышечкой, да, видимо, отвалилось или оторвали. Гурыня по-змеиному вполз внутрь, наткнулся на что-то холодное и твердое, на ощупь продвинулся немного, перебирая своими костяшками. Все было непонятно. Тогда он вцепился в ближайшую штуковину, дернул на себя, она легко поддалась. Гурыня чуть не завалился на спину.
до него кое-что дошло. Он поднес штуковину к глазам, медленно провел ею перед ними. Точно, это было какое-то оружие. Не такое, как туристовские железяки, но оружие большое, тяжелое, надежное. И он взялся за дело. «Ой, чего это?» – завопил растерявшийся Бага, когда совсем рядом с ним что-то со страшным лязгом упало. Но он не успел толком удивиться, потому что сверху посыпалось множество тяжелых, явно металлических вещей. Как будто там где-то что-то сломалось или произошел обвал. Дюк с Плешаком подползли поближе. Но не настолько, чтобы рисковать своими жизнями. «Видать, там нашего Гурыню пришибли». «Да это вряд ли», засомневался Плешак Громбыла. «Скорее это он кого-нибудь по кускам разнес. Вот и сыпятся обломки». «Мудрено что-то это все». «А ну молчать!» пресек разговорчики Бага. Через полчаса по лестнице сполз обессиленный Гурыня. Он долго сидел на броне и не мог отдышаться. Потом спрыгнул, начал рыться в груди железа. «А ну ко мне, падла! Разбирай, что кому по душе!» Тщедушному Громбыле он повесил на плечо автомат, сунул за пазуху несколько рожков с патронами, а лопоухому Тюку выделил ручной пулемет и связку гранат. Баги просто махнул. «Бери, мол, что хошь!» Минут 20 они загружали трофеи в машину и уже собирались тронуться. Но Гурыня сообразил таки, что следовало бы устроить учебные стрельбы. И он их устроил. Половина оружия оказалась негодным, наверное, испортилась от времени или поломалась при ударах от днища трубы. Да добра-то ведь было навалом, больше-то и не надо. Дюк с Плешаком не сразу овладели мастерством стрельбы из автоматов и пулеметов. Гурыня и сам с ними проковырялся достаточно долго. Техника была посложнее туристовских трубок, но все-таки не особо хитрая. Овладели. А неясности Гурыня не любил, растолковывал их тумаками и пинками. Поневоле приходилось овладевать. Правда, чуть не оглохли от пальбы, но это уже было делом житейским. Ненужное побросали и уехали. Теперь Гурыня не ведал сомнений. Если и были на белом, черном, сером или буром цветах подлинные герои, так это именно он и его ватага. Теперь им все по плечу. Никого они не боятся, и не будут они бояться никого. Только попадись на пути кто? Третьи сутки несся броневик по трубе, и исхода не было. Зато была лютая злость, был опьяняющий азарт и было желание перевернуть к чертовой матери весь этот поган. Да-да, лучше бы ты сдох во сне. Ты бы и не заметил даже, что сдох. Вся твоя зеленая кровушка вылилась бы из тебя, и стал бы ты сушеным крысосусликом. Да-да, но ты бы никогда об этом не узнал. Тебе бы казалось, что ты плывешь в своей люльке по теплым волнам, что растворяешься в убаюкивающем тебя океане, что ты становишься океаном, бессмертным, бесконечным. Да ты сам выбрал свой путь, и теперь... Из пасти гигантской паучихи послышался омерзительный скрежет. Будто копья снизу воткнулись в тело чудовища 4 острейших черных когтя. Еще 2, но уже с боков, уткнулись в могучую, но такую сейчас беззащитную шею. 5 стал нащупывать ложбинку на уровне черепа. 6 замаячил перед глазом. Паучиха опустилась на колени, если, конечно, так можно назвать ее круглые и поблескивающие сочленения многосуставчатых ноголап. И от этого у нее сразу же освободились бритвенно-острые когти. «Я ведь не буду спешить», — сказала она. «Мне некуда спешить, милейший. Каждый из этих коготков будет пронзать тебя медленно-медленно, пока ты в жутких судорогах не испустишь свой поганый дух. А я заверяю тебя, произойдет это не скоро». «А может быть, это и к лучшему», — подумало чудовище. «Вот сдохну я тут в муках, и земля чище станет. На одного мутанта меньше придется носить. Был бы вообще что жалеть. Все равно, кроме злости и боли, слез и крови, ничего я не принесу обитателям этого мира. За что бы я ни брался, все оборачивалось страданиями, слезами. Да,
наверное, все-таки пора. Ведь каждому положен свой предел. Каждому отмерено ровно столько, сколько он заслуживает в этой жизни. И ни один не знает своего смертного часа. А я-то дурачина, собирался сам себя жизни лишить. Сам собой хотел распоряжаться. Дудки. Все мы только предполагаем, а что-то высшее, неведомое, оно располагает. Оно играет нами, как бессмысленными жалкими куклами. И мы не в силах противостоять этой игре. И я умру, и Хэнк умрет, и эта огромная паучиха когда-нибудь сдохнет, захлебнется чьей-нибудь кровью. Да и весь мир когда-нибудь погибнет. Не вечно же будет гнилой, отвратительной язвой украшать он бездонную черноту космоса. Не вечно. А значит, пора. Значит, настал час. Когти со всех сторон чуть поднажали, вонзились в тело сильнее. Чудовище вздрогнуло. Оно тоже умело испытывать боль. Оно тоже было живым. «Ну, хочешь что-нибудь сказать на прощание?» — спросила паучиха. «Хочу». «Ну, говори». Чудовище молчало. Ему тяжело было ворочать жвалами языком. «Говори! Да подумай перед этим хорошенько. И, может быть, я тебя выпущу. Что ты хочешь мне сказать?» «Совсем немного», — прохрипело чудовище. «Ну, я жду». Давление когтей чуть ослабло. «Говори же!» Чудовище приподняло свесившуюся голову. Я жалею, что не раздавил твоих гаденышей», — вырвалось из его пересохшего горла. «Что?» Когти впились в бока, в шею. «Повтори!» Чудовище задрожало. Боль становилась непереносимой. Казалось, острия когтей вонзались прямо в печень, сердце, селезенку, почки. Я повторю», — прохрипело оно совсем тихо. «Повторю. Мне ничего бы не стоило передавить твоих гаденышей. Прямо в гнездышке. Одного за другим. Но я не сделал этого. Я смолодушничал. И теперь я очень жалею об этом. Их надо было...» Когти погрузились еще глубже в его тело, и чудовище издало тихий стон. Оно не могло больше говорить. Но и кричать, визжать, биться, просить пощады оно не собиралось. Смерть надо было встретить достойно. «Ты еще жив, милейший?» — ехидно спросила паучиха. «Жив», — отозвалось чудовище. Оглушительный, скрежещущий смех заполнил помещение. «Ну так поживи еще немножко, помучайся, родимый. Тебе и так уже недолго осталось. Часиков через 5 мне пора будет кормить моих очаровательных малюток. А пока поживи». Когти чуть вышли из тела, давление их ослабло. «Как ты себя чувствуешь, дружок?» «Прекрасно». Чудовище еле дышало. Ему было больно вздохнуть. Все горело, кололо, резало. Внутри будто бы орудовало 1000 безжалостных дьяволят. «Ты не устал еще?» «Нет». «Ну, тогда, может быть, продолжим?» Когти вышли из ран наружу, как заостренные шипастые гарпуны. Они раздирали внутренности при этом движении. Но они все-таки вышли. «Сейчас мы передохнем минутку и снова начнем, милейший». Когти уперлись в неповрежденные участки тела и кожи. Вот-вот они должны были вонзиться в него. Чудовище поняло, что оно не выдержит 5 часов. Оно и получаса подобной пытки уже не выдержит. Но оно молчало. Оно готовилось. Ждало. Напрягая все силы, собирая все мужество и волю, чтобы не застонать, не заорать от лютой боли. В голове у него стоял туман.
Мозги отказывались выполнять свою работу. Они оцепенели, одервенели и превратились из мыслящего вещества в вату, в груду мочалок, свитых, переплетенных, мертвых. И все-таки сквозь этот туман, преодолевая одервенелость и оцепенелость, пробивался маленький знакомый голосок. «Ну, что опять такое? Опять, Биг? Стоило мне только заиграться с этими простаками-посельчанами, и ты влип в новую историю. Нехорошо, Биг, это просто непорядочно как-то». Чудовище молчало. Ему казалось, что это всего лишь бред, галлюцинации. Ведь никакого чуда не могло быть. Его ждала смерть. Смерть и ничего более. Я смотрю, ты здорово влип, Биг. Не знаю даже, смогу ли я выпутать тебя из этой истории, проговорил в мозгу отшельник. Теперь его телепатический сигнал звучал яснее, отчетливее. Когти начали сжимать тело, но они еще не прорвали кожи. Та напрягалась, вздувалась, она вот-вот могла лопнуть в местах нажатия. И тогда новая боль, новая пытка. Я не могу тебе помочь, я не могу тебя освободить, но я могу собрать воедино все защитные силы твоего могучего организма. А они есть, Биг. Ты веришь мне? Верю, верю, отшельник, прошептало чудовище. Верю. Паучиха как-то громово захихикала. Да ты еще и бредить принялся, милейший. Ну, сейчас мы тебя освежим. Когти надавили чуть сильнее. Вот сейчас, еще немного, и из-под них брызнет изумрудная кровь. Они вопьются в мясо, в вены, в артерии, в легкие, в нервные узлы. Ты непроницаем, Биг. Твоя кожа стала броней, Биг. Голос отшельника звучал уже не только в мозгу. Им была наполнена вся вселенная. Однако это лишь казалось чудовищу. Нет такой силы в мире, которая пронзит твою титановую обшивку, Биг. Ты не живое существо, ты стальной монстр, ты бронированный корабль, который выдерживает давление в миллионы атмосфер. Ты непобедим, Биг! Чудовище почувствовало, что когти надавили сильнее, что паучиха сжимала его тело, напрягая все мышцы, что она уже не играла с ним, будто кошка с мышкой, что она начинала свирепеть. Но оно чувствовало и другое. Игольно-острые концы когтей не могли проткнуть его плотную волдыристую кожу. Она превратилась в броню. Когти скрежетали по этой броне, скользили. Один даже обломился с треском. Но ни на миллиметр они не проникали внутрь. «Держись, Биг! Я помогаю тебе!» прозвучал опять голос отшельника. «Да я держусь», — ответило чудовище. Оно вновь обрело волю к жизни. Оно хотело драться за свою жизнь. Но оно было бессильно против этого исполинского механизма смерти. И надолго ли могло хватить его защитных сил? Надолго ли могло охватить самого отшельника? Ведь он был так слаб. Чудовище помнило, все еще очень хорошо помнило, и его высохшее тельце, и огромную распухшую голову, и то, что он был практически недвижим. И все-таки надо было бороться за себя. Надо было бороться. Еще один коготь с хрустом сломался. «А ты крепкий орешек!» Зло проговорила паучиха и резким движением головы скинула железную решетчатую маску. Заостренный клюв завис над чудовищем. Глаза паучихи из холодных, стальных, превратились в безумно дикие, пылающие желтым пламенем. Это были глаза убийцы. Голова откинулась назад для размаха, клюв сверкнул вороненым тусклым блеском и пошел обратно, набирая скорость, силу, тяжесть для удара. И в этот миг совершенно неожиданно правый глаз, выпученный, страшный, огромный, взорвался.
словно его разнесло изнутри неведомой силой. Кожу чудовища забрызгало желтоватой студенистой дрянью. И только тогда раздался звук. Тра-та-та-та-та! Чудовище еще ничего не поняло, когда то же самое произошло с левым глазом. Его расплескало, разбрызгало в долю секунды. Теперь обе огромные глазницы были пусты и безжизненны. Голова вместе со смертельным своим орудием, острейшим, тяжеленным клювом, свесилась на бок. Жижа потекла из глазниц на пушистый ковер пола. И только тогда боковым зрением чудовище увидело стоящего на коленях Хэнка. Он сжимал обеими руками пулемет и продолжал стрелять по этим пустым, безжизненным глазницам. Он еле держался, его водило из стороны в сторону. Лицо было меловым, под глазами синели большие, набрякшие круги. Но он стрелял и стрелял до тех пор, пока магазин пулемета не опустел. Вместе с последней пулей, вырвавшейся из ствола, Хэнк выронил пулемет и упал навзничь. «Осторожно!» – пророкотал голос отшельника. Чудовище почувствовало, как ослабло давление когтей наголо. Оно выпало из них мешком, шлепнулось на заросший пол. И тут же сверху на него обрушилось огромное серо-желтое брюхо. Лишь врожденная реакция помогла чудовищу. Спасла его. Оно увернулось в самый последний миг. Собрав остатки сил, чудовище дернулось, вырвалось и рухнуло рядом. Создание оставило его. И снова качалась люлька, пела колыбельную мать, и несли теплые, игривые волны. Куда несли, неизвестно, лишь покачивало, мягко, приятно, усыпляюще. А потом и это пропало. Навалилась свинцово-черная пустота. Навалилась, прижала, лишила всего. Когда чудовище очнулось, над ним стоял Хэнк. Он был не таким бледным, как раньше, лишь круги под глазами оставались. «Ну что, продрыгся, приятель?» – спросил он. Чудовище не ответил. Оно еще не понимало, где сон, а где явь. Голова была пустой и невесомой. Но когда оно перекатило глаз назад, оглянулось и увидело ужасающие останки исполинской изуродованной паучихи, память вернулась, и все стало на свои места. «Ты чего молчишь?» – заволновался Хэнк. «Там, наверху, в гнезде», – медленно в разбивку проговорило чудовище. «Детеныши этой твари. Их надо передавить». Хэнк задумался. Чудовище медленно приподнялось, встряхнулось. «Но это же детеныши?» – неуверенно начал Хэнк. «Да неважно!» – проворчало чудовище. Оно уже уцепилось щупальцами за нити водорослей. «Нет, Биг, не стоит. Ты потом будешь об этом жалеть». Чудовище выпустило упруго мягкую зелень, расслабилось. «Хорошо», – проговорило оно. «Тогда пошли отсюда скорее, а то меня, навродя вас всех, тошнить начинает». «Пошли», – согласился. Бубу только за смертью посылать. Он ушел и как в воду канул. Хренаредьев сидел, поджав деревяшку под жирную задницу, и ныл. Да ни стыда, ни совести, ядрен матрен, а еще и избранник. Не, хитрец, нам промеж себя главного надо выбирать, а чокнутого к ядрени фени, в отставку его. Вся маслянисто-жирная, расплывающаяся рожа Хренаредьева была красна от сока ягод, которых он на поляне не оставил ни одной штучки, даже на развод. Хренаредьев обожрал все вокруг, не брезгуя молоденькими листочками, гусеницами, жучками, двумя невесть как попавшими на полянку пиявками и мышкой-нарушкой, которую он проглотил от алчности целиком, не пережевывая. Нет, с таким чокнутым избранником, как Буба, нам ведь не по пути. Хитрец, они нас с тобой угробят, а сами смоются, ядрить их наперекосяк. Пак лежал в засаде и помалкивал. Он выжидал жертву. И его больше не манило бездонное небо. Он присмотрелся к этой голубой пропасти и привык. И теперь, всякий раз поднимая голову, он видел совсем иное. Не лазурь и сияние солнышка,
а пепелище, скукожившуюся телогрейку, дымы над поселком и бьющиеся в агонии Эду Огрызкину. А потом, когда за кружевом листвы оказалась двуногая вытянутая фигура, Пак, не раздумывая, нажал на спусковой крюк. Ай! Раздался короткий вопль, и через полминуты на поляну выполз Буба. Он держался рукой за ухо. Из-под ладони сочилась кровь. Хренаредьев шепнул Паку. Ты бы это, дострелил его, что ли? Че ему, избраннику, мучиться? Пак треснул Хренаредьева железякой по башке, хотя надо было бы треснуть за промашку самого себя. Ну и как знаешь, ядрен, Не обиделся Хренаредьев. я только вот так скажу, что он опять забаламутит. Лучше бы его кокнуть. Буба выразительно поглядел на Пака, но не стал выяснять отношения. Хитрец все еще сжимал в руках трубку и мог ненароком прострелить и другое ухо. Ну, что ты там разведал? Ехидненько поинтересовался Хренаредьев. Военная тайна. Важно промолвил Буба. Хренаредьев разинул беззубый рот. Паку тоже не понравился ответ. «Ты чё, дунака, водяешь?» — сказал он строго. Буба внимательно посмотрел на окровавленную ладонь, потом другой рукой потрогал продырявленное ухо, сморщился, как гриб-переросток, сплюнул под ноги. «Да нет там ни хрена», — сказал он беззаботно. Ну вот я тебе сейчас нос отгрызу! Взъелся Хренаредьев. Пак оттолкнул инвалида локтем. «Как это? Ни хрена!» «А вот так, ни хрена и все!» Инвалид пригорюнился и заплакал. Он уселся на собственную деревяшку. Он никак не мог переносить этих бесчисленных оскорблений, этих обыгрываний на все лады его вполне симпатичной и милой фамилии. Но что было делать? Тут даже самый... Компанейский мужик сомлеет. «Вгешь!» — лицо Пака скривилось. «Да ей-богу, не вру!» Врет он, врет! Заорал Хренаредьев снизу. Врет, ядрена! Глаза у Бубы стали совсем безумными. «Ты, придурок старый, пораскинь остатками своих куриных мозгов! Нахрена мне врать?» Инвалид начал рвать на себе майку под комбинезоном. Его волнение грозило перерасти в истерику. И Пак еще раз дал ему трубкой по башке. «Да чего ты его все время по чану лупишь?» – заорал Буба. «Он и так ни хрена не соображает, а после этого и вовсе охренеет!» Хренаредьев встал и, прищурившись, из-под лобья уставился на чокнутого. По-моему, — сказал он тяжело и весомо, словно превозмогая в себе что-то. по-моему, Буба. Буба предатель. Буба вражеский лазутчик. Пак оглядел Хренаредьева так, как будто впервые его увидел. Ты не зыркай, хитрец. Я давненько наблюдал, ядрён кочерыга, за этим недобитком. Точно тебе говорю, враг. Подосланный он. Чокнутый провел ладонью по лицу и перемазал его сверху донизу собственной кровью. Теперь он стал похож на свирепого, но оплешивевшего и окончательно спятившего индейца, который прямо вот сию минуту встал на тропу войны. Но Хренаредьева трудно было взять голыми руками. Ну, Протянул он. что я тебе говорил, ядрен? Или ты, хитрец, чутье потерял? Ты погляди, кто перед тобою стоит. Это ж контра, ядрить ее благородие. Да ты, Хренаредьев, гусеницами обожрался. Вот и спятил, заявил Буба. Но Пак начинал чувствовать к чокнутому непонятную, неосознанную еще ненависть. Он поддался инвалидову настроению. Дуки! Резко выпалил он. Чего? Дуки в воду! Придурок ты. Пак пальнул над самой головой Бубы. Дуки, падла! Чокнутый неторопливо задрал над головой свои костлявые грабли. Челюсть у него отвисла. «Обускать!» — приказал Пак Хренаредьеву. Это мы в момент. — ответил инвалид и засуетился вокруг Бубы, обшаривая его. «Точно вы, придурки! Болтять, братья Борда!» Пак не спускал глаз с лазутчика. Он готов был прикончить его при малейшем движении. «Да,
Бдительность, бдительность и еще раз бдительность. И как он забыл об этом. Прав Хренаредьев. Проморгал врага и шпиона. Но не беда, это только наука будет наперед. Нету ничего, доложил инвалид, закончив кропотливое дело. Видать, припрятал где-то, гадина. Ну что я припрятал? Возмутился Буба. Чего надо, то и припрятал, пояснил Хренаредьев тоном, нетерпящим возражений. Контра недорезанная. Глаза у Бубы бегали, как у воришки, пойманного на месте преступления. Он ничегошеньки толком не понимал. «К дереву!» — скомандовал Пак. Хренаредьев толкнул Бубу кулаком в грудь. Пришлось тому подчиниться. Он встал спиной к дереву, прислонился к шершавой коре. «Так, сдать там ничего и нету?» — повторил вопрос Пак. Буба покосился на Хренаредьева и дипломатично ответил. «Абсолютно ничего!» Хренаредьев меленько засмеялся. Противно, разливчато. Что и требовалось доказать, ядрен-матрен. Враг, скрываешь что-то, сука. Потом будешь разговаривать, разозлился Пак. А сейчас снимай с него демень и дуки ему везы, дуки. Хренаредьев исполнил требование моментально. Теперь Буба стоял истуканом со связанными за деревом кистями рук. Он так и не врубился в ситуацию, так и не осмыслил происходящего, и чего эти придурки, недоумки, дерьмом набитые обалдуем, собираются вытворять. Может быть, они его разыгрывают. А может быть, чокнулись здесь, пока он по кругу шлялся. Все для Бубы было странным. «Пытать придется!» — зловеще проговорил Хренаредьев, скрипя деревяшками протезами. «Тогда ядрен как миленький сознается!» Для начала он ткнул Бубу кулаком в живот. «Ой!» — сказал тот. И дал Хренаредьеву такого пинка своим длинным масластым костылем, что бдительный инвалид отлетел на середину поляны. Пак чуть не нажал на спуск. Клешни его дрогнули. Совсем малого усилия не хватило для того, чтобы железяка выплюнул из себя малюсенький кусочек свинца, и чтобы тот продырявил чокнутого насквозь. «Ну отвяжите вы меня!» — попросил Буба. «Вот сознаешься, тогда я отвязан», — сказал Пак. Да в чем? В чем надо? Хренаредьев приковылял к дереву, но подойти вплотную к привязанному не решил. «И как же мы эту контру пытать будем?» — спросил он в замешательстве, почесывая набитый паковой железякой затылок. «Вот ведь не задача, ядрен!» «Да я тебя, придурок, сам запытаю!» — процедил Буба. «Да сговорчики!» — встрял Пак. И, немного помолчав, добавил с изрядной долей нерешительности. «Может, он того? И в самом деле ты виновен!» Да невиновный я, невиновный!» — заорал Буба. «Пак, малыш, хитрец мой разумненький, ты вспомни, кто всех призывал покаяться, а? Кто народ спасал, а? Кто народ спасал, а? Кто народ от беды спасал, а? Кто народ спасал, я вас спрашиваю? Ну неужели бы враг и лазутчик стал бы таким вот делом заниматься? Ну подумай, а?» «К покаянию он точно призывал», — согласился Хренаредьев. «Но для надежности, ядрен вероятность, его все-таки следует уконтрапупить. Это я так рассуждаю. Пак, в природе, в сообществе гражданском от ентого дохляка ничего не убудет, а порядку и благонадежности прибавится, ядрен. Так что для надежности надо, Пак, надо. Мы не имеем права быть добренькими». А на коленях грехи отмаливать кто звал, а? Не сдавался Буба. Кто вас к спасению звал? Кто на себя первый удар принимал? «Кито! Не ты, чокнутый, а наш доблестный обходчик, передовик папаша Пуга, принял на себя первый и последующие удары судьбы. Так-то, ядрен ты возвращенец!» «Может быть, и прям его хлепнуть?» — засомневался Пак. «Верно, инвалид говорит. Да не убудет от нас!» Кругом порхали какие-то небесные пташки, пели, чирикали. Одна капнула Бубе на плечо, и он плаксиво сморщился. Подступающий к нему с корявой дубинкой в руках Хренаредьев укрепил в мыслях. Буба созрел.
Да все, сознаюсь я, произнес он. Но прошу учесть, сознаюсь сам, добровольно, без давления и физического воздействия. Да, дорогие мои посельчане, сотоварищи, я матерый враг, двурушник, лазутчик, предатель, провокатор, шпион, диверсант. Хренарезьев вместе со своей дубинкой шлепнулся на мясистую задницу. Ядрен простота! А мы ж ему, гаду, всем верили! Мы его дважды на ответственные посты избирали, а он... У Пака в голове помутилось. Все перемешалось в его мозгу. И покаяние массовое, и клятвы, и мольбы, и признание Бубы, и треск горящей трибуны, и упорхнувшие в неизвестном направлении голуби мира, и предупреждение карлика-мудреца. Абсолютно все. «Если вы в 7 минут не заткнетесь, — сказал он, наливаясь злобой, — я вас обоих к ядрене фени укокофу, гадом буду!» Хренарезьев погрозил ему обрубком пальца. Не, хитрец, тут железные нервы нужны. Иначе он нас заново обдурит и сдаст врагам тепленькими. Я прошу предать меня всенародному презрению, покарать сурово и на первый раз простить, предложил чокнутый. Больно, мудрен загнул, сказал инвалид. Пак его остановил, сунул железяку под нос, чтобы не возникал, задумался. Думал он минут 6,5. Потом молвил. «Не, Хренарезьев, в словах этого врага есть доля правды. Первым делом мы его передадим». Это как это? Привстал Хренарезьев. «Презрению передадим», пояснил Пак. «Ты его презираешь?» Презираю, ядрен вож, Твердо произнес Хренарезьев. как шпиона, врага, лазутчика, диверсанта и оскорбителя честных людей. Презираю Бубу чокнутого до глубины своей бездонной души. Все. «И я его презираю», сказал Пак. «Значит, с первым делом мы совладали. Презрению его предали. Верно?» Верно. Вздохнув, согласился Хренарезьев. Конечно, верно, подытожил сам Буба. «Теперь нам остается что?» Чё? Переспросил туповатый инвалид. «Показать, а потом простить», Разъяснил умный Пак. И это дело. Только давайте быстрее. Бубу охватило нетерпение. «Да ладно, сейчас мы тебя покадаем». Пак почесал голый лоб, поглядел по сторонам. «Ну, Хренарезьев, чего встал? Давай кадай!» Хренарезьев понял все так, как, наверное, и следовало понять. Он поднял свою огромную дубину, размахнулся и ударил стоящего у дерева Бубу чокнутого прямо по макушке. Тот лишился чувств. Голова его свесилась на грудь, ноги подогнулись. Покарали, произнес Хренарезьев важно, с чувством выполненного долга. «Покадали», как-то смущенно согласился с ним Пак. Они смотрели друг на друга. Ну, и как прощать станем, ядрен-матрен? Задался вопросом Хренарезьев. Пак снова почесал лоб. «Погоди немного», сказал он, взвесив и разложив все по полочкам. «Вот подочухается, тогда и поглядим, прощать его вообще или нет». Разумное решение, ядрить меня по башке. Заключил Хренарезьев. Он был уверен, что Буба не очухается никогда. А если и очухается, то уж точно окончательно чокнуто. «И все-таки мы с тобой худен страстный подписали», сорвался вдруг Пак. «Такого общественника обидели. Ну и что он бдак и лазутчик? Стадо этих денаведина. Зато душа-то какая у него была. Душа-то!» Хренарезьев выпучил рачьи глаза и набросился на Пака с кулаками. Но не успел первый удар обрушиться на выпуклую Пакову грудь, как Хренарезьев вдруг замер, позеленел, схватился за сердце и шмякнулся, как подкошенный на траву. «Ты чего?» – заволновался Пак. Помираю,
Синюшными губами простонал Хренаредьев. От незаслуженных обид и оскорблений. Помираю, ядрёно. Пак видел, что трехногий инвалид не шутит, и что дела его действительно плохи. Но ему до того надоела вся эта бестолковая возня, суета, из которой складывалась его непутевая жизнь, что он вместо того, чтобы оказать хоть какую-то помощь, отвернулся и плюнул под ноги. И пошел. Резким, все убыстряющимся шагом к той самой далекой лужайке, на которой резвились туристы. Мужчины, женщины, дети. На ходу он встряхнул железяку, выставил ее стволом вперед. Бить. Бить всех подряд. Убивать. Одного за другим, без залоти и пощады. Как Маквит поганых. Как с Дисней. «Придут! Придут праведные!» послышалось из-за спины. Это прочухался Буба чокнутый. «И настанет день судный, и час судный, и возопят грешники, и содрогнутся души, ибо откроется их взором гиена огненная, и встанет над ними страж небесный с мечом, и не спошлется на всех ядрен-матрен кара». Пак не оборачивался. Он знал, что будет делать. И ему было наплевать на всяких там чокнутых и на их проповеди. Хватит. Наслушался. Вот когда этот мир заволокет точно такой же пеленой, когда протянутся дымы от земли к небу и от горизонта к горизонту, закрывая все, когда никогда ничего кроме труб и крантиков не останется в этом мире, а всех успокоившихся будут в нем отволакивать к отстойнику, когда придут и сюда охотники, чтобы охотиться за беззащитными жертвами, тогда и он отбросит ненужную тогда железяку, вздохнет спокойно, встанет на колени и будет каяться, хоть до конца света. Будет разбивать лоб о грунт, глину, полы, паркеты, мостовые, днище труб. А пока он будет сам карать. И не найдется такой силы, чтобы остановить его. Нет ее в этом мире. Ни по одну сторону от барьера, ни по другую. Он вскинул железяку на плечо, поймал в прицел крохотную девочку, подождал, когда ее головка замрет хоть на миг, дождался и нажал на спуск. «Ну все, хорош», — произнес усталый голос совсем рядом, будто из-за плеча. «Пошалили немного, поиграли, ну и хватит». Пак на мгновение ощутил невесомость. Ему показалось, что он падает в это бездонное небо, что он тонет в его пучинах. Пак даже закрыл глаза, зажмурился, что было мочи, сжался в комок, съежился, но трубки не выпустил. «Всех призываю я к покаянию, в последний раз, ядрен-матрен, ибо грядет расплата», провозгласил кто-то бубенным голосом. Пак открыл глаза. Прямо посреди каменного пола стоял на коленях чокнутый. Он вздымал руки к потолку и вопил без умолку. Похоже было, что он все-таки спятил. И на этот раз спятил окончательно. Хренаредьев, живой и здоровый, сидел рядышком, с недоумением вертел башкой. Он был румяный песел. После ослепительного, чистого, ясного, прозрачного мира казалось, что в пещере стоит мрак. Да, это была пещера карлика-отшельника. И все стены ее были каменными и непроницаемыми. Сам отшельник сидел на своем грубо сколоченном столе и смотрел поверх голов. Вид у него был отрешенный. Но когда он начал говорить, бубен надрывный глаз сразу куда-то запропастился и исчез. «И с этим вы собрались идти в тот мир?» — спросил отшельник. Ответа он не дождался. Да и что ему можно было ответить?
Славненькие ребятки вы мои. Славненькие. «А с чем бы они пришли к нам?» Сурово спросил Пак и добавил совсем зло. «Может, ты за их воспитание возьмешься?» Глаз отшельника подернулся пленкой. «Я вижу, что вы созрели», — сказал он тихо. «Ну что ж, тогда пора». Эх, обдурил ты нас! А мы-то и поверили, ядрен простота. Пожаловался Хренаредьев. Это была маленькая проверочка, и вы ее не выдержали. Ни по каким статьям не выдержали, сказал отшельник. Но это ровным счетом ничего не значит. Я вам не судья. Это вон Буба ваш все о судьях каких-то толкует. А я судить не берусь. Не мой это мир. Не я его создал, не мне его менять. Так что, хитрец, не собираюсь я вас воспитывать. Хотел помочь, да вот что-то не получается. Что делать-то? Как быть? И здесь я призадумался. Чуть я за вас все решаю. Как, мол, быть, то да сё, третье, десятое. Докатитесь-ка вы отсюда безо всякой моей помощи. Пак взглянул на него из-подлобья. «Как же мы без помощи сквозь стенку твою пройдем?» А не надо сквозь. Я вам ходы покажу. И гуляйте. А хотите, так назад возвращайтесь. Воля ваша. На все воля Всевышнего, поправил его Буба и выкатил налитый безумный глаз. И ты, дружок, не притворяйся. Не такой уж ты и чокнутый. Отшельник подтянул к рту клювику трубочку, присосался. Банка пустела. Далеко не первая банка. В огромной голове бурлило, переливалось. Какие-то вихревые потоки гуляли в глубинах полупрозрачного, непостижимого мозга. И колыхалось еле заметное розовое сияние вокруг головы. Дышал отшельник тяжело, с присвистом. Наконец оторвался. «И как же мы дорогу найдем? Где выход?» — спросил Пак. «Был бы вход, хитрец», — промолвил отшельник. «А выход?» Хэнк бодрился, старался держать спину прямой. Но все это было напускным. Его шатало из стороны в сторону. «Может, и впрямь тебя запереть в бункер, а?» — предложило чудовище. «Посидишь, отдохнешь немного. Жратвы и пойла я тебя приволоку». «Сам лезь в бункер», — ответил Хэнк. Чудовище вздохнуло. Тяжело, с присвистом, прихлюпом, с надрывом каким-то. Так, что туриста обдало едким паром. «Мне впору хоть на нижние ярусы спускаться», — пробурчало оно. «Сам думай, Хэнк. Поселок они все равно пожгли, людишек побили. Неужели ты считаешь, что я выползу наверх? Сдамся, и все пойдет путем?» Турист присел на корточки, привалился спиной к ржавой стене. На лбу у него выступила испарина, лицо было бледным, изможденным. «Ни черта я не считаю, Пик. Я тебе уже говорил, они тебя из-под земли вытащат. Что ты ко мне привязался? У меня советов нет». Губы Хэнка внезапно обмякли, глаза прикрылись, голова свесилась на бок. И сам он сполз по стене на пол, скрючился в нелепой позе. Он был в обмороке. «Да ну и ладно», — сказал чудовище вслух. «Что будет, то будет». Оно подхватило туриста гибкими, сильными щупальцами, прижало его вместе с пулеметом к своему влажному, волдыристому боку и поплелось наверх. Перебитые конечности постепенно восстанавливались. Чудовище чувствовало, что они оживают, как уходят прочь оцепенение. Организм его обладал способностью к регенерации, но, скорее всего, помогал отшельник. Иначе бы ушло не меньше недели, прежде чем все щупальца стали бы прежними, мощными и ухватистыми. Но все же еще никогда в жизни чудовище не чувствовало себя настолько измотанным, измученным, выжатым.
И не мудрено после той трепки, что задала ему гигантская паучиха, после того безумного футбольного матча, в котором ему было суждено стать мячом, после кинжально-острых тисков, после невероятного напряжения всех сил. «Ничего, Хэнк», — проговорило чудовище, проговорило опять вслух. «Сейчас мы передохнем. Мы заслужили маленькое право на маленький отдых». Оскальзываясь и ударяясь боками о проржавленные перильца, оно поднялось выше, почти к самой поверхности. Там была тихая бронированная комнатушка, в которой в былые стародавние времена жил смотритель. Туда-то и забралось чудовище. Уложило туриста-приятеля на ворох полусгнившего тряпья, осмотрелось. Не сразу до него дошло, что и здесь может быть такое, но было. В углу комнатушки стояло запыленное донельзя зеркало в витой, деревянной, изъеденной червями раме. Было оно почти в рост человека, и потому чудовищу пришлось пригнуться. Оно выхватило из груды тряпок первую попавшуюся, смахнуло пыль с поверхности зеркала, потом протерло тщательнее. Тряпка выпала из щупальца. Это было свыше данных Богом и природой сил смотреть на нечто подобное. Сегодня перекошенная и измятая, полуизуродованная морда выглядела особенно страшно и особенно мерзко. Волдыри и бородавки перемежались кровоточащими язвами. Казалось, из каждой поры склизкой кожи сочилась гнойная зеленая жидкость. Местами она запекалась, подергивалась корочкой, залубевала. Но и короста была изрезана сетью мелких трещинок. У носовых отверстий кожица свисала рваной, грубо наструганной лапшой. Что-то черное, водянистое булькало и переливалось внутри. Полипы шевелились, будто живые существа, обладающие собственной волей. Ряды зубов судорожно подергивались, цепляясь друг за друга, путались, накладывались один на другой. Усики бледно-розовых рецепторов трепыхались, полуисчезая в пузырящейся желтой пене. Два острых клыка обнажились и свисали ниже заросшего седой щетиной подбородка. Распухший зев не принимал их, отвергал, высовывал наружу. Глаза прорывались сквозь кожу сразу в 4 местах. Глядели бессмысленно, зло, устало. Они были не простые и водянисто-желтые, с красными прожилками, как обычно, а налитыми, чуть ли не лопающимися от внутреннего давления. Нижний, левый глаз был полузалеплен сиреневым, подрагивающим бельмом. Нет, сегодня чудовище не нравилось себе в 100 крат сильнее, чем обычно. Удар был мощным и безжалостным. Зеркало сразу же разлетелось вдребезги. Лишь стояла, чуть покачиваясь, витая, искусно вырезанная рама. С диким сладострастием топтало чудовище осколки, превращая их почти в пыль. Получайте, получайте, так вам всем. И вам, безмозглые посельчане, вышвырнувшие собрата из поселка. И вам, охотнички, и вам, каратели, всем. Сколько вас во всем мире? И здесь, и в подкуполе, и в забарьере не больше, чем этих мельчайших сверкающих пылинок под ороговевшими ступнями. Вот вам, получайте, это вам. Не удержавшись, чудовище взревело, мотнуло головой, брызги желтой пены разлетелись по обросшим паутиной стенам. Хэнк приподнял голову. «Что там?» — проговорил он, морщась, словно от сильной головной боли. «Что там? Обстрел, что ли? Война? Пожар?» Чудовище отвернулось от него, не вымолвило ни словечка. «У тебя, приятель, с мозгами не все в порядке», — протянул Хэнк на одной ноте и снова отключился. Ладно, пускай он думает, что хочет. Пускай они все думают, что хотят. Чудовищем вдруг завладело безразличие. Они не такие, а я такой. Да наплевать на них на всех. Пускай громят, жгут, уничтожают. Пускай вырезают всех, кто им не нравился. Мне-то что? Мне 100 раз наплевать. Надо быть мудрым. Надо быть таким, как отшельник. Надо забраться в свою пещеру, в свою берлогу, обставить себя банками и бутылками с пойлом. Нет,
Сначала надо скопировать у него агрегат, а потом банки, бутылки, пойло с утра до вечера, с вечера до утра. И книги. Пока глаза глядят, книги. Жить только той жизнью, нереальной, придуманной, и представлять себя таким, точно таким, как на этих полуистлевших страничках, на изъеденных временем картинках. И все будет хорошо. Все будет отличненько, все будет нормальненько. Все будет, как говорят у них там, окей. Можно год или два протянуть. А потом? Потом глаза, залитые пойлом, перестанут различать буквы. Мозг перестанет впитывать эту самую нереальную жизнь со страничек, усеянных мелкими черными значками. Но тогда уже будет все равно. Тогда мозг сам будет выдавать такие картины, что только держись. А потом, еще позже, во время очередного наваждения, этот пропитанный пойлом мозг, это сплетение черт знает чего, отключится и угаснет. И будет очень хорошо. Наступит благодать, придет нирвана. И все. И не надо будет перерезать себе горло осколком. Не надо будет прерывать глотку стекляшкой с рваными зазубренными краями. Все произойдет само собой. Это ведь будет к лучшему. Так. Чудовище склонилось над Хэнком. Полуприкрыло глаза. Ряды жвал сомкнулись плотно. С хрустом, лязгом. Да, так лучше. Но потом, не сейчас. Мозг чудовища напряженно работал. Сейчас нельзя. Я уйду в пещеру, берлогу, зальюсь пойлом. Ничего изменить уже невозможно. Земля эта обречена. Она была обречена много-много лет назад. Сколько еще пройдет времени, прежде чем вымрут оставшиеся? 10 лет, 40, 100? А если их всех под корень? Как там, наверху? Тогда конец. Тогда все. Нет. Тогда уже ничто. Только берлога, только зелье. А наверху никого. Пустота, тьма, смог, грязь, роботы, киберы, автоматы, агрегаты, трубы. И никого. Ни одной живой души. Некому будет вспоминать, что жил большой народ, что была страна, даже несколько стран, с разными народами, что текли реки, что шумели леса, что радовались жизни люди, звери, травинки. А чего еще ждать? Иного не дано. Было когда-то все, но скоро перебьют последних выродков, а там, за барьером, будут учить детей, что не было ничего, что история их народов прекрасна и удивительна, что все создано с умом, с трудом поколений, живущих за барьером. Ну и пускай. Это их дело. Мне наплевать. Может и лучше, что они не будут знать всей этой мерзости, подлости, дряни и гнили, что они войдут в мир без ожесточения и злобы, чистыми и добрыми. Ой, ладно, хватит. Надо лезть туда, за жратвой и питьем. Это главное. Остальное никуда не денется. И оно направилось к выходу, переваливаясь через край люка. Плотно затворила крышку, перекрыла ее внешней задвижкой. Пусть турист посидит немного взаперти. Ничего с ним не случится, только целее будет. Да и сил немного наберется. Через часик у них будет все, что надо. А сейчас наверх. И оно полезло к выходу на поверхность. Ступеньки, сваренные арматурины, прогибались под тяжестью его тела. Ржавчина пыльцой осыпалась вниз, в пропасть, глубины которой никто никогда не измерил. А теперь цыц, падлы! Я точно знаю. Еще только чуток. Практически проорал Гурыня. Он пресекал уже не первую попытку бунта в своем броневичке. Хотя никакого такового бунта и не было. Он существовал лишь в Гурынином мозгу, в его плоской маленькой головке. Какой там бунт? Парни из его ватаги просто устали от бесконечной тряски, от тошноты, от тесноты. И потому немного ворчали. Гурыня разрешил подняться. Теперь парни до боли в кистях, у кого они были,
сжимали оружие. Теперь они точно знали, что зададут кое-кому шороха. Гурыня разрешил еще одну остановку. И она была удачной. Наловились 2 десятка крысосусликов, набили утробы. Настроение поднялось. Теперь парни до боли в кистях, у кого они были, сжимали оружие. Теперь они точно знали, что зададут кое-кому шороха. Но продолжали немного ворчать, бурчать, попискивать, делая это с простой целью. Авось Гурыня все-таки выложит свой план. Но Гурыней двигало одно. Вперед! Во что бы то ни стало! Только вперед! Даже когда их броневик слишком круто взлетел на боковину внутренней полости трубы, и их перевернуло дважды, и они чуть не покалечились, ударяясь о переборки, даже после этого очередного испытания решимость не оставила Гурыню. «Шеф, пора на привал!» Робко пискнул из-за плеча Бага Скорпион. Ему при каждом толчке било окулярами прямо в лоб. И потому он терпел. Терпел до последнего. Но не вытерпел. «Да!» — поддакнул лопоухий Дюк. «Цыц!» В машине воцарилась гробовая тишина. «Только вперед, падлы! Только вперед!» Хренаредьев скептически оглядел отшельника и сказал, потирая себе обрубком пальца горло. Ага, больно хитрый. Нет уж, ядрёна канитель. Восвоясь мы не пойдем, не страшай. Ты вон у нас мужик башковитый. Хренаредьев постучал себя по голове, округлил глаза. И я б столько пойла выхлебал за всю свою трудовую жизнь. И я б тогда не глупей был, ядрён. У меня вон тоже мозгов в башке целая куча. Один за другой заплетаются, на 3 чохнутых букв хватит. Только я тебе одно скажу. Показывай свой ход в светлую жизнь, в забарьерье, ядрён тарабарщина. Отшельник поглядел на Бубу. «Ну да», — промычал тот неопределенно. Пак сказал прямо. «Показывай, не показывай, я куда пойду!» Отшельник спрыгнул со стола, чуть не ударившись огромной головой об пол, еле устоял на хиленьких детских ножках. Побрел до ниши в каменной стене пещеры берлоги. Долго не мог взобраться на деревянный подмостик, но залез, уселся. Свечение вокруг его полупрозрачной головы угасло. «Да ну и валите туда», — проговорил он совсем уже старческим бессильным тенорком. «Валите, валите, воздух будет чище. Я вам покажу скоростную ветку. Сядете там в кабинку и тю-тю. Только, ребят, ежели вас за барьером пришьют, чур не обижаться. Лады?» «Лады, лады!» — ответил Буба. «Договорились!» — заявил Пак. Ты не тяни, — подал голос Хренаредьев. опять обдуришь. Что-то хрустнуло в голове у карлика-мудреца, зашипело протяжно и нудно. Сам он подался вперед, уперев ручки-бариночки в колени, и одновременно из стены пещеры выдвинулся валун, открывая проход. «Ну, пока», — сказал отшельник, — «топайте, други мои. Там сами все увидите». Все оказалось именно так, как и говорил карлик-мудрец. Подземная ветка, кабинки, тьма. Пак пучил глаза, пытаясь осмыслить происходящее, и не мог этого сделать. Они ничего не трогали, ничем не управляли, но их куда-то несло. Куда? А кто это знал? Может, карлик совсем не тот, за кого пытался себя выдавать? Может, он их на верную гибель отправил? Но было поздно. Они сами решили свою судьбу. Да и возвращаться на пепелище не хотелось. Эх, ядрёны труболазы, что-то ждет нас. Снаряд пронесся над самой головой. Волною воздуха обдало плечи и горб. Чудовище даже не поняло вначале, что случилось. Но инстинкт самосохранения сработал. Оно успело увернуться, нечеловеческая реакция выручила. Первым желанием было броситься вниз, туда, в темноту труб, затаиться и спрятаться. Но в мозгу голосом отшельника прозвучало: «Спокойно, Биг, спокойно, не суетись, не дергайся. Раз уж ты попался, значит попался».
И точно, снизу ударила очередь. Видимо, где-то на промежуточных площадках, среди сваренных конструкций и неведомых нелепых сооружений, затаились туристы. Засада. Одна из пуль попала в незатянувшуюся рану, ту самую, что остались от когтя паучихи. Болью пронзало все тело, но чудовище знало, это не смертельно, это всего лишь боль. Обычная, досадная, но боль, которую можно перетерпеть. И оно уже собралось спрыгнуть на нижнюю площадку, чтобы разделаться со стрелявшими, но вдруг почувствовал, что начинает задыхаться, что горло и легкие заполняет какая-то жгучая горечь. Глаза защипало, из них покатились слезы, застилая все, весь белый свет и всю тьму подземелья. Но остановить их было нельзя. Они лились и лились, затекая в носовые отверстия, падали на подбородок, грудь. Приступы кашля овладели огромным телом, сотрясали его, ослабляли. Снизу поднимались ядовито-желтые клубы дыма, и этот дым был не следствием случайного пожара. Нет, они вытравливали его наружу, как вытравливают дымом хорька из норы. Они все рассчитали, значит, они следили, значит, они знали. Прав был Хэнк. Все дороги к отступлению отрезаны. Раздались выстрелы. Теперь уже несколько очередей слились в одну единую канонаду. Вонзились десятками кусочков свинца в кожу. Пора. Одним махом чудовище выпрыгнуло наружу. Тут же упало на спину, волчком перевернулось несколько раз вокруг собственной оси, оставляя на земле сырой след от сочащейся из кожи зелени. Второй снаряд разорвался в 2 метрах. Осколками пронзил уродливый кривой горб. Из важных жизненных центров ничего не задел. И это было сейчас главным. Что там будет впереди, чудовище не знало. Да и не заглядывало оно далеко вперед. Ему нужно было сейчас выжить, уцелеть. Сначала оно метнулось к развалинам зданий под их укрытие. Но потом поняло, что укрытия эти хороши от пуль, но никак не от снарядов. Засыпет так, что и не выберешься из-под обломков. И оно припало к земле, огляделось. Метрах в 6 и немного левее чернело что-то похожее на дыру, овраг или яму. А может, это был вход в подвал. Чудовище не стало выяснять. Оно осторожно, вжимаясь в перемешанную глину, щебень, песок, поползло в сторону укрытия. На этот раз разорвались сразу 2 снаряда, один справа, другой позади. Осколки пронзили нижнюю конечность и плечо. Одним особо крупным оторвало наполовину левое среднее щупальце. Оно, извивающейся змеей, взмыло в воздух. На какой-то миг застыло, почти над самой головой, а потом шлепнулось вниз безжизненным обрубком. Чудовище отвернулось. Но оно ползло вперед, тихо, осторожно, распластываясь, казалось бы, до невозможности. Но ползло. Следующая партия снарядов взметнула вверх столбы щебня и пыли. Но чудовище уже сидело в полуподвальной, заросшей мхом дыре и задумчиво рассматривало культю щупальца. Кровь удалось остановить сразу. Культя на глазах покрывалась подсыхающей коркой. От огромного психического усилия чудовище чуть не потеряло сознание. Но приходилось идти на такие вещи. Ведь если бы кровь хлестала струей, как сразу после ранения, оно истекло бы ею в первые же минуты. И тогда конец. Отрастет щупальце. Хотя и не раньше, чем недели через 2, но отрастет. Сейчас надо было разбираться с тем, кто нападает. Откуда такие силы у противника? И где можно отыскать место для прорыва? Рассчитывать на пощаду и снисхождение не приходилось. Чуть передохнув, чудовище высунуло голову наружу. Снова просвистел над нею снаряд. Вдобавок в воздух разодрало пулеметными очередями. Тогда чудовище решило сделать проще. Оно приподняло голову на уровень поверхности и, не высовываясь, вытянуло на гибком длинном стебельке один глаз. Получилось что-то наподобие перископа. Видно было очень плохо, но все же кое-что удалось рассмотреть.
В 300 метрах от развалин стояли 7 больших бронированных колесных машин. Колеса они имели почти шарообразные, неимоверно толстые, с выпуклым резным протектором, по 8 колес на каждую. И все же машины были довольно-таки приземистыми. Плоские башенки, из которых торчали стволы орудий и пулеметов, почти не возвышались над броней. Но это было не все. С другой стороны, к тому же гораздо ближе, метрах в 150, среди чахлых желтых кустиков, стояло еще 4 точно такие же машины, возле которых в открытую, ничего не страшась, прогуливались 7 или 8 туристов в скафандрах и с трубками в руках. Но самое страшное было то, что в небе, наводя гончих на жертву, зависли 2 тарахтелки. Чудовище глубоко и прерывисто задышало, выгоняя остатки ядовитого газа из легких. Слезы уже почти не текли. Правда, и в глазах еще пощипывало, покалывало, особенно тот, что был вытянут перископом вверх. Но что же делать? Приходилось терпеть. «Ты держись, малыш», — еле слышно прозвучало в мозгу. «Держись сам. Мне что-то совсем плохо стало. Вот-вот загнусь. Не успеваю даже следить за тобой и за этими охотничками. Но ты ничего не бойся. Рассчитывай, Биг, только на себя. Ну а будет особо сложный момент. Может, смогу собраться. Может, смогу. Если не окочурюсь до этого. Совсем плох я стал. Совсем». «Ты сам держись», — ответило вслух чудовище. «Мне еще не хватало, чтобы ты, отшельник, из-за меня загнулся. Нет уж, не надо. Мне все равно тут подыхать. Обложили». «Ну, как знаешь», — прозвучало, будто из бесконечного туннеля. Еле слышно, глуховато и призрачно. «Ничего, мы еще поглядим», — сказала опять вслух чудовище. И было непонятно, к кому оно обращается. Летающая тарахтелка, одна из 2, сорвалась с места и зависла прямо над подвалом, но высоты пока не снижала. Заурчали моторы броневиков. Пешие туристы взобрались на броню, размахивали трубками. 3 из них постоянно водили отверстиями каких-то штуковин, лежащих у них на плечах. Должно быть, хотели запечатлеть всю эту облаву себе на память. Чудовище знало, как это делается, но оно не знало ни техники съемки, ни даже того, как назывались эти штуковины. А сейчас им овладело любопытство. Надо было что-то срочно предпринимать. Но мозг успел отметить. Вот же ведь гнусные создания. Им мало просто убить, растерзать. Им надо еще и заснять все это, чтобы потом любоваться, чтобы смаковать, чтобы показывать детям и женам. Вот, дескать, мы какие, герои мы, вон с какой тварью жуткой совладали. Гордитесь нами, любите нас. Таких героев поискать, ай да мы. Внутри что-то перевернулось от омерзения. Но эта перемена не расслабила, наоборот, она придала сил. Броневики приближались, эдак неторопливо, надменно, как будто были не железными банками, набитыми всякой дрянью, а живыми существами. Стволы орудий, будто горделивые носы, были задраны вверх. Тарахтелка там и вовсе обнаглела. Она висела над самой головой чудовища, в каких-нибудь 15 метрах, и оттуда, сверху, тоже снимали. Тоже водили этой дурацкой штуковиной. Видимо, туристам хотелось запечатлеть картину во всех ракурсах. Все это было подло и погано. У чудовища начинали пропадать остатки жалости к стройным. Пускай отшельник сам будет гуманистом, пускай распускает нюни, но только у себя в берлоге, а я здесь. И опять 2 снаряда пронеслись над подвальным укрытием, врезались в кирпичную стену, развалили ее в долю секунды, подняли клубы пыли. Ждать, пока вся эта свора гончих приблизится, возьмет его в кольцо, чудовище не хотело. Но у него не было ничего с собой, абсолютно ничего. Пулемет остался в клетушке смотрителя. Он, видимо, и сейчас валялся в ногах у Хэнка. Вытащить из карманов приятеля туриста парочку гранат чудовище не догадалось. Да и как оно могло догадаться?
Нет, нечего оправдываться. Злость накатила волной, но не погасила рассудка, не лишила способности трезво оценивать ситуацию. Пора. Одновременно 3 щупальцами чудовище ухватило 3 булыжника, припасенные кем-то в подвале, а может и просто валявшихся там случайно. Булыжники были совсем легкими, небольшими, с голову туриста. Именно поэтому бросать их было не слишком удобно. Чудовище предпочитало что-то повесомее. Гибкими катапультами щупальца откинулись назад. Но тут же выпрямились, опустились, и все 3 камня полетели в разные цели. В одно мгновение, словно их бросили 3 разных, но сильных и метких бойца. Бросили по единой команде. 2 туристов с переломанными хребтами сразу свалились с машин. Как могли падать неживые существа, даже не пораженные, а только мертвые или набитые мекиной куклы. 3 остался лежать на броне. Рука все еще сжимала поблескивающую трубку. Тело покачивалось в такт движению машины. Но ни один из тех, кто держал снимающие штуковины, не пострадал. Чудовище било лишь по стрелкам. Теперь в нем не оставалось жалости. Уцелевшие туристы заволновались и засуетились. Они не бросились подбирать погибших. Они устроили сутолоку у люков, стремясь побыстрее попасть внутрь, под защиту брони. Машины почти остановились и поползли черепашьим ходом. Чудовище напрягло мышцы, вырвало из кирпичной кладки полуподвала 2 блока, сцементированные и угловатые. Оно могло бы перебить, передавить суетившихся у люков. Хватило бы тех нескольких секунд, что были вызваны образовавшимся затором. Но оно поступило иначе. Обхватив каждый блок 3 щупальцами, поочередно оно швырнуло эти рукотворные глыбы в машины. Удары пришлись по башенкам. Грохот сотряс окрестности, будто некий исполин ударил в гигантское пустое ведро. Чудовище не знало, что ощущали при этом сидевшие внутри броневиков. Но оно явственно видело, что стволы больше не стволы, что это искривленные и бесполезные железяки, от которых толку полный ноль. Можно было считать, что 2 машины выведены из строя. Правда, оставались еще 2 с той стороны и целых 7 с другой. Силы были явно неравные. Кольцо продолжало сжиматься. Сверху ударила пулеметная очередь. Чудовище успело спрятаться под прикрытием. Но вечно сидеть под ним оно не могло. По-любому туристы подберутся вплотную и расстреляют его снарядами в упор. Пальбу из пулеметов можно было терпеть. Пули застревали в плотной коже, но от снарядов кожа не защитит. Чудовище выглянуло. И вовремя. В днище тарахтелки, висевшей над подвалом, раскрылся люк. Из него вывалились 2 бочонка. Чудовище уже знало, что это такое, и поэтому оно не стало выжидать. Прыжок вверх был молниеносным. Чудовище подскочило на 12 метров. Почти сразу же с боков и снизу просвистели снаряды, но ни один из них не попал в живую мишень. Прыжок был настолько молниеносен и совершенно неожиданен. А стрельба из машин, судя по всему, велась вручную. Это и спасло. С бочонками чудовище встретилось в наивысшей точке своего прыжка. И тут же, пока эти небольшие резервуарчики с горючей смесью не набрали ходу, облепило их щупальцами и швырнуло в уцелевшие 2 машины. Оно не видело результата по той простой причине, что от мощного толчка перевернулось в воздухе. Взрывной волной разорвавшегося неподалеку снаряда чудовище отбросило в сторону. И оно упало в 3 метрах от зияющего отверстия своего укрытия. Еще 2 снаряда, но уже с другой стороны, пронеслись совсем близко, чуть ли не прогладив стремительными утюгами сырой и пористой кожи. И только почувствовав себя в относительной безопасности, добравшись до подвала, укрывшись под переборками, чудовище выставило наружу глаз. Все 4 броневика, и те 2, что были искорежены, и 2 других целых, стояли в море бушующего пламени. Изо всех люков, и боковых, и верхних, выпрыгивали туристы, пытаясь спастись, орали, вопили, стонали. Немногим из них удалось пройти стену огня. Кольцо разомкнулось,
Однако 7 машин с другой стороны увеличивали расстояние между собой и охватывали все большее и большее пространство, одновременно надвигаясь на загнанную в капкан жертву. Похоже, сидевших внутри них туристов ничуть не смутило то, что произошло с их товарищами. А может быть, им просто не верилось, что живое и совершенно безоружное существо оказывает такое сопротивление, что с ним надо считаться всерьез. Еще 2 бочонка чудовище отбросило в самый последний момент, когда те практически коснулись земли. Оставалось не более 1,5 метров. И все же они мячиками отскочили, разлетелись, бесцельно заливая землю огнем и не причиняя никому вреда. Усилие было поистину титаническим. Все тело чудовища свелось судорогами, и оно даже вспомнило про отшельника. На мгновение вспомнило. Да только в ушах отголоском прозвучало: «Рассчитывай только на себя, рассчитывай на себя». Чудовище упало на заросший мхом камень и принялось биться об него, о стены, о перекрытие, всем телом, чтобы хоть как-то усмирить судорогу и снять оцепенение. Со всех сторон слышались разрывы снарядов. Подвал то и дело засыпало обломками каменных и кирпичных стен, щебнем, песком, заволакивало пылью. Чудовище почти потеряло слух, но оно не собиралось сдаваться. Да и мышцы отпустило. Удалось избавиться от внутренних оков и судороги. И вовремя обнаглевшая тарахтелка зависла на 6-метровой высоте. Створки люка снова распахнулись. На этот раз чудовище взлетело вверх ракетой. И оно не стало расшвыривать бочонки по сторонам. Пружинистым ударом сложенных вместе щупальцев оно подбросило бокастые подарки. Один проскочил мимо, ударился о днище и полетел под наклоном вниз. Зато другой залетел точно в дыру люка. Взрыв был мощным. Чудовище ничего не услышало, не увидело, не почувствовало. Оно просто как-то сразу вдруг оказалось на земле, прижатым к ней. Даже боли не было, лишь одно ощущение удара. И ему показалось, что вот сейчас обломки тарахтелки посыпятся ему на голову, что жидкое пламя поглотит его, сожжет живьем. Однако машина упала совсем в другом месте. Заклинившие винты отнесли ее на 50 метров правее. Горящие обломки рассыпались. Один, самый большой, рухнул прямо на крайнюю колесную машину. Та еще проехала метров с 20, неся перед собой огненный вал. Но потом остановилась, покачнулась. Что-то ухнуло внутри нее самой. Броневиков оставалось ровно 6. Да в небе болтались хищными неожиданными птицами еще 2 тарахтелки. Почему их снова было 2? Чудовище не видело, откуда пришла подмога. Если это будет повторяться вновь и вновь, никаких сил не хватит, никакая выдержка не спасет. Положение было отчаянным. Но в отчаянном положении надо было и действовать отчаянно. Во всяком случае, теперь смерть грозила лишь с 3 сторон, а не отовсюду. И чудовище решило больше не мешкать. Оно в 2 прыжка достигло развалин, на секунду притаилось за ними и тут же отскочило в сторону. Развалины разнесло метким выстрелом орудия, так, как будто их и не было. Но это не имело никакого значения. Теперь расстояние было вполне приемлемым. До ближайшей машины 40 метров. Чудовище резко подпрыгнуло вверх, в полете, изменило направление движения, приземлилось на все конечности, тут же упало на спину, бешено вращающимся колесом понеслось по земле. Следующий прыжок стал решающим. 4 снаряда разорвались одновременно совсем рядом. Но поздно. Чудовище уже сидело на броне одной из машин. Крышку люка оно оторвало резким движением. Еще не успев толком упасть на саму броню, еще не почувствовав жесткого ее удара, крышка отлетела, словно смятая картонка. Щупальца проникли внутрь, уцепили что-то живое, шевелящееся. Ну держитесь, ребятки. Сами напросились. 2 тела будто пружинами вытолкнуло из броневика. Следом еще 2, потом еще одно. Чудовище даже не глядело, куда оно вышвыривает туристов. Ему это было безразлично. Ему было наплевать на их судьбу. Уцелеют, так уцелеют. Нет, так и нет. Оно с огромным трудом протиснулось внутрь. Люк был рассчитан на 2 туристов, но все равно он был слишком тесен.
«Не торопись, малыш», — прозвучало неожиданно в мозгу. Отшельник, видно, вспомнил про своего приятеля. «Не надо дергаться, Биг». «Ну чего ты устраиваешь здесь побоище? Это же тебе не кино, малыш. Надо быть повнимательней, поосмотрительнее». Чудовище его не слушало. Оно дергало за рычаги и нажимало на клавиши. Машину чуть ли не на дыбы вздымало. Она взрёвывала, кренилась, раскачивалась и, казалось, вот-вот перевернется. «Ведь ты все равно не знаешь, за что надо тянуть, за что дергать, малыш! Ну нафига ты в нее полез?» «Отвяжись!» — буркнуло чудовище. «Вылезай!» «Не вылезу!» «Они зажарят тебя в этой консервной банке!» «Не вылезу! Не вылезу!» Ему удалось развернуть машину носом к другим машинам. Удалось пальнуть раза два из орудия. Но выстрелы были неудачны. Пока он будет учиться, точно зажарит. Как куренка. Как жалкого птенца. Вылезай. Я прошу тебя. «Не вылезу!» Отшельник закашлялся и захрипел. «Будет хуже». «Хуже уже не будет», — ответило чудовище. «Ладно». Голос отшельника помягчел. «Слушай меня. Тяни вот за это. Ага, вот так. Так, нет. Лучше расслабься. Я буду сам управлять твоими щупальцами. Давай, Биг, не упрямничай». Чудовище расслабило часть тела. Совершенно независимо от его воли, щупальцы начали вдруг нажимать какие-то клавиши, тянуть рычаги, дергать за что-то. И машина пошла так, словно ей управлял опытный ас-водитель. «Ты гляди в окуляры, Биг. Так лучше будет. В смотровую щель не разберешь ни хрена». Чудовище прильнуло двумя глазами к окулярам. Остальными продолжало наблюдать за происходящим сквозь смотровую щель. Ствол орудия как будто бы сам по себе приподнялся. Машину качнуло раз, другой, и чудовище увидело, что одна из тарахтелок вдруг дернулась, завалилась на бок, перевернулась вокруг своей оси. И совсем как-то неестественно, поломанной кривой, упала на землю. Ствол пошел влевее, нащупал вторую летящую машину. Но та, словно предчувствуя недоброе, вдруг сделала совершенно невообразимый вираж и стала удаляться. «Ладно, черт с ней, в спину не стреляем», — прохрипел отшельник. «Ну что, Биг, не будешь вылезать, а?» «Не вылезу!» — ответило чудовище. «Гляди, прикокошат они тебя! Здесь!» Отшельник вздохнул, словно сидел где-то рядом. Так отчетливо прозвучал вздох. «И здесь, и там, и повсюду. Куда ты от них скроешься? Куда ты от них денешься? Повсюду отыщут, Биг. Лучше тебе в глубину уйти. Там черт ногу сломит, а тут найдут и укокошат». «Ладно», — проворчало чудовище. «Укокошат. Заладили все как один». «Что вы все сговорились, что ли? Чего это вы меня все отпиваете? Может, рановато еще? А? Ты-то как думаешь, отшельник? Я же все еще не сдох пока. Ну чего вы все панихиды устраиваете? Мы еще повоюем». Между делом и разговором они перебили еще 3 машины туристов. Оставалось только 2, самые проворные и увертливые, к которым никак нельзя было подступиться. «Ой, Биг, ладно, тебе лучше знать. Поглядим так поглядим». Вместе с последними словами отшельника прогремело страшно, разрывая барабанные перепонки. Машину дернуло, и она остановилась. В мозгу будто что-то отключилось. Щелк, и все. Чудовище поняло. Снаряд попал-таки в его броневичок. Нельзя было терять ни мгновения. Оно мощнейшим ударом левой конечности вышибло крышку бокового десантного люка. Вывалилось. Машина только-только начинала гореть, и чудовищу удалось отползти от нее на десяток метров, прежде чем внутри рвануло. Тут же врезались в землю перед самым носом 2 снаряда. Подняли целые земляные фонтаны. Осколком вышибло глаз. Тот самый, болезненный, полузалепленный бельмом. Но в эту секунду чудовище не почувствовало ни боли, ни досады. Слишком многое стояло теперь на карте. Любая промашка могла стоить жизни. Оно откатилось на несколько метров левее, затаилось.
В оседающем облаке пыли и песка его не было видно. Машины приближались. Теперь любое попадание снарядом могло быть последним, смертельным. Бурое облако позволило одной из машин приблизиться почти вплотную. Мягкие, круглые шины совсем не шуршали, не скрипели. Моторы работали мягко и плавно. У чудовища все обмерло в груди, когда хищный нос качнулся совсем рядом. Башенка повернулась, и ствол стал опускаться. Медленно. Будто дело происходило не в жизни, а в каком-то нелепом сне. Но чудовище знало, что никакого сна нет и быть не может, что это самое, что ни на есть настоящая жизнь. Просто его реакция убыстрилась настолько, что все кажется медленным. Медленным, но не неотвратимым же. Жуть охватила его с головы до пят, от кончика горба до присосок на щупальцах. Прямо в глаза смотрела смерть. И была на этот раз смерть в обличии круглого, зияющего чернотой дула. Чудовище не успело ничего решить, ничего предпринять. Инстинкт бросил его вперед, прямо под колеса, точнее между ними, под днище. Это был бросок чемпиона. Казалось, что тень промелькнула, но уже в сам след этой тени ударил снаряд, потом второй. Но только поздно. Поздно они ударили, сея вокруг осколки, сея смерть. Чудовище почувствовало спиной, горбом, прикосновение холодной брони. Его вжало в эту броню ударной волной. Еще миг, и его расплющило бы между телом броневика и глинисто-каменистой землей. Но в этот момент чудовище выпрямилось, конечности его задрожали, горб вздулся, щупальца все, даже обрубок, уперлись в броню, и машина стала медленно, нехотя, через силу, сопротивляясь, но все же вставать на дыбы. Последним толчком чудовище перевернуло ее. Теперь броневичок напоминал гигантского жука, лежавшего на спине и никак не могущего встать, перевернуться. Колеса бешено вращались, разбрасывая по сторонам прилипшие к ним камешки, кусочки глины, грязь. Брюхо поблескивало. Машина покачивалась. Внутри что-то хрипело и стонало. Ствол орудия был не виден, но был наверняка основательно поврежден. Чудовище присело рядом с этим уродливым жуком и расслабилось. Оно видело, как удирает последняя машина, и вовсе не собиралось бросаться в погоню. Была бы охота. Оно сидело и отдыхало, еще не веря до конца, что избавилось от смерти, что гибель, и на этот раз миновала его. Все было хорошо, все было нормально. Голова постепенно очищалась, мысли приходили неторопливые и совсем не злые. Вот говорили: все, укокошат, угробят. Не вышло. И не выйдет, дорогие мои охотнички. Жаль, конечно, что кое-кто из вас тут останется лежать. Но так, если разобраться, кто вас сюда звал? Никто не звал. Никому вы тут не нужны. А мы там никому не нужны. Вот бы оставить друг друга в покое. Ведь это было бы самое верное дело. Чудовище приподнялось и, потирая опустевшую нижнюю глазницу, массируя кожу под ней, чтобы быстрее заживала рана, побрело к тому месту, где оно вылезло из подземных трубосплетений. Прежде чем спуститься вниз, оно заглянуло в зев входного люка. Опасности вроде бы не было. Оно наполовину опустило свое тело в люк, когда послышался отдаленный гул. С северо-запада, в несколько рядов, от горизонта к горизонту, шла целая армада летающих тарахтелок. Но чудовище не стало их поджидать. Оно быстро растворилось в темноте входного отверстия, накинуло сверху крышку, ступени снова заходили ходуном под его тяжестью. Хэнк сидел на грубе тряпья, живой, веселый, и перебирал пулемет. Когда входная железная дверца скрипнула, отворилась, и в смотровую вползло чудовище, он улыбнулся и помахал рукой. «Ну что, разведчик, принес что похавать, а?
Спросил он и подмигнул. Чудовище недовольно проворчало. Себя еле принес. Сам бы знал, чего там творилось, тогда бы не спрашивал. Засада? Было дело. Вырвался. Чудовище посмотрело на него выразительно. И Хэнк сам понял глупость вопроса. Несколько минут они сидели молча. У каждого сводило желудок. Да и пить хотелось. Но где найти еду? Где найти питье? Как уберечь себя от неожиданных встреч? Ни один не знал ответа. «Придется на крысосусликов переходить», — грустно сказал Хэнк. «Успеется». Чудовище откинулось к стенке, размякло. «Ты лучше скажи, здесь никого не было?» «Кого это?» «Ладно, можешь не отвечать. Значит, не было». Хэнк прищурился. «Что, круто приходится, приятель? Прижали?» «Прижали», — коротко и ясно ответил чудовище. Хэнк встал. Он наконец-то собрал свой пулемет, закинул его за спину, подошел ближе и сказал совсем тихо, но с нажимом. «Я знаю, что надо делать». «Что, уходить в глубины?» «Нет». Чудовище отвернулось, перевалилось на бок. Груда тряпья под ним начала буреть от слизи, сочащихся из ран. «Надо идти туда, где тебя никто и никогда не будет искать». «Это куда это? На тот свет, что ли?» — вяло переспросило чудовище. «На тот свет успеешь, Биг. А сейчас нам надо идти в Забарьерье. К нам. Понял?» Чудовище встрепенулось было, но тут же снова обмякло. «Ты знаешь, сколько топать?» — проговорило оно. «Пока доберешься, 100 раз застукают и прикончат». «Да нет, Биг, я все продумал. Тут есть скоростные трассы. Соображай давай, шевели своими мозгами, если они у тебя, конечно, остались». По трубам шел, а кое-где и сейчас идет нефтепродукт. Понял? Газовая всякая гадость сжиженная. А рядом есть трассы для людей. Я знаю где. Если они исправны, если там не растащили все, мы через пару часов будем за барьером. «Ха, а это дело», — ответило чудовище, приподнимаясь. Ему не надо было растолковывать подробности. «Пойдем». Пак выставил вперед железяку и лишь после этого просунул в дыру голову. Никакой опасности не было, только глаза защипало, да голова закружилась. Небо тянуло в себя, как там, в отшельниковом мире, но этот мир был взаправдошнее. Ну чё застрял, ядрён? Застрял, понимаешь, как пробка в бутылке. Хренаредьев ткнул Пака в спину, и тот вылетел наружу. Как был, так и вылетел. Настороженный, ощетиненный, зажмуренный. Ноги его дрожали. Железяка вывалилась из клешни. Сам Хренаредьев вперся в новый мир, в Забарьерье, как в собственную халупу. Даже ног не вытер. Точнее, ноги и 2 своих деревяшек. Он сразу же огляделся, деловито прикидывая, что и почем. Но вывода пока сделать не смог. Лишь произнес глубокомысленно. Вот она где, жизнь-то. Буба вылез последним. Он как-то сразу смирился с ролью врага и диверсанта, и поэтому не навязывался в председатели, предводители и прочие преды. Он вылез, огляделся назад, в темноту дырищи, словно желая вернуться обратно. Скривился, сморщился, отчего все синяки, ссадины и наплывы на его лице заиграли и запереливались. И только потом уже выдал с натугой. Вот это точно! Вот она, земля родимая! Сколько лет! Буба собрался было снова упасть на колени, уткнуться лицом в траву, но, во-первых, никакой здесь травы не было, а во-вторых, Пак дал ему по загривку, чтобы не юродствовал, а Хренаредьев ткнул в бок, чтобы прямее держался. Буба все понял. Они стояли на асфальтовой дорожке посреди чудесного парка. Парк был пустынен. Но даже отсюда вся троица видела, что парк совсем маленький, что за ним, сразу за деревьями, начинается то ли городишко какой-то, то ли поселок. Торчали дома, какие-то непонятные длинные штуковины. Со стороны поселка городишки доносился слабенький шум.
Там явно шла обыденная жизнь, но спешить вливаться в нее не стоило. Это понимал каждый, даже урожденный в Забарьере Буба чокнутый. «Да ладно, нечего дисковать!» — проговорил Пак хитрец. «Вы как хотите, а я пойду залягу в засаду и шлепну кого-нибудь для начала. А как там, разбираться понемногу буду». Быстрый какой, ядрен кочерыга! Отозвался Хренаредев. «Шлепнет он! А нас всех и повяжут, дурачина!» При слове «повяжут» Буба вздрогнул. Еще живо было воспоминание о том, как его вязали, карали и миловали. Бубе вдруг захотелось назад. Кто-кто, а он уж точно знал, что в этом мире им не прижиться. Только сейчас лучше было помалкивать. «Эй, во!» — обрадовался вдруг Хренаредев. Стоит кто-то! Он подковылял к какой-то огромной белой фигуре, которую они по масштабности и неподвижности поначалу совсем не приметили. Ух ты, ядреные твоянья! — удивился Хренаредев, пуча глаза. И когда же-то они успели-то? Ну дела! На белом метровом пьедестале стояла белая 5- или 6-метровая фигура какого-то могучего существа с огромными ручищами, короткими ногами, маленькой, почти беззлобой головкой. В руке фигура держала что-то непонятное, напоминающее то ли топор, то ли молоток. Казалось, сейчас она сорвется с места и пойдет со страшной силой что-то крушить. Ну или вырабатывать, давать на гора. «Вылитый!» — заключил Буба и утер скупую мужскую слезу. Пак долго стоял с разинутым ртом, потом вдруг всхлипнул, припал к пьедесталу. «Папанька!» Плечи его затряслись. «Папанька, родимый! Не ценили бы тебя при жизни, а потом и после не ценили!» Пак голосил долго, но вдруг вспомнил, что этими самыми ручищами родимый папанька изо дня в день мордовал, не давал ни спуску, ни прощения. Да и приглядевшись повнимательнее, убедился, что никакой это не папаша Пуга. Тот был живее, добрее на вид, волосатее, и руки у него были почти до земли, а у этого всего-то до колен. И лобик уже, и глазки меньше. Но главное, папаньку всегда качало, а этот стоял несокрушимо. «Эх, сволочи, опять надули!» Пак отскочил на 5 шагов от изваяния, вскинул вверх трубку, грохнуло. Псевдопапаньке оторвало ухо. Грохнуло еще раз, отбило нос. Но сам-то он стоял. Стоял все так же, несокрушимо и непоколебимо. И Пак успокоился. Оглядевшись, он не заметил возле себя ни Хренаредьева, ни Бубы. Те давно лежали в кустах и притаились. Но Пак их обнаружил. Подошел, склонился. «Вы чего?» — спросил он. Хренаредьев отлегнулся от него протезом. Пошел вон, дурак! Пускай тебя одного, ядрёно гребут! Чего ты нас с собой тянешь?» Но, похоже, на грохот выстрелов никто не среагировал. В парке по-прежнему было тихо и безлюдно. Чокнутый Буба оказался самым умным среди них. «Надо темноты дождаться», — предложил он, — «а потом уже нос высовывать». «Вот это дело!» — согласился Хренаредьев. «Ну нет, я уж лучше в засаду». Пак ушел. Залег у самого заборчика под кустиками. Стал приглядываться. То, что он видел перед собой, было для него ново и непривычно. Но после мира отшельника не шокировало. Видимо, прав был старый карлик, устроив им небольшое испытание. Да только не на правоте мир держался. Пак знал эту простую истину. Держался мир на силе и наглости, на том, кто кого первым шлепнет. И он хотел опередить любого, пускай только попробует. Он им еще задаст, всем задаст. Сквозь кусты проглядывала улица. С одной стороны шли дома по 3-4 этажа. Вдалеке возвышался один 8-этажный, совсем для Пака диковинный. Хитрец дал себе слово ничему не удивляться.
По улице проезжали машины, но не такие, на каких охотились туристы за поселковой малышней и подростками, а какие-то очень красивые и необыкновенные. Совсем рядом с кустами прошел маленький туристенок, лет, наверное, 5-6. Но Паку он показался неземным созданием, до того симпатичненьким, кукольным, вымытым, чистеньким, ухоженным, разодетым. Пак даже растерялся. У него руки опустились, железяка уткнулась в землю. Туристенок вел на веревочке за собой маленькую пушистую собачку. Собачка эта тоже была словно с картинки. 4 лапки, хвостик, мордочка. Таких Пак еще не видел. Да и вообще, она себя вела очень доверчиво. Ладно, решил Пак, шлепну следующего, а этих пока попустим. Потом мимо пробежала девочка в голубенькой юбочке и беленькой кофточке. Потом прошли 2 старушки, тоже невероятно ухоженные, двухрукие, двуногие, одноголовые, какие-то картиночные. Пак пропустил и их. Но ведь надо было все-таки на ком-то выместить всю свою злобу и обиду, все свои невзгоды и тяготы. Пак встал, прошел к каменному папаше Пуга и дал такую очередь, что изваянию оторвало таки голову, а Хренаредев с Бубой уползли вообще в неизвестность. Пак не стал их искать, а сами они не отвлекались. Темнело. Но темнело не так, как это бывало в поселке. Там серо-желтая пелена за несколько минут становилась непроницаемой. Все обволакивала тьма, а лишь в отдельных окошках высвечивались огоньки лучин. Темнота была всегда жуткой, пугающей и всегда неожиданной. Здесь все происходило будто в нереальном сказочном мире, будто в сновидении. Небо постепенно темнело, наливаясь сначала синевой, густой и плотной, даже на взгляд, потом чернотой. Какие-то белые и голубоватые огоньки посверкивали на этом ненастоящем небе, словно в бархатной ткани продырявили крохотные отверстия. Но не это было основным. Другое растревожило Пака. Небо темнело, в парке становилось темно, а на улицах и возле домиков по-прежнему было светло. Там было все как на ладони. Ну куда, спрашивается, пойдешь? Как подберешься, подкрадешься? Не нравилось все это Паку. Ну, чего? Послышалось из-за спины. Пак обернулся. Чего? Переспросил он. Я спрашиваю, придурок, не захомутали тебя еще? Разнервничался вдруг Буба. А это был именно он. Как выйдешь? Для острастки Пак все-таки треснул чокнутого железякой по лбу. И спросил у него. Ты-то чего боишься? Ты бы здесь жил когда-то. Кто знаешь. А у тебя поджилки трясутся. Буба поглядел на Пака сверху вниз, как учитель на ученика. «Обалдуй!» — сказал он. «Тут тебе не поселок, тут сразу подзалететь можно, только высунься!» Пак врезал Бубе еще раз, и тот стал менее надменным. «Я о чем толкую-то?» — проговорил он по-приятельски, даже как-то задушевно. «Нам ведь чего, хитрец, надо? Сечешь?» Чего? Не сечешь, значит. Нам надо перво-наперво, дубина, из этого садика пробраться через город. Понял?» А нахрена? Поинтересовался Пак. Я вот тебе сейчас как дам нахрена? Прозвучало грозно у самого уха. Это незаметно подкрался Хренаредев. Я тебе сколько разов, ядрёно, говорил, чтоб тружеников не оскорблять! Я тебя, хитрец, последний раз предупреждаю, ты меня понял? Я тебя порошок сотру, я из тебя чужелу набью и на показ выставлю. Да заткни ты, прервал его Пак. А ты отвечай. Зачем нам перед городишко тут пододеваться надо? Чего ты путаешь мозги? Пак чуть не за грудки схватил Бубу. А для того, ответил тот спокойно, чтобы залезть в такую глухомань, где нас сроду не отыщут. Усек? Будем первое время в шалаше жить, жратву в городе воровать, ну или в поселках. Главное, на глаза не попадаться. Они тут дотошные, черти бы их побрали, но размягченные. Усек? Они бдительность-то утратили. Но ежели сам в лапы полезешь, так прихватят. Что ты, хитрец, из зоопарка потом выберешься?
а дурака Хренаредьева в какую-нибудь богадельню запрут на всю оставшуюся жизнь. Усек? То-то. Надо уметь понимать мудрых людей. Хренаредьев на дурака не обиделся. Его заинтересовал Бубин план. Хренаредьев был готов и в шалаше прожить оставшуюся жизнь. Лишь бы здесь, а не в поселке, не под куполом. И его вовсе не прельщало удальство и геройство. Он не собирался ни за кого мстить, и тем более лежать с Паком-хитрецом и проращивать свою хитрость в засаде. И потому он предложил свой собственный план. А чё тут ядрён думать? Днем еще светлее будет. Надо от дома к дому, от заборчика к заборчику. Глядишь, и выберемся. Хренаредьев помолчал для солидности и добавил с мстительной подозрительностью. А Бубу на прицеле держать будем, чтобы снова не продал. «Чего? Когда я вас продавал-то?» — возмутился Буба. Чего? Молчи, агент, — осек его инвалид. Заведешь нас в западню, мы с хитрецом из тебя лапши настругаем, ядрен вошь. Буба только махнул рукой. Ему надоело уже оправдываться. За него вступился Пак. «Да чего ты, стадый хрен, привязался к тёкнутому? Он заслуженную каду понес? Понес. Понес, я тебя сплатываю!» Понес, нехотя согласился Хренаредьев. «Стало быть, и вкупил?» «Не знаю. Может быть, не до конца донес, ядрёнка нети. Может быть, затаился до поры до времени. Может быть, момент выжидает. Нет у меня к нему доверия». Пак долго думал, потом предложил самое простое решение вопроса. «Да мы его хлёпнем здесь, да и дело с концом!» Буба упал на карачки и пополз к заборчику. Хренаредьев бдительно следил за ним. Подмигивал Паку, дескать, выдал себя агент, провокатор. Он как забеспокоился за свою продажную шкуру, но вслух сказал. Хитрец, шуму разводить не надо. Надо его просто связать. Пускай полежит, пока свои не подберут. А мы пока что ядрен-матрена и удочки смотаем». Они настигли беглеца, схватили его за длинные масластые руки. Подняли. Обессиленный от бесконечных побоев за последние сутки, Буба покорно поплелся меж своих стражей. Вели его недолго, до изваяния псевдопапаньки. Там же привязали чокнутого к короткой толстой ноге белой статуи. Хренаредьев пару раз ткнул Бубу брюхо кулаком, но потом сообразил, что без кляпа оставлять Бубу опасно, разорется еще, и, содрав с ноги продажного агента сапог, долго и старательно запихивал его в Бубин рот. Наконец справился с поставленной задачей, радостно и удовлетворенно потер руки. «Ну чё, хитрец, потопали, чё ли?» Пак стоял в раздумьях. «Мы без него-то пойдем. Он хоть порядки тутовные знает. Мы вообще не ходина». «Ну-ну!» — погрозил пальцем Хренаредьев. «Чё это мы тут вдруг без хрена? Мы с хреном?» Он сам запутался и развел лапами. «Короче, ядрёно! Во всем, с чем полагается, с тем и справимся!» И пошел было к заборчику. Но тут же до него дошло, что поступили они все-таки не слишком умно. Сами своего же единственного проводника и связали. Буба дико вращал выпученными глазами и пытался языком выпихнуть сапог изо рта. Разумеется, это была напрасная затея. Хренаредьев сработал на совесть. Они еще около 40 минут припирались с Паком. Дело чуть не закончилось дракой. Потом поуспокоились и решили все-таки отвязать Бубу-мученика. Но кляпа не вынимать. Руки связывать за спиной, пускай идет впереди и дорогу указывает. К этому самому шалашу. Они подобрались к заборчику, улеглись в тени кустов. Решили передохнуть малость перед отчаянным броском сквозь неизвестность. Хренаредьев, отвернувшись, дожевывал припасенного полуразложившегося крысосуслика. Пак ронял слюни, облизывался, но не просил. Терпел. Буба лежал на спине
ему было очень неудобно, мешали свои же связанные в кистях руки. Но он терпел. За заборчиком было почти светло и очень спокойно. Никто не собирался ни травить их, ни вылавливать, ни сажать в зоопарке или в богадельне. А чё это ядрён? Поинтересовался вдруг Хренаредев. Где? Вон тама. Хренаредев указал в сторону изваяния, в глубину парка. Шумнуло чего-то. И послышалось, а? Пак всмотрелся. От напряжения даже глаза заболели. Нет, им не послышалось, не показалось. Там действительно что-то было. Неизвестно кто, но точно был. Оттуда, прямиком из дыры, через которую они вылезли сюда, вылазил еще кто-то. Сначала мелькнул желтенький лучик, словно ощупывая пространство. Потом высунулась какая-то странная конечность. То ли нога, то ли лапа, очень большая. Потом лучик стал ярче. Но он осветил не вылезавшего, а то, что было перед ним. И все же Пак рассмотрел целую кучу рук, ног, лап. Из-за этой кучи вдруг выглянул самый обыкновенный турист. Послышались неразборчивые голоса. Ты пока не стреляй, ядрён кочерыга, предупредил Хренаредев. Ты ведь спугнешь еще. Пак думал, что стрелять не следует. Совсем по другой причине. Он вдруг сообразил, что эта самая куча лап, ног, рук принадлежит одному существу, причем существу хорошо ему знакомому. Да, это было то самое чудовище, виновник всех бед и напастей, непобедимое, несокрушимое, не боящееся пули камней чудовище. Стрелять было бесполезно. Видал? Спросил Пак у инвалида. Чего? Что здесь там, гад, вылез? Все они заодно. Я давно подозревал, что заодно. Помни, дурья броска, как эта тварь из басни на площади выползла. И как сразу все началось. И пальба, и огонь, и расстрелы. Тихо ты! Испугался вдруг Хренаредев. Тихо, ядрёновось! Не заметят. Но их никто не замечал. Чудовище с туристом почти сразу же подошли к изваянию псевдопапеньки. Турист долго чего-то показывал, лопотал, убеждал в чем-то. Потом чудовище навалилось на пьедестал, загудело, заохало, заскрипело, и изваяние сдвинулось метра на 3. Почти сразу же и турист, и чудовище пропали. Видимо, залезли в какое-то потаенное место, а может быть и в лаз, в подземный ход. Пак разинул рот, глядел, ничего не понимал. Изваяние медленно, будто бы его подталкивали снизу, вернулось на свое место. И снова в парке стало тихо, спокойно, будто ничего не происходило. Снова в нем оставались лишь Пак-хитрец, инвалид Хренаредев и Буба чокнутый. «Плода!» – произнес наконец Пак как-то трагически. Эх, пора! – отозвался Хренаредев. Они перекинули через заборчик Бубу, перемахнули сами, и вся троица побежала к домам. Через улицу побежала, стараясь не попадать под лучи фонарей, но все равно они были видны до тех пор, пока не затаились между домами, пригнувшись у палисадничков, переводя в темноте дух. Все, заявил лопоухий Дюк. Лопнуло мое терпение. Я сейчас или перестреляю всех, кто попадется, или вылезу и пойду назад. Гурыня, не оборачиваясь, закатил Дюку за трещину. Навесил для убедительности. Просто так. Но ругать не стал. Напротив, почти проорал бодро, весело и с пришипом. Парни, чует мое сердце, мы у цели. Все, падла, добрались. А ну все по местам. Бага, падла, докладывай. Бага-скорпион вытянулся в струнку, ровно настолько, насколько ему позволило внутреннее пространство броневика, и отрапортовал. «Все в полной боеготовности, шеф!» Парни ждут с нетерпением, понимаешь, так и рвутся в бой. Отлично! Курыня был взвинчен до предела.
Он и чувствовал себя теперь шефом, не вожаком, не Гурыней, а дрожащей стрелой в натянутом луке. Вот-вот пальцы слегка разожмутся и... Вперед, падлы! Полный вперед! Где плешак? Я! Лопоухий? Я! Бага? Я! Никто не спит? Никак нет! Рявкнули одновременно 3 глотки. Гурыня затрясся в предвкушении. Маленькая головка задрожала на вытянутой длинной шее. Последняя инструкция, падла! Чтобы сходу, чтобы с лету, поняли, падлы? Штурм, натиск! Туда, обратно, налетели, перебили, похватали, в машину и сразу назад. Лихо, смело, падла, молодецки! Гурыня был доволен парнями. Но он и сам не знал, что будет, когда эта чертова труба кончится. Да и ладно, только бы кончилось, а там разберутся. Полный вперед! Снопы фар прожекторов уперлись где-то еще совсем далеко в какую-то преграду. Уперлись одним желтым кругом. «Эй, шеф, притормозить ба!» — заверещал Бага. «Ни за что! Полный вперед! К бою готовься!» Хэнк обливался потом, но не отставал, полз за чудовищем по узкому земляному лазу. Он удивлялся, как оно, чудовище, не застревает в нем. Казалось, они тут находились уже целую вечность, но на самом деле они проползли не больше 200 метров. «Во! Просвет!» — невольно вырвалось у чудовища. Они выбрались в какое-то темное помещение, заваленное мешками, заставленное коробками, ящиками. Дышать стало легче. Первым делом Хэнк осмотрел свой пулемет. Все было в порядке, лишь немного земли набилось в пазы, но в дуле ее не было. «И что дальше?» — поинтересовалось чудовище. «Что-что?» — передразнил Хэнк. «Будто бы я сам знаю. Посидим немного, потом выберемся. Ты мотай, куда тебе вздумается. Лучше в леса какие-нибудь. Там можно скрываться хоть 100 лет. А я уж как-нибудь попытаюсь к своим добраться». «Ладно, так и сделаем», — согласилось чудовище. На мешках было удобно сидеть. И вообще, здесь было спокойно, хорошо. Не хотелось отсюда уходить. «Я схожу на разведку», — сказал Хэнк, и полез по лесенке наверх. Чудовище осталось в темном помещении, осмотрелось. В мешках и коробках было что-то съестное. Это оно сразу определило, по запаху. Проковыряло один из мешков, в нем лежали кругленькие штуковинки, совсем темные снаружи и белые внутри. Чудовище разгрызло одну, подержало во рту, проглотило. Потом, не раздумывая, вытряхнуло в пасть содержимое всего мешка. Перетерло жвалами. То же проделало со вторым мешком и с третьим. Сразу стало веселее. Даже сил вроде бы прибавилось. В коробках стояли бутылочки с желтой сладковатой дрянью. Если бы не жажда, чудовище ни за что бы не стало глотать их. Но пришлось опустошить 10-2 бутылочек. Кровь сразу забурлила в жилах. Теперь чудовище не могло сидеть сложа руки. Оно было готово действовать, и оно полезло по лесенке наверх. И столкнулось со спускающимся Хэнком. Тот что-то жевал и запивал на ходу. «Ням повезло», — проговорил он невнятно из-за набитого рта. «Прямо в склад вылезли, в продуктовый». Они поднялись вместе и оказались в чистом уютном зальце, заставленном всяческой снедью. Чудовище не стало отвлекаться на съестное, оно было уже сыто. Сейчас надо было подумать о том, чтобы не угодить в лапы туристам. Впрочем, туристами они были там, за барьером, в подкуполье. Здесь они были просто людьми. Однако это ничего не меняли. «Пойдем». Хэнк подвел его к небольшому круглому окошку, подтолкнул рукой. «Гляди, обзор лучше не надо». «А толку-то?» Хэнк замялся, но быстро нашелся. «Главное, сейчас все видеть, а самим оставаться невидимыми. Ты не бойся, здесь твои противники совсем другие. Здесь они не палят направо и налево. Даже если кто и попробует, так на него быстренько таких собак навешают, что и не отмоется потом. Но это не значит, Биг, что тебе нечего опасаться». Чудовище передернулось.
Я это понимаю, Хэнк. Они проверили все двери, никого в помещении не было видно. На складе было пусто. «Время ночное, все спят», — сказал Хэнк. «Но тут, Биг, не поселок. Тут, ежели какая заваруха, шумом и треском, сразу же спецотряды нагрянут. Чихнуть не успеешь. У нас умеют поддерживать порядок. Не поверишь, но с преступностью мы уже практически покончили». Чудовищу трудно было понять, что имел в виду Хэнк под словом «преступность». У них в поселке не было ни преступности, ни законности. Там было все вперемешку. Но здесь, за барьером, наверное, любили порядок. Что ж, в чужой монастырь со своим уставом не суются. Надо приглядываться, принюхиваться, привыкать. Хотя бы на время, пока не прекратятся облавы. Лишь одно чудовище сразу приняло. Это был воздух. Чистый, приятный, безо всякой взвешенной дряни, без паров, газов, какой-то необыкновенно прозрачный и даже вкусный. От этого воздуха кружилась голова. Он придавал силы. «Гляди», — Хэнк указал пальцем в окошко. «Вон там, рядом с парком, это старые ангары. Они наверняка заброшены. Даже при фонарях видно, что петли там проржавели. Нет, оттуда опасности быть не может. В парке все тоже тихо, ты сам видел». Он повел рукой влево. «Там дома, пара ночных развлекаловок, кабак, бордель. Биг, а вообще знаешь, что такое бордель?» Чудовище покачало головой. Ему было наплевать на содержимое всех этих домиков, тем более на их предназначение. Лучше бы их вообще тут не оказывалось. Ну и ладно, тебе это вообще-то ни к чему. Тем более, что все девки разбегутся и помрут от одного твоего вида. Так, дальше. Дальше вон. Вон большая башня. Там может быть охрана. Но с другой стороны, может быть, ее и нет. Там надо поглядеть. Ты следишь за мной? Да, ответило чудовище. У него в глазах мельтешило от всяческих горящих вывесок, ярких светящихся букв, от фонарей и светильников. Оно не привыкло, чтобы по ночам было так светло и празднично. Все его сбивало с толку, расслабляло. От этого можно было потерять бдительность. Да ты не бойся. Хэнк чувствовал себя хозяином положения. Сюда ни одна живая душа не припрется. Во всяком случае, до утра. Ну разве что роботы. Но на них можешь наплевать. У них свои программы, им до нас дела нет. Так, гляди дальше. Вон там участок, до него метров где-то 600. Оттуда тоже могут. Но это все ерунда, Биг. Чего у них там? Пулеметы, автоматы, пистолеты, с десяток винтовок. Может быть, даже дальнего боя. Тебе это все как песчинки. Сам видел. Так что будь спокоен. Хэнк говорил без умолку. Но было похоже, что он успокаивает самого себя. Чудовище не было настроено столь радужно, и ему казалось, что идти надо прямо сейчас, сию минуту, не теряя драгоценного времени. Ведь ночь скоротечна, а ему надо уйти как можно дальше от людских глаз. Он не Хэнк, его приметят сразу, его сразу возьмут на мушку, а может быть сделают даже проще. Вколют издалека какую-нибудь гадость, усыпят и возьмут тепленьким. «Пойдем?» «Да погоди ты!» – заворчал Хэнк. «Дай хоть немножко отдохнуть». Он опять что-то жевал, запивал все это желтенькой жидкостью. Ел с аппетитом, за обе щеки наминал. Отрывать его от приятного занятия не хотелось. Чудовище решило, что несколько минут и... Хренаредьев зловонно дышал Паку в самое ухо. Буба сопел внизу под ногами. Он все еще пытался вытащить изо рта кляп-сапог, но ему это никак не удавалось. Они уже перебежали к 4-му домику. Еще через 2 проглядывала спасительная чернота. Там, наверное, был какой-нибудь глухой тупик. Ну или же просто неосвещенная маленькая улочка, ведущая к окраинам городка. Во всяком случае, Буба кивнул именно в ту сторону и пучил глаза. И ему верили. «Ну чего, побежали в поле», — предложил Пак. «Дыхалка барахлит, ядрен круговерть», — пожаловался Хренаредьев. «Ты чё, боязно мне как-то? Их, хитрец, может быть, назад вернемся, пока не поздно, а?» Пак треснул Хренаредьева железякой. «Сам ты, продажный откуда и агент», — сказал он зло. Буба под ногами ожил, зашевелился, закивал. Пак выдернул у него изо рта сапог. Минуты с 2 Буба дышал, как выброшенная на песок рыба, а потом заявил. «Точно,
Точно, я тоже давно подозревал, что это подлый наймит, что это враг трудового народа. Не я, а вот этот вот гад. Я лишь попал под его тлетворное влияние. Хитрец, ты же сам знаешь, я же ведь избранник. Меня все уважали, все в поселке. Пак развязал руки чокнутому. Тот сел, прислонился спиной к деревянному заборчику. Смотрел Буба бодро и нагловато. Хренаредев ему пригрозил. Клеветник ты и доносчик, ядрен-матрен. Ага, вот, ты видел, испугался? Да заткнитесь вы, прекратил распри Пак. Тихо! На улице шел какой-то покачивающийся турист. Пак его взял на прицел, но стрелять не собирался. Так, на всякий случай. Турист был явно навеселе. И Паку вновь вспомнился папанька. Слезы потекли изо всех 4 глаз. В темноте они поблескивали маленькими росинками. Хоть и злющий был папанька, и драчун, а все-таки родней его у Пака никого на свете не было. Вот был жив папаш Пуга, Пак все ему отомстить клялся. Все злил сам себя, разжигал. А как помер в мучениях, так стал видеться хитрецу совсем иным, добрым, ласковым. Да что там вообще вспоминать? Турист прошел мимо. Стрелять так и не пришлось. Но почти сразу же с другого конца улицы поехала машина. В ней сидело 4 туристов в синих форменках и с касками на головах. В руках у двоих были металлические трубки, такие как у Пака. Они поговорили с тем, который проходил мимо, отпустили. А сами встали почти напротив троицы, 6 метров их разделяло. Но машина стояла на свету, а 3 посельчанина затаились во тьме. Все, каюк нам, прошептал каким-то мертвецким шепотом Буба. Влипли, все влипли, и враги народа, и друзья. Пак, ты сам-то как, друг или кто? Все влипли, и агенты, и диверсанты, и честные труженики. Да не ной ты, ядрен-матрен, Хренаредев зажал Бубе рот. ты цыц. Машина стояла и, похоже, никуда не собиралась уезжать. Туристы лениво переговаривались, 2 прохаживались возле машины, 2 сидели внутри и развалились в кресле. Ни Пак, ни его сотоварищи не слышали, о чем шла речь. Да если бы и слышали, навряд ли бы разобрали, что к чему. Ведь языки-то за 200 лет раздельной жизни существенно изменились, будто и не были родственными в приграничье. Сейчас кукну, хоть одного, не выдержал Пак. Буба и Хренаредев одновременно с 2 сторон схватили его за руки, пригнули к земле. Гляди, ядрена, а то и тебя повяжем. Ты не шебуршись. Да ладно! Пак дернулся и легко высвободился. И, по всей видимости, это резкое движение не осталось незамеченным. Легкий шумок привлек внимание туристов. Они сначала насторожились. Потом те 2, что сидели внутри, вылезли, встали по бокам машины, выставили вперед трубки. Все, кранты, процедил Буба. 2 остались стоять возле машины. 2 других, медленно, не очень уверенно, даже с опаской, стали надвигаться на затаившуюся троицу. Они еще ничего не видели, но, судя по всему, они догадывались, что в кустах кто-то есть. И не просто кто-то, а прячущийся. Тот, кто желает остаться незамеченным. Туристы приближались тихо, словно вслепую, ощупывая подошвами башмаков каждый сантиметр под ногами. Пак приподнял железяку. Указательный отросток клешни лег на спусковой крючок. Надо было бить, пока туристы находились в освещенном месте. Потом, может быть, поздно. И Пак уже почти нажал на курок, как произошло совершенно непонятное. Оглушительный грохот разорвал тишину мирного поселка. Не просто грохот, это было адское соединение рева, лязга, гула, дребезга, звона и треска. Словно само небо обрушилось или лопнуло. В глаза ударил свет. Чего-то с непонятным напором вылетело из темноты на освещенную площадь, заливая ее снопами света. И почти сразу же упали 3, те, что оставались у машины, и 1 из приближавшихся. Дернулись, переломились тела. Их даже подбросило немного, прежде чем опустило на землю. Из машины полетели разбитые вдребезги стекла. Сама она качнулась. Пак услышал свист пролетающих мимо пуль.
И он не стал выжидать. Он выстрелил прямо в лицо четвертому. Их разделяло не более 3 метров. И потому Пак не промахнулся. Четвертый вздрогнул, запрокинул голову и осел на землю. Из-за машины было плохо видно, что происходит на площади. Но что бы там ни происходило, рисковать как-то не хотелось. Пак бросился на землю, хренарядив с Бубой, так и лежали пластом. Дьявольский шум, треск, ляск. Гурыня рванул рычаг на себя, выжимая из броневика последнее. Мотор взвыл, машину затрясло, скорость была бешеной. Преграда приближалась. Бага, сучонок, жми гашетку! О, падлы! Ай, полный вперед! Ни один из них не расслышал ни звуков очередей, ни ударов пуль о преграду. Все. Ее больше не существовало. Труба кончилась, мощнейшим ударом вышибив проржавевшие двери ангара. Броневик вырвался на простор. Гурыня стукнулся головой о переборку, потерял ориентацию. Но он вслепую притормозил, умерил ход машины, завизжали траки, задребезжало железо под гусеницами. Зато Бага Скорпион не сплоховал. В окуляры он сразу увидел, кто может доставить им неприятности. И, не разбираясь, так саданул из крупнокалиберного пулемета, что 3 туристов срезало мгновенно. 4-й упал чуть позже. Для острастки Бага развернул башенку, не переставая палить, пусть пустую. Сейчас главным было ошеломить возможного противника, потрясти его. Лопоухий Дюк лупил из автомата в ночное небо. Он ничего, кроме своей бойницы, не видел. Плешак Грамбыла тоже выпустил очередь, но тут же опустил ствол. Стрелять было не в кого. Падлы, всех перебью, суки, заразы, что замолкли? Взвыл бешено Гурыня. Он уже очухался и разворачивал машину к ближайшим домам. Огонь, падлы! Багу не надо было упрашивать. Он принялся стрелять по освещенным окнам, не разбирая, что к чему, зачем. Дюк и Плешак, сбросив страхи, поддались общему азарту. Вперед! Гурыня вновь рванул рычаг, броневик прошиб одну стенку, выскочил через другую, крутанулся на месте, чуть не перевернулся и сразу же снова въехал на площадь. Огонь, огонь, огонь! Ни секунды им не давать! Огонь, падлы! Гурыня видел, как выскакивали из домов туристы, голые и полуголые, как они бросались во тьму, но бежать им было некуда. Всюду их настигали пули. Туристы падали, корчились, ползли, но все-таки пытались цепляться за жизнь. 3 дома уже горели, занимались еще 2, соседних с ними. Броневик, порождением самого сатаны, вертелся посреди площади, сея по всей окружности смерть, ужас и панику. В воздухе стояли вопли, стоны, плач и чей-то безумный смех. Откуда-то слева выскочили еще 2 машины с туристами в синих форменках. Они ринулись на перерез броневику, но Гурыня и не пытался ускользнуть от этих жалких преследователей на их жалких полуоткрытых машинах. Он все точно помнил. Он помнил, как его самого срезала очередь из броневика, в котором сидели туристы. Срезала там, в развалинах, когда он вел их к опутанному чудовищу, когда он ждал награды и похвалы, а его изрешетили пулями, чуть ли не в упор, изрешетили, высветив мощными прожекторами. Нет, он все помнил, и он не был слюнтяем, он знал, что надо мстить. Он резко развернул броневик, в одну, в другую сторону, смял машины вместе с сидящими в них людьми. Ни малейшей жалости не промелькнуло в его душе. Все, вперед, штурм, натиск! Разгромив еще 3 дома, но уже по другую сторону, броневик остановился напротив того места, где были убиты первые туристы. Гурыня крикнул назад. «Дюк, Плешак, быстро наружу! Бага, прикрывай их! А ну, парни, проверьте-ка вон те кусты! Что-то они мне не нравятся! А ну, живо! Падла, живо! Живо все!» Лопоухий Дюк и Плешак Грамбыла выскочили наружу. Их трясло одновременно от страха и от азарта, от жажды действий. Они вкусили от плодов безнаказанной и кровавой потехи. Они были готовы на все. А Плешачок, хилый Грамбылка, и вовсе был в экстазе. Он был готов тут же отдать жизнь за героя, вождя, предводителя ватаги, за самого Гурыню. Погибнуть, но лишь на его глазах, в этом сказочном упоении, на этом яростном взлете. Они выскочили и бросились к кустам, не переставая палить. Бубе оторвало последнее ухо и ноготь на мизинце ноги. Сапога он так и не успел натянуть. Но Буба вовсе не собирался помирать. Он полз в палисадник, потом через маленький садик на задворке.
Там все полыхало. Тогда Буба встал в полный рост и побежал к большому зданию. Он позабыл про все и про всех. Пусть калечат друг друга, пусть сжигают, уродуют, убивают. А он залезет на крышу этого местного небоскреба, упадет на жестяную кровлю, в том месте, куда не долетит ни одна пуля, заткнет дырки ушей пальцами и будет лежать так, пока все это не кончится. Буба бежал, не разбирая дороги, наступая на трупы, на все еще живые тела, на булыжники, обломки, вывороченные внутренности. Он бежал. У него была цель. А Пак лежал на прежнем месте, выставив трубку. Он уже расстрелял 3 беззащитных жильцов, выпрыгнувших из горящего дома. Ждал, когда можно будет достать следующих. Он так и не разобрался, что же тут происходит. Но теперь это было уже все равно. Он знал, что погибнет, или попадет в зоопарк, в клетку. И он старался утащить на тот свет за собой как можно больше этих подлых охотничков. Их жен, детей. Неважно кого. Все виноваты. Пускай все отвечают. Они там не миндальничали в поселке. От грохота и рева Пак совсем оглох. Хренаредев лежал, не поднимая головы. Стонал, рыдал, клялся, божился. Толку от него не было. Только воздух портил. Когда из броневика выскочили 2 странные, в чем-то знакомые фигурки с пулеметами наперевес, Пак не удивился. Мало ли, что может происходить в этом сказочном мире. Может быть, это вообще не мир никакой, не реальность. Может быть, это опять мудрец карлик их испытывает. Ему-то что в его берлоге? Ему там хорошо. А как здесь? Пришлось бы. Пак злился. Но вместе с тем он был как-то странно и рассудочно спокоен. Он уже не мог уловить ту грань, что отделяла все придуманные миры от настоящего. Наваждение от яви. И все-таки фигурки были знакомы. Одну из них, круглоголовую и лопоухую, Пак сбил практически сразу. Она рухнула на 7 или 8 метров. Вторая подбежала ближе, и Пак узнал. Но было поздно. Нападавший выпустил очередь прямо по земле. По лежавшим одна пуля зацепила Пака, прошила ему плечо. Он встрепенулся и промазал. Еще очередь полоснула перед самыми глазами, взметывая фонтанчиками песка наверх. И тут Хренаредев, смертельно раненый, с пробитой насквозь головой, дико заверещал, завопил, вскочил на ноги и вслепую бросился вперед. Видел ли он в этом своем прыжке убийцу? Или уже нет? Был ли он пока в рассудке? Или уже дергался в припадке агонии? Это было неважно. Хренаредьев с лету обрушился всей тушей на врага, опрокинул его, поднял. Что-то острое вошло сразу в его толстую, багровую, даже в темноте шею. Пак лежал, морщился от боли, потирал плечо. Теперь он точно знал, кто стрелял. Он подполз поближе к трупу Хренаредьева. Да, он не ошибся. Под многопудовым телом трепыхался еще живой, но хилый и беспомощный Плешачок Грамбыла, один из поселковых парней, тихоня и нелюдим. Пак видел и другое. Плешак мог бы извернуться, выскользнуть из-под расплывчатого тяжелого тела, но его острый и длинный клюв долото пробил Хренаредьеву шею насквозь. И вытащить теперь собственного носа из трупа посельчанина Грамбыла никак не мог. Он дергался, елозил, сучил лапками, пищал, хлюпал, сопел, но ничего не получалось. Пак собрался было перевернуть тело Хренаредьева, помочь Плешаку выбраться, но вдруг подумал: а зачем? Для чего? Чтобы снова все это продолжить? Чтобы и еще кто-то придавил бы Плешака и сам бы погиб на этом острие? Чтобы снова полил пулемет? Для чего? Нет. Пусть все будет, как оно есть. И Пак прополз мимо. Мимо умирающего полураздавленного Плешака, мимо трупа Хренаредьева, прополз, оставляя за собой кровавые капли на земле. Он твердо верил в то, что второй раз из объятий смерти ему вырваться не удастся, что на этот раз он влип накрепко. Но он полз. Он хотел умереть не посреди улочки, а среди кустов, на траве, на настоящей, зеленой, мягкой, вкусно пахнувшей траве, которую он увидел впервые в жизни. В этот свой... Чудовище видело все.
От начала до конца. Это было похоже на безумие. Какой-то ненормальный сидел в этом чертовом броневике. Только сам дьявол мог вершить такое. Когда на глазах у него двери ангара разлетелись в стороны, визжа, скрежеща, когда из тьмы выскочила наружу ревущая машина, чудовище было готово броситься назад, в погреб, в земляной лаз, в трубные полости, но что-то удержало его. Оно смотрело на происходящее словно завороженное, не могло пошевелить даже кончиком щупальца, не слышало, как что-то орал в самое ухо Хэнк. Потом тот убежал. Чудовище увидело его через окно на площади. Хэнк, как одержимый, палил из своего пулемета по броневику. Потом он бросил одну гранату, другую. Обе разорвались, не причинив машине никакого вреда, лишь заставив ее дважды вздрогнуть. Он стрелял до самого последнего мига, до тех пор, пока дребезжащие гусеницы не смяли его, не превратили в безжизненный кровоточащий мешок. Чудовище увидело других, выпрыгнувших из люков. И оно все поняло. Это были поселковые парни из ватаги Пака-хитреца. А может быть, из какой-нибудь другой. Но точно поселковые. Нет, оно не могло сидеть на месте. Не могло допустить этой кровавой, бессмысленной бойни. Это было сверх его сил. Оно рванулось к выходу. «Не лезь, малыш! Не впутывайся в это дело!» Голос отшельника прорвал расстояние и преграды. «Это не твое дело, малыш! Отстань! Я не пущу тебя туда!» Чудовище вдруг почувствовало слабость. Мышцы размякли, спина прогнулась. Оно упало на пол. Щупальца трепыхались и застыли на кафеле плиток. «Я не пущу тебя на смерть. Все равно ты никому не поможешь. Только погубишь себя!» «Я сам собой распоряжаюсь», — прохрипело чудовище. «Сам!» Оно напрягло все силы, собрало волю, заставило себя привстать на колени, опираясь щупальцами о пол. Тело не слушалось, но чудовище превозмогало слабость. Оно становилось сильнее собственного тела, собственных мышц, крепче собственного хребта и костей, прочнее собственных сухожилий и связок. Оно встало. «Биг, я прошу тебя, не лезь в это дело!» — почти умоляюще проговорил в мозгу отшельник. «Это мое дело. Наплюй, забудь!» «Нет!» Чудовище встало. Оно бросило взгляд в окно, там бушевал сильный пожар. Броневик стоял возле огромного полупрозрачного дома. Его пулеметы работали без умолку. Дом уже занимался. Снизу его начинали лизать языки пламени. А пулемет все строчил и строчил. С верхних этажей сыпались обломки. Со средних начинали выпрыгивать люди. Пламя разгоралось. «Стой! Стой, Биг!» «Нет!» Чудовище почувствовало, что тело налилось силой. Оно рванулось к двери, вышибло ее одним ударом, выскочило наружу, споткнулось, упало, перевернулось 3 раза через голову. Но не остановилось. Тут же вскочило на конечности и бросилось к броневику, к пылающему дому. Пожар становился все сильнее. Броневик заезжал то с одного края, то с другого. Теперь очереди били не в сам дом, а в людей, выпрыгивающих из окон. Крики раненых, горящих заживо, были нечеловечески громкими, пронзительными. В 10 прыжков чудовище подскочило к броневику, но тот уже подался назад. Башенка развернулась, и в грудь чудовищу прошла очередь из крупнокалиберного пулемета. Пули попадали в незажившие раны. Боль была лютой, непереносимой. Пули сыпались градом, но все в одно место, почти в одну точку, будто опытный и умелый стрелок задался целью пробить таки непробиваемую толстую кожу. И он почти достиг своего. Чудовище чувствовало, что пули начали проникать внутрь, что они вонзаются в кости, в мясо, пробивают вены. И оно прыгнуло. Прыгнуло в последний раз. Прямо на этот жуткий, грохочущий ствол. Уже теряя сознание, оно уцепилось всеми щупальцами в саму башню, уперлось конечностями в броню машины, рвануло на себя, выворотило башню с корнем вместе с сидящим под нею и упало назад. Так и упало, с зажатыми в щупальцах бронированным колпаком. Вороненый ствол воткнулся в землю, застрял в ней. Бронированная машина еле перебирает траками.
наползала своим плоским брюком на чудовище. Расплющила его, придавила. Нос машины задрался, застыл над придавленным. Но чудовище уже было все равно, кто на нем, что и сколько оно весит. Чудовище ничего не чувствовало. Из раскореженной машины выскочило наружу что-то полубезумное, злобно шипящее, существо с пулеметом в руках. Прямо с брони оно послало в пространство несколько очередей, потом спрыгнуло на землю и, отстреливаясь от невидимого противника, побежало в сторону ангаров. Свидетелей последней схватки чудовища не было. Или почти не было. Пожар долизывал их тела. Любопытствующие начали собираться позже. Толпа зевак стала появляться, когда приехали с дальнего конца городка пожарные машины, и пеной затопило половину местного небоскреба. Зеваки стояли, судачили, давали советы, ругали пожарников, а заодно и власти. Это было неплохим развлечением. Через полчаса огонь удалось усмирить. Но толпа не собиралась расходиться. Она глазела, как по длиннющим металлическим лестницам вытаскивают с верхних этажей раненых, обожженных. Мертвых укладывали прямо на землю, живых увозили машины скорой помощи. Лишь один из спасаемых никак не хотел даваться в руки пожарникам. Видимо, совсем спятил, решили зеваки. Не вынес ночного происшествия, рехнулся. Он стоял на самом краю крыши и ругал весь белый свет. Плевал вниз, показывал кулаки, кукиши. Он был длинный, масластый, изможденный, весь покрытый синяками и ссадинами. Зеваки, уже почтенные сторожилы городка, никак не могли узнать этого безумца. Да и откуда? Ведь это был Буба чокнутый. С низошедшим с небес пророком парил он в светлеющей выси. Указывающий перст упирался в облака. Лицо было иступленным, окаменевшим, горделиво застывшим. Только орал Буба совсем не по-пророчески. Он прямо-таки визжал, брызжа слюной, захлебываясь, пытаясь выкричить сразу все. Но до зевак доносились только одни обрывки. «И придут судьи праведные и грозные! Кайтесь, подонки и негодяи! Все на колени! Нет! Поздно! Поздно! Вы все недоноски и выродки! Не будет вам прощения! Не будет! И никто к вам, дуракам, не придет! Понятно? Потому что вы все недоумки безмозглые! Кретины! Олухи! Дерьмом набитые!»